декабря я привет. Так, ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, джамаат. Мы начинаем. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, джамаат тоғанда. У меня интернет бүгін, конечно, может будет глючить, потому что интернет БТ берсенда. Второй придется, наверное, переключаться. Я не знаю, смогу ли я это делать или как. Как это все будет происходить. Алла бля. Во время эфира. Ну, жетірге тиешінде 19 гигабайт қалған. Было 300 гигов, и вот осталось 19 гигов. О, салям. Аллаға шүкір. Холден Колфилд. Сен қойдан боласың ол? Так, короче, этот, үзебізден болсаң, урыслар кіре башлагач, баш сыга башлагач, надо с ними повоевать. Так что могу не проследить комментарии там. Так. Сейчас попробуем как-то будем что-то делать. Просто мында кушада соединен менің интернетка чертовый. Хозяева вырубил вроде бы. Но она может опять подключиться. Достала. Кишелер таки за свой интернет что-то не хотят платить. И пользуются, как говорится. Просят то у меня, то у других дегеньких. Нашла. Итак. Тему эфира я примерно вот так написал. Пока сам не знаю, как назвать его. Как это назвать, но самое главное. Так, где-то колонку я вот сюда поближе, да, поставлю. Так, сейчас. Просто Кубайберлер. Новостей дофига. Так. Сейчас я вот думаю. Или вот этот канал второй тоже открыть, потому что другой YouTube тоже мне надо разрабатывать, потому что гарантии нету у ютубка. Я бы койга могут от хайвана. Шулай. В тот день TikTok мне так бахнули. Поэтому как бы надо мне подготовить другой YouTube. Сейчас я попробую, чтобы вдруг что, у меня чтобы второй YouTube тоже шел. Второй YouTube тоже китерга пишет. Так, хазар. Его тоже включу на всякий случай. Потому что никак без него. Вот я уже первый YouTube вижу. Вот считай. Ну-ка, прикольно зайду туда. О. Что тут можно написать? О. Ха-ха-ха, блин. Так, еще вот этот мой второй канал. Сейчас зайду оттуда, короче. Смогу я это зайти, нет? А, нихера, нет. Не этот, сейчас я переключу. Это третий канал. Так, он еще в разработке. Мына ничек кишек кертерга. Короче, у меня же есть третий YouTube, а там только 12 человек или как. Вот туда бы загнать, там 500 или 1000 должно быть людей, чтобы у меня эфир открылся. Вот, он как бы в разработке, и он вообще не тянет. Вот считайте, из 4 ютубов у меня один бахнули уже, да, ведь? Остается только второй и третий. Вот сейчас зайдем в третий, попробуем. Блин, что я не сменил? Сейчас сменю. Башкортостан Уфа деген каналым, ол вроде шли. Но он тоже не контачит, он да кешиюк. Вообще без реакции он, потому что монетизации нету там. Конченый какой-то тоже. Странный, короче. Так, тоже.
Ну, тема эфира примерно начнем, наверное, я уже высказывался. Как шлепнули генерала. Получается, ну, примерно оттуда и начнем читать, наверное, потому что там лучше читать. Потому что я сам без информации пока. Этот. То, что слушал я, Бутын каналда, как обычно, Кириллова шлепнули. Вчера шлепнули, сегодня уже поймали узбека, и вот это все, это бардак вот этот. Так что вот так вот. Вот я второй открыл тоже. Так, сейчас туда тоже прикольнемся что-нибудь. Есть он у меня вообще, нет? Проверим его. Вот я не могу даже понять. А, вот он. В эфире, вот. Сейчас прикольно что-нибудь напишу туда. Тоже вот так. А, вот он. В эфире, вот. Сейчас прикольно что-нибудь напишу туда. Тоже вот так. А, вот он. Вот. Все, там тоже идет запись на всякий случай. Чтобы этот бетонжир дошло. Что там опять приперлось, блин. Опять какая-то скорая приперлась. Так. Блин, где мой микрофон? Микрофон будем говорить, да? Прием. Ага. Так. Ну вот, как этот я и говорил, но чуть-чуть это заголовка только. Ну, слушать не будем, я его прослушивал сегодня. В убийстве генерала Кириллова подозревает гражданин Узбекистана. Взрыв, еще дальше там, еще в Фергане там взорвалась газовая колонка, точнее бензозаправка. Бахнуло там, один умер, там 4 ранены. Пиздец, короче. Коррупция тоже. И вот, этот, оказывается, узбек-повар, как мы поняли, да, ведь повар где-то там в каком-то чахане. И решил подзаработать. Сказали ему типа паспорт европейский и 100 тысяч этих долларов, не евро. И, короче, вот 95-го года лоханулся. Вот такая вот тема. Так. Пока будем читать тогда, а потом, может, где-нибудь будем слушать. Вот вчера я загружал. Разные темы, конечно. С одной темы на другую перепрыгивать будем. Так. Сейчас. Где мы там не читали, оттуда надо возвращаться. Сейчас я дойду до этих мест, надеюсь. Так. А, вот. Или я это уже говорил? Нет. 16 декабря у меня был стрим или нет? Не было вроде бы. Хз, короче. 16 декабря. Да. Было у меня. Так. Так.
Так, итоги Курултая мы слушали в тот раз. Так. Ну вот, да, 17 декабря примерно оттуда начнем. Ну вот, короче, грохнули этого Кириллова. Пошло-поехало. Так, Руслана Айсина я не слушал. Что-то я не помню, слушал я его или нет. Так, в ТикТоке, получается, вот такие всякие манкурты пытаются мне писать комментарии такие нехорошие. Слушал вот Подоляк конкретно говорит по Украине, что сдаваться нельзя. Вот я с ним, как говорится, ну, грубо говоря, 99% я с ним согласен. Вот так вот. Это если сейчас Украина, ну, откинется, то это будет как Афганистан 2. Вот воевали, как долбоебы, и в итоге, короче, как Афганистан, все это уйдет просто, ну, ни за что. Потом вот этот Вадим Сидорова чуть-чуть слушал, и там вот как раз у Вадима Сидорова, я так и не понял, какая-то карта, короче, если вы смотрели, короче, где он говорит на английском чуть, объясняет, ну, какое-то сборище было у них, короче, в Вене. Форум Пост Россия, форум Вена. Вроде там, вон там сзади и Габасов вроде сидит, я вижу. Вот. И тут карта. Я по карте так и не понял, кто этот эфир смотрел. Что-то я там Башкортостан не нашел на этой карте. Как-то хер поймешь, там понаделали. Мухаммад, валейкум ассалам. По карте там видно, что почему-то в этой карте, вот именно форум Вена, посередине Алтая, где-то там в Алтае получается Китай. Получается, блин, типа по ихней вот этой задумке, по ихней какой-то ебаной карте, я так и не понял, посередине Китай выходит туда наверх. Это что за херня? Вот там вот красная херня, вот реально. Вот сейчас прикольнусь, я его сейчас включу. Посмотрим, сейчас карту я остановлю. И попробую почитать. Ну, тяжело видно. Вот так говорят. If you are in Vorarlberg, you have more to do with German and Swiss companies and Italian companies probably than Viennese companies. These regions are important. And last sentence, I know that it took decades to have this. Okay, my forefathers lived in. I don't want to talk about borders, you know. Вот. Northern Евразия 2030. Я нифига не понял, это кто как поделил. Получается, вот этот Япония, фиолетовая получается. Это я думал Китай. Внизу Китай и Казахстан это белый, оказывается. Я охренел, думаю, посередине кто такие. И тут посередине зеленая, оказывается, я думал желтая. Зеленая какая-то карта непонятная. И потом слева какая-то розовая карта. Кто такие, я так и не понял тоже. И вот левее, не знаю, это маленький такой оранжевый, что ли. Это Башкортостан, что ли. А возле Башкортостана Челябинск, что ли, или что это, блин? Это что за хрень? Кто так поделил? Вот это интересно. Поэтому по этой карте, я считаю, это мы такую херню не должны позволить. Вот там дальше Япония, которая взяла Владивосток и так далее. Вот это интересно, блин. Что-то как-то кто-то мыслит по-моему. Вот эту сушу отдали Японии. Если это вот это фиолетовая, это Япония. Сиреневая справа. Окей. После Японии слева розовый опять кто-то, я не понял кто, и флаг такой голубой посередине круг.
тоже ни хера не понял. И потом вон там, наверху, где Сахалин, тоже зеленая хрень, кто такие, я не понял. Ну вот какая-то странная дележка. Это кто так делит, блядь? Вот этого я не могу понять. И главное, над Башкортостаном нихуя ничего нету, блядь. Чисто оставили Башкортостан таким же, как я вижу. Блядь. Башкортостан с Татарстаном вижу также оставлен. Маленький такой, блядь, хуй поймешь какой. И все. И те места, которые должны отойти Казахстану, нихуя не отошли. Это что за дерьмо, блядь? Это вообще... Кто нахуй делит эту карту, блядь? Без нас, блядь. В каком-то форуме, нахуй. Ебаном, блядь. С иностранцами. Я вот этого я не могу понять. Вот мы к чему должны стремиться, чтобы, блядь, мы там, нахуй, могли свое засунуть. А не так, что они решили, мы согласились. Бір болмасқа тиышанды хуйня. Вот это я хуею, просто я хуею. Вот в таких форумах ходят люди. И о чем же, интересно, сказал там Габбасов? Сидит сзади, ковыряется в телефоне, блядь. О чем он там говорил, Икян, а? Его эфира нету, только тут вот этот хуй какой-то Вадим говорит. Кто такой, непонятно еще. Вадим, блядь, кто по нации? Узкожопый или кто? Что за хуй, блядь? Вот так. Типа я, да, типа книгу какую-то написал, говорит, блядь, то все нахуй. Что он хочет? И вот эта вся поеботина, если, я так понимаю, блядь, если я не ошибаюсь, вот вижу, блядь, где там Башкортостан, я не могу понять нахуй. Или вот это розовое, это Башкортостан, блядь. Вот такое дерьмо, короче, непонятное. Шундыхальдуслар. Если розовое, не может быть это Башкортостан, потому что Башкортостан под новой землей. А новая земля, вот фиолетовая там, вот это фиолетовое. Наверное, это Коми, наверное. Под Коми это все отдали. Нихуя себе. Короче, херня полная, Туланлар. И потом до Москвы еще какая-то голубая хрень стоит. Кто такие голубые? Наверное, это вот эти, блядь, чуваши или эти, вот эти Эльзи, Мокша Эльзи. Это столько, блядь, обтесали себе. Что я не могу понять. И там маленькие пиздюлины, это Кавказ, блядь. Что за херня, блядь? Кавказ маленький, как были, так и будут, оказывается. А я тут предлагаю, блядь, грубо до Воронежа это Кавказ будет, нахуй. Какой нахуй маленький пиздюлина, блядь? Нахуй это надо? За это даже пачкаться не надо, нахуй. За это вот даже вставать не надо, блядь, если оно так будет, блядь. Нихуя. Кто это делит? Вот это я не могу понять. Сука, почему вот в таких форумах, нахуй, нет нормальных наших башкиртов и татар, которые нормально что-то могут там сказать? Какой-то кто-то создал эту карту и написал еще числа в 2030 году, блядь, планируется это. На 2030 год развал, наверное, России, наверное, планируют они. Грубо через 5 лет, блядь. Смешно, блядь. Вообще смешно, блядь. Это как они хотят развалить, блядь? Как они культурно словами, что ли, это все сделать хотят? Они думают словами, блядь, уничтожить Путина, что ли? Что-то я нихуя не понял. А ладно, Путина словами уничтожили. А Кадырова? Кадырова как вы словами будете уничтожать? Вопрос. Вот так. Поэтому что-то здесь не то. Притом это кусочек, то, что я увидел. Плюс еще он на английском пиздит. Хуй поймет, что он пиздит. Но суть, что вот карта вот эта, я не знаю, блядь. Прям кто-то снимает эту карту принципиально прям так. Ну, людей вообще он снимает, конечно. А так, по идее, карта. Поэтому, Тувалар, если эта карта живую кто-нибудь найдет, да, скиньте мне в телегу. Если вам не трудно, давайте в крупном виде мы его посмотрим, что написано, что за, блядь, флаги какие-то еще, блядь. В жизни я такие флаги не видел, блядь. Откуда такие флаги там образовались?
какие-то, блядь, странные. Вот так вот. И вот это зеленый, кто такой, бля, Алтай, что ли? Алтай такой. И чё, Алтай туда наверх подымется, что ли? К якутам, что ли? Через Якутию это Алтай будет, что ли? А где, блин, те земли Казахстана, я не могу понять, блядь. Где Тюмень, блядь? Не, вот этой хуйней я однозначно не согласен. Если эту карту кто-то, сука, какая-то продвигает, явно здесь узкожопые бляди сработали эту тему. Вот кто-то, блядь, из этой категории продвигает эту карту, потому что, блядь, нахуй, на такую тему мы не согласны. Вот за Челябинском и под, получается, сторону Казахстана, все, как я говорю, отойдет, хуй с ним. Дальше буряты, якуты, похуй, пусть, блядь, хоть в жопу ебутся там. Нам похуй до них. А вот до Челябинска, блядь, нахуй, и после Челябинска, и низ Челябинска, это наш приоритет. И вверх. И вверх то же самое. Вот я не знаю, вот, блядь, вот это меня убило, но поискать надо, короче. Эту карту надо поискать, в большом виде посмотреть. Так, потом я дальше что-то я загружал вот одну тему. Манкурт. Ну, это старое, короче, я просто увидел, нечаянно оно как-то пришло в Ютубе. Чингис Айтматов, и про него 4 года говорилось. Кстати, это видео, которое там говорилось, ну так, минут 10-20 видео, оно снималось в этом, в Москве. Ну, как это русская женщина говорит про Чингиса Айтматова, ну, вроде правильные слова говорит она, непонятно, короче. Но 4 года назад это сказано, в 2020 году. И я туда выписал для себя и для всех. И так, вот такое выражение. Вот и определили, Манкурт хуже предателя, как раз она там говорит, потому что он не вменяем в своих поступках, а второй может раскаяться. Получается, Манкурт вообще как бы не при делах, блядь, нахуй, что там с ним сделали, что почем. Главное, он знает, что у него есть хозяин, все, он мол. Ну как это, сыр, блядь. Тупой, блядь, хуже животного, грубо говоря, да? А предатель, вообще, если сравнивать, блядь, то он, оказывается, может раскаяться. А Манкурт даже не вкуривает, блядь, за что ему раскаиваться. Он, получается, вот полностью сдать свою нацию, вот таким же вот башкиртарам это относится, да и другим, они могут полностью с потрохами нас сдать этим же узкожопым, или там, допустим, американцам, и все. И они скажут, а я чё, блядь, нахуй? А я не виноват, блядь, я вообще не при делах. Вот получается, вот так тщательно мы допонимаем вот это слово «манкурт», которое, получается, ну, раньше не использовалось, мы не знали об этом, но Чингис Айтматов написал, оказывается, его, получается, от того, что его отца, вот эти уёбки узкожопые, Сталин посадил, там что-то сделал, ну, короче, это, ГУЛАГу нет, короче, отправил куда-то, блядь, нахуй, бурлаки на Волге. И вот от этого он и написал. Ну, Чингис Айтматов, наверное, кыргыз сам. Ну вот, получается, они любили СССР, и потом, грубо говоря, выебали его отца, и он решил написать вот такой горе-рассказ. Какой-то полустанок, блядь, нахуй. Пустынный полустанок или что за, не помню, блядь. Ну, Аузан Атачим. Короче, написал, главное, блядь, оттуда нам оставил слово «манкурт». Вот это слово как раз-таки подходит для нашего населения сейчас. Башкортостан, Татарстан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Вот манкурты, которые любят целоваться в десна с этими узкожопами в Москве. Особенно вот начало эфира, как говорил, узбек, который проработал, убил генерала и в то же время сработал, ну, на отлично, само собой, наверное. Но в то же время, что-то он лоханулся, наверное, блядь, снова пошел, блядь, нахуй поваром работать, что ли. Работал поваром, ебанул генерала, и чё он попался-то? Вот это интересно. Вот нахуя он попался, блядь?
Или это было не так, как это было с таджиками, просто пригнали любого нахуй возле метро, как сегодня я уже высказывался где-то возле метро, поймали любого узбека, ну он оказался поваром, ну и похуй, кем он оказался, и на него просто сейчас шьют нахуй, как говорится, как обычно, как в песне, хоп, мусорок, не шей мне срок нахуй, вот что-то в этом роде, как пели воровайки. Вот примерно шундай хуйня, дуслар. Получается, каждый из вас не защищен. Узбек буласыңмы, кыргыз, таджик, вы не защищены. До этого вот на днях, да, пиздили вас, блядь, узбеков, опять-таки, блядь, в Тыве тувинцы против вас стали. Ну, потому что те тувинцы манкурты, как и, блядь, этот Шойгу, такой же, он отец манкуртов, своих тувинцев, блядь. Как мы знаем, блядь, в Туве, блядь, нищета, а зато он, блядь, генерал, военный генерал, Шойгу, а в Тыве, блядь, нахуй, там, как мой друг проезжал оттуда мимо, Башкорт, там, блядь, люди дровами топят, там нищета, как он сказал, блядь, когда возвращался с Уссурийска. Это жопа, нахуй, Тыва это жопа. Так же и Алтай, и остальные то же самое, блядь. Бедные шакалы, которые манкурты, которые, как говорится, любят Шойгу. Есть, главное, его картинка, блядь, там, нахуй, да, картина, Шойгу, главное. Ну, сами все тувинцы, блядь, в лаптях, нахуй. Еще эти лаптоебы пытаются пиздить наших узбеков, которые, блядь, приехали на работу. Вот до какого маразма, получается, мы дошли. Поэтому я, по сути, блядь, их, по сути, не перевариваю. Вот этих узкоглазых гондонов, нахуй, по идее, нахуй, можем мы, блядь, грубо говоря, если мы встанем, блядь, зачистим, нахуй, их до предела, блядь. До предела, если они свое многобожие будут опять запихивать нашу систему, блядь. Вот эту тему, нахуй, им в нос нужно зарубить буряту, тувинцу, алтайцу и якуту. Мына шу дүрт халық көзі қысып құлтақ башларға айтып қоям сразу. Вы не выебывайтесь, нахуй. Вы не выебываетесь, нахуй, против наших наций, блядь. Гондоны. Чтобы, блядь, преуспеть при русских, чтобы лизать у русских жопу и показывать себя хорошими рабами, блядь, вы нихуя в народе и вообще, блядь, в нашем, блядь, авторитете национальном, нихуя вы тем самым хорошее дело не показываете. Вы не думаете, что вы, нахуй, там будете лизать, нахуй, у Путина жопу, блядь, и тем самым, блядь, мы вас будем просто так прощать. Нихуя. Вы, гондоны, блядь, еще раз, тот раз тоже говорил, блядь, пидорасы, якуты особенно, блядь. Якут был, блядь, еще другие буряты тоже, блядь. Вы, суки, пулеметом хуярили чеченцев, блядь, в 94-х годах, блядь. И это, блядь, каждый чеченец знает. Если даже я знаю. Поэтому, блядь, у вас, блядь, в руках только так кровь, нахуй. Только так. Поэтому, блядь, узкоглазые гондоны с узкожопами, нахуй, вам пизда, блядь. Если пойдете на нас еще раз, блядь. Потому что вот эти монголы, оттуда тоже начиналось, против мусульман шли они, блядь. Поэтому рано или поздно мы выебем, нахуй, со стороны мусульман всех вот этих многобожников. Рано или поздно. И Китаю будет пизда, блядь, и остальным то же самое. Поэтому имейте в виду, когда вы, нахуй, начинаете рамсить, вы, пидоры, блядь, нахуй, чуть-чуть, блядь, понимаете, на кого вы, сука, прете, блядь. Біз күлтегізге сігіп, нахуй, балағызны қолығызға тұттырып қоябыз. Понимаешь? Тумаған ерлер да туа башлай, нахуй, біздің құлтақтан соң. Надеюсь, объяснил. Узкоглазые гондоны. Так. И вот дальше, ну, это тоже долгая история, но четкая информация была насчет Сирии, как Астальский какой-то, конкретно прям, как-то красиво говорил он, блин, конечно, за сирийцев, что-то за мусульман. Кто же он такой, блядь, интересно? Еврей или русский, или хуй поймешь кто. Ну, вот его эфир был интересный, и как бы, так грубо говоря, блядь, не знаю, блядь, он или ему как бы до пизды, до России, ну, явно, блядь, против России весь эфир шел, блядь. Весь эфир вот этого Астальского с, блядь, с Киселевым, что ли, блядь. Арабист, Андрей Астальский, арабист он, оказывается.
как он прям реально, наверное, арабский знает, считай, он прям в своем эфире рассказывал, как Ахмад Ашари, как-то он говорил, блядь, там по-арабски как-то он прям акцент ставит, блядь, или Ахмед Ашара, хуй поймешь как. Ну, короче говоря, он прям подправлял того своего собеседника, точнее, он у него был в гостях. И вот я написал, конечно, вот четкая информация, там смотрим, кому интересно. Ну, самое интересное то, что он всю информацию слил про Сирию, как там, что он, что почем, как это все происходило. И мы понимаем, там интересный момент вышел у меня, блин. Получается, я его даже написал, но до конца я его, так скажем, блядь, рассказать не могу. Но я понял, что люди, которые есть некоторые за победу Сирии и за то, что, блядь, победила именно вот это Ахмед Ашара, недовольны. Понимаете? Что за прикол, блядь? Люди недовольные. Меня вот это прикольнуло вообще жестко, блядь. Получается, люди, которые, наверное, вот, вот тут как раз таки написано, не знаю, блядь, один день в новостях слышал, что 3 компашки есть этих, вот этих. Получается, вот тут как раз таки вот, как он бросил ИГИЛ и Аль-Каиду, выходил тайно на генералов Асада. Вот как-то так. Получается, значит, кроме этого Ахмеда Ашара, еще был ИГИЛ, вот ИГИЛ, который мы не знаем под кем он до сих пор, и еще Аль-Каида. Получается, 3 группировки вместе с ним. Вот из той 2 группировок, получается, я как понял, люди недовольные. Люди недовольные, что этот Ашара победил. Понимаете, что за прикол, блядь? Получается, блядь, как-то, блядь, ИГИЛ, и еще вот это, блядь, Аль-Каида, еще кто там, блядь, Хамас, может, еще кто-то, хуй поймешь, кто? Ну, получается, они, наверное, хотели власть взять и установить какие-то свои, блядь, приоритеты. А тут хуяц нахуй, Ашара кинул всех нахрен, поэтому рассказывают то, что они рассказывают, и взял полностью власть. И тут самое интересное, почему это мне интересно. Когда я начинал вот это выходить в эфиры, туда-сюда, вот этой темы еще не было, мы вообще даже, вообще про Сирию не говорили, если помните, постоянно там, вот говорим там Палестина, что такое, и как бы не в курсах мы, что происходит, ну, конечно, мы поверхностно же все это рассказываем, и получается там, что происходило в Палестине, тоже мы не знаем, ну, может, когда-нибудь узнаем. И тут самое интересное для Башкортостана и Татарстана и других кавказских республик, интересно именно вот эта победа Сирии. Нам разницы нету там ИГИЛ, Сирия, точнее вот это Ашара победил, да похуй кто там победил. Главное, люди вышли из тюрем. И у нас точно такая же проблема. Алсынов сидит, Сиксян Кеше, Айрат бин Мухамметов, Рамиля Саитова, еще Дурт Хизбут Тахри, Казаннан, Татарстаннан, Кызлар. Да до хрена таких. Татарстаннан, могу даже за мужиков сказать, миллион людей сидят за ИГИЛ, за всякую хрень. Татарлар, мусульман татарлар утыралар. За них никто никогда ничего не сказал. Никто за них не вписался, и они никогда не выйдут по защите пленных, там туда-сюда, там, и Америка их не выкупит, не поменяет ни с кем. Потому что без мусульман, без біркімге керек мебіз. Шуны аңларға керек, дуслар. Если мы это не поймем, точнее, мы-то понимаем, если вы это не поймете, то нам будет сражаться с Москвой тяжело. Нас мало, манкуртов больше. Манкурты, которые на бошку ёбнутые, нахуй, их много. Вот каждый день, блядь, мне пишут всякие угрозы, заебали, блядь. То в Телеграм писали, блядь, то в ТикТоке оставляют всякую хрень, блядь, то это. Мне уже надоело их даже копировать уже не хочу все подряд.
Поэтому, исходя Шумарданцам, Башкортостан, һәм Татарстан должен понимать вместе с другими мусульманами, понимать, что против Москвы только один прием. Это автомат. Другого варианта нет у нас. Вот как Ашара взял, получается, засадил Асаду по самые яйца, мы тоже самое должны засадить Путину. Другого у нас нет шанса. Потому что вот эти разговоры, которые ведутся там в политике, там внутри, там где-то там в Европе, в Америке, там, начиная от Руслана Габбасова, заканчивая там других, там, чеченских, Ахмад Закиев, там, других там, это долгая история, очень долгая история. Таким образом мы ни хера ничего не сделаем. И тут как раз по вот этому рассказу, по наслышкам, за 12 дней, короче, этот Ашара, получается, взял Дамаск. Понимаете? За 12 дней. А я вам всегда говорю, мы Москву возьмем за 3 дня. Потому что против нас, точнее, даже не в том смысле против нас, у нас нет такого километража. Получается, если он до Дамаска 12 дней шел, значит, километраж там, наверное, приличный. Я не знаю, сколько между ними, где они были, откуда они тронулись, с Идлиба тронулись они, откуда они тронулись, и до Дамаска сколько. Ну, явно тоже, наверное, 300-500 километров. У нас 1500 километров. Там не знаю, сколько километров. Может, то же самое, 1000 километров, или мне по карте так видно. Хрен знает, короче, не измерить. Это надо почитать, погуглить. В итоге, все равно, они шли почему-то 12 дней. Значит, были какие-то преграды. А у нас, в чем прикол? У нас не будет преград до Москвы, понимаете? Потому что в каждом регионе, каждый регион будет состоять только из манкуртов. Каждый регион, допустим, Башкортостан, Татарстан мы зачистим, там кто остается? Чуваши? Чуваши уже, считай, их нету. Их даже можете не считать за кого-то, кто против нас пойдет. Они пойдут. И может уткнуться Нижний Новгород. Ну там какие-нибудь манкурты могут быть. И все, и Москва. Там идти-то некуда нам, блядь. Там вообще идти вообще херня. 3 дня, я вам говорю, 3 дня. 12 дней мы там, чё мы, блядь, туда-обратно до Дальнего Востока можем сходить за 12 дней. Вы чё, блин? 3 дня до Москвы это потолок. И я от силы за 28-30 часов доезжаю тут. Ну, доезжал точнее, блин, на машине. И то по дороге останавливался, чай-пай, чайхана, потом едешь дальше. И вот тебе 30 часов, грубо. А если мы пойдем, мы же пойдем не чай пить, а Путина искать, выкуривать. Шула Дуслар. Так, тут дальше опять одну вещь закидывал, именно по Уфе, по Башкортостану, то, что нас волнует. Прочитаю полностью, наверное, как тут этот уебок один, Рустам Зарафуддинов, пиздит то, что, блядь, в Курултае. Давайте вот прочитаю, о чем он говорит. Парламентские слушания на тему создания и распространения информационного интереса государства и общества, правовое основание, практика реализации в Республике Башкортостан. Короче говоря, этот хуй, оказывается, БСТ нахуйся, короче. Башкортостан телерадиокомпания нахуйся, я так понял. Ну, типа, директор. Уфимский госмедиаменеджер предложил, ну да, вот директор, ограничить интернет, чтобы не допустить рост фейков. Вот такой ебанизм от него. Сегодня, вот 17 декабря, считайте, вчера, на парламентское слушание Курултай Республики с докладом выступил директор ТРК Башкортостан Рустам Зарафуддинов. Он предложил наложить ответственность для соблюдения закона о СМИ на крупные телеграм-каналы и тех, кто в них комментирует. По его мнению, необходимо ввести обязательную верификацию пользователей в мессенджерах через госуслуги. Дальше. Возьмите какой-нибудь Мишкинский район, он говорит, наверное, где послушано Мишкина с количеством подписчиков 2000 человек. Может наделать шума и беды не меньше, чем Баш ДТП с их полумиллионом. Нужно контролировать абсолютно весь интернет. Понятно, что инструментариев сейчас нет, но все-таки движение в этом направлении нужно делать. Я предлагаю хотя бы в наших отечественных
мессенджерах и соцсетях проводить верификацию всех пользователей с использованием госуслуг. Пусть люди знают ответственность, сказал Рустам Зарафудинов. Но вот это Рустам Зарафудинов по роже видно, что, блядь, это башкиртура, блядь, у татар. У татар может даже, блядь, нахуй, микс нахуй, энкасы урусмекен. Непонятно, светленький больно нахуй. Короче говоря, этот Куртамбаш натуральный вот манкурт, который я выше говорил вам. Вот такие вот манкурты и пытаются прислужить, сдавая наших. С таких, блядь, мы нихуя, блядь, не возьмем. Нихуя не возьмем. Бұлардың только ятқызырға керек, туры келер, шулай ғана. Или зиндан, или йота. Только так. Ну, конечно, мандылар шығып қоялар енді. Понятно, директор, он ноги сделает, наверное, в первую очередь, блядь, даже Башкортостана куда-нибудь съебется. Поэтому это чисто такой показной вам пример того, что мы должны понимать, что вот такие люди окружают нас сейчас. И с кем вы живете, с кем вы сотрудничаете, ну, пытаетесь там, работаете, может, где-нибудь там среди них. Вот примерно вот такая херня. Вот они не хотят за свободу Башкортостана и Татарстана топить. Им похуй, потому что он директор подавно. Он топит за себя, чтобы его канал сраный смотрели. Ему мы не интересны, ему вообще мы никто, мы враги, наоборот. Он наоборот будет на своем БСТ пиздеть про нас. То, что мы хотим, блядь, захватить Башкортостан, Татарстан, туда-сюда, вот так. Потому что это им на руку. Как у яхудов, в первую очередь же это телевидение. Они же через телевидение берут, как говорится, войска первые, атаку делают. Информационная атака. Вот у этого то же самое будет работать. То же самое. Поэтому вот то, что там ваш ДТП 500 тысяч, это, по идее, нам выгодно. Почему? Потому что, допустим, из них, или, допустим, если даже на наши каналы, вот из таких людей, из 500 тысяч, кто-нибудь, допустим, подпишется и будет с нами, как говорится, рубиться за свободу Башкортостана и Татарстана, мы реально победим. Мы просто, я же говорю, за 3 дня возьмем Москву. Если вот такие информационные каналы будут у нас. Поэтому всех призываю, чтобы безде шунды каналар болсын. Чтобы у нас были такие каналы мощные. Я в тот день только говорил, у Руслана Айсена 100 тысяч получилось, вот это истина там. Ну потому что там весь мусульманский мир подписывается. Понятно, у него тоже 100 тысяч, но это мало, по идее. Но, альхамдулилля, они дошли до 100. А вот за Горбасова почему-то мало. В тот день только я вам говорил 29. Почему? Ну, если свобода Башкортостан керек сізге, мына сіздің башқұртығыз, ши башқұрт сізге толкует. Ну, подписывайтесь к нему. Как-то, я не знаю. Подтягивайте его канал. Подпишитесь, весь Башкортостан к нему. Почему каком-то баш ДТП сраном, блядь, 500 тысяч, а у Габасова только 29 тысяч? Шундыхан, дуслар. Непорядок. Так, и вот дальше. Вот только что про узбека чуть-чуть говорил, как он шлепнул, да, и тут внутри Узбекистана дерьмо идет. Это объявление, ну так скажем, блин, так, наводка узбекам, которые думают, что они после Каримова живут хорошо, с Мирзияевым. Ну, я думаю, вы точно хорошо не живете, потому что прочитаем. Ozodlik. Abduqodir Mo'minovning qamalishi arafasida unga qarshi ishlab chiqilgan qoralash kompaniyasi sxemasini qo'lga kiritdi. Bu sxema rasmiy tilda chora-tadbirlar rejasi. Короче говоря, какого-то хуй поймешь блогера, который что-то там пизданул, где-то что-то непонятно где, я так и не понял, о чем они там говорили. Суть, коротко и ясно, посадили какого-то блогера, и, получается, его сейчас, наверное, там долбят, мучают,
сажает на бутылку, ну, как обычно. Это потому что я до этого когда-то в стримах говорил всегда, все узбеки обучаются в Петербурге. Пидербурге. В Пидербурге все обучаются и возвращаются пидорами. И потом эти пидоры, менты узбекские, начинают делать от обычных людей тоже пидоров, сажая их на бутылку, на швабру, на вантус и так далее. Ну, как Чечня 2, то же самое. У Каримова то же самое было, и у Мирзияева то же самое. Все одинаково. Все одинаково. В народе все такие, блядь, рот до ушей, все любят Мирзияева. Ой, блядь, брат, ты нам помог, нахуй. И чё? Блогер, который рассказал правду, он сидит. Мать там разрывается, говорит там, охуевает мамаша. Не то, что там сына убьет, там раньше мамаша умрет от этого горя. Потому что Каримов 2, Мирзияев. Я же вам, блядь, изначально говорил, блядь, короновал Медведев Мирзияева после Каримова. Медведев ездил от Путина короновать его. Вот и все. Как говорится, хуй бармағына күтіге тықып келді Медведев Мирзияевны. Все, короновали его. И тут вот кто-то написал, ему 509 лайков поставили. Прочитаю один комментарий, чисто который мне в глаза попался. А так uni mana shu ozodlik radiosini nimasida yozilgan 879 kommentariy bo'lgan edi kecha. Tuhmatchilarni Allohga kifoya, Alloh tuhmat bolalarini yekdirgin. Amin. Abduqodirga Alloh kuch va quvvat bersin. Yangi O'zbekistonni yangi jadidlaridan albatta ozodlikka chiqadi va liklarini hazm qilib keta olmaydigan mard o'g'longa ozodlik. Yaqinlariga sabr va kuch tilayman. Но, понимаете, так мы тоже можем сказать Алсынову, туғанлар, өзбектер, мына мен бит енді бір қоным өзбек deyman бит енді. Mana men ham xuddi shunaqa o'zbek bo'lib, boshqurt totar bo'lib, Alsынову могу сказать. Alsınov, senga sabırlıq endi, bratishka, narsaga shida endi. Bizni qo'limizdan qutqarish kelmay ekan. Shida sen endi o'tirasan. Qora xoliq deganing ishing 4 yilmi, 5 yilmi o'tirasan endi. Tega 80 boshqurtda o'tira, Ramila Saidova o'tira, Ayraddin Muhammadov o'tira, obalar o'tirasiz endi, хули поделаешь. Sabırlıq sizga, sabırlıq. Вот так только может сказать, да, хороший человек, базара нет, но человек, который никогда не встанет за свободу своей республики. Таких комментариев да хуя. Понимаете? Это один из комментариев я просто взял, первый попавший. А сравнение контакта, когда вы заходите в комментарии, я охренел. ВКонтакте, когда я там даже вообще сейчас боюсь что-то писать, блядь, суки, контакт блокирует сразу. В Инстаграме почти то же самое. Но больно там блокировать не могут, но группа сама блокирует. Группа, не Инстаграм, а группа. И вот получается, ВКонтакте, если ты что-нибудь напишешь вот этим манкуртом, Башкортостан, Татарстанга, тебя сожрут, блядь. Вот что-нибудь напиши, как обычно я пишу, Куртак-Башлар, там что-нибудь такое, блядь, Сугушка-Барбарас. И тут, блядь, начинается, кто ты такой? А если я еще, блядь, про Путина что-нибудь там пишу, все, сожрут. И тут вам вот наглый пример. Пример того, что посадили какого-то блогера в Узбекистане, а народ не встает. Не встает вообще, похуй им, понимаете? Почему я эти сравнения привожу и почему мне
эти вещи как бы нравятся, я не могу сказать, это не нравится. Меньшуны айтергатишмен. Я не могу, блядь, через это пройти, блядь. Как Алсынов сказал, такое слово, я как бы его, наверное, больше, ну, где-то там, может, и не использовал бы. Гадалек. Гадалек деген сөзні пытаюсь даже понять, но до конца не могу понять, но, наверное, это какая-то честность, что ли, означает, наверное, гадалек. Я же как бы башқұрт татар тілінде мектеп бітірген кіші түгілі енді білмеймін. Литературные какие-то тяжелые слова. И вот Манашу гадерлек үшін я не могу мимо пройти. И вот, видя вот эти моменты, я сравниваю сразу Башкортостан и Татарстан. Узбекистан с 90... Вот как они после коммунизма как будто бы пришли к Каримову, попали в диктатуру. Они до сих пор в этом дерьме. Они не могут выйти оттуда. Они не хотят выходить. А мы 500 лет в этом дерьме. 500 лет. Понимаете? Мы 500 лет не можем выйти, а они вышли и попали в диктатуру. И они не могут выйти 33 ел. Ну, 90-нан исәпләсәк, 34-35 ел не могут выйти. Грубо говоря, они в диктатуре 35 лет. Наверное, сейчас приходит мне в голову, еще 15 ел они должны быть в диктатуре. Примерно. Или Егермейел. Как Сирия. В Сирии тоже где-то 55 лет, да, были в диктатуре, потом только вылезли. Ну вот, наверное, им тоже еще осталось 20 лет посидеть, Мирзияев сдохнет, придет ее дочь или еще какой-то хуй после него, и еще 20 лет должно пройти. Это получается, мне будет, блядь, сейчас 39, 20, блядь, сейчас было, блядь, или тугыз, блядь, 60 яш было. 60 яшымда я, может, увижу цивилизованный Узбекистан. Точнее, блядь, нахуй, без диктатуры. Это пример. Теперь вернемся к Башкортостанга. Также там Казахстан в таком же репертуаре. Казахстан я уж не говорю. Оно рядом, это все в нашем флаконе, так скажем. Башкортостан, Казахстан, это все, ну, связь у нас мощная. И вот мы напарались. Башкортостан, Татарстан 500 ел құллықта. И мы не можем понять, почему вот это дерьмо посадки людей наших проходит вот через наши глаза, уши, руки, чувства, сердце, в конце концов. И мы молчим. Вот вопрос вам. Нәрсеге біз шу нәрсені көре тұрып, вот как мына узбеклер, которым похуй все. Они думают, у них хорошо все. Они привыкли. Они привыкли уже, научились выживать в диктатуре. Поэтому, наверное, я даже думаю, они в Узбекистане не хотят жить, потому что там ебанизм. Они лучше живут в России, где можно беспредельничать. Можно всякой хуйней заниматься, зато хуй с ним, в России же это, блядь. Мне кажется, даже вот так народ думает, блядь. Ну, хуй его знает. Манкурты. И вот в итоге после этого башкир-татарларға, не говоря, что Чечня, Дагестан, там пиздец, жопа, блядь, еще хлеще, блядь, с Кадыровым. Получается, вот мы, все вот, которые хотят свободу, мы со стороны наблюдаем. Вы когда хотите просыпаться? Вам сколько еще лет нужно, чтобы вы проснулись? Так же, как в Узбекистане лет 20? Или еще меньше? Или еще 200 лет? Понимаете? Поэтому, исходя от этого, я подвожу разные примеры, разные новости, которые волнуют нас всех. Будь оно узбеки, будь оно кыргыз, таджик, хер с ним. Даже те, то, что в тувинцы взбаламутились там ебанутые, сука. Вот в чем прикол. Шунага туганлар, бізге нужно как-то уже определяться от того, что мы делаем. Как раз где-то что-то говорили в тот день. Я же говорил или не говорил уже, да, проходило. С флагом каким-то.
И тут, короче, вот отправляли здесь видео. Бір башкирт хотан, сейчас ее послушаем. Ну, что уж слушать, там 5 минут говорит. Это вот когда что-то произошло с Алсыновым, она вышла, себя не показывала, помните, первый раз. И вот эта вот башкирка опять вылезла, короче, откуда-то. И мы думали, это вот это Айгуль Леон. Нет, это не она была, а вот это другая еще. Вот она сегодня опять что-то пропиздела 2-3 минуты. Откуда-то она пиздит, непонятно. И против Хабирова там, да, ну, башкиртларга, само собой, Башкортостана пытается открыть глаза вам всем. И вот вам, ну, послушаем потом. Больно там ничего сверхъестественного не сказала, то, что я ей говорю, и говорит она. И как раз, вспоминая ее, она говорит про какой-то флаг. Этот флаг, который, блядь, открыли Башкортлар по своему незнанию. Это то же самое, допустим, я не знаю историю Башкортостана с Татарстаном. Как будто бы. Ну, потому что я же не учился там. А эти учились, но учили другую историю. Потому что эти молодняк, вот этот, блядь, так скажем, их теперь давайте называть будем путинские дети. Потому что при Путине они родились. Путинские дети, это они, так скажем, такие, так скажем, новоиспеченные манкурты, у которых и родители манкурты. Вот в чем прикол. Понимаете? Потому что если им лет там, сколько, 18 лет, да, 20 лет или что там, ну, грубо говоря, это, блядь, как мои племянники. Это получается, значит, ихним родителям потолок 45-50 лет. Ну, молодняк полностью. Или там, допустим, 3-й или 4-й ребенок старых родителей. Ладно, такие, может, там бывает тоже. И мына шундан соң енді қайдан олар история, тарихны қайдан білерге тиішлер олар. Мына айтыңыз өзіңіз. Если сіз өзіңізді манкурт, қайдан бұл бәләкәш балалар білерге может тарихны? Мен білмеген тарихны олар қайдан біле? Понимаете, дуслар? Вот в этом-то и загвоздка того, что мы тупим. Мы реально тупим. Почему? Потому что даже вот как Казахстан не можем информировать свой народ, что есть настоящая история. Кстати, как всегда я говорю, Габбасов историк. Хотя бы пишите ему, пусть начнет он, блядь, преподавать вам историю конца до концов, блядь, правильную. Если уж до такой степени вы его не цените, как своего земляка. Щи башкортны. Щи башкортлар, блядь, бармамында. Вот оценивайте его, блядь, 100-бальным баллами. Что пусть он, блядь, копает для вас историю, истину. Татарларга то же самое касается. Вы не расслабляйтесь. Сізді Башқұртстанға хуй помеш келіп қалғансыз, винегрет ебаный. Тоже разбирайтесь, блядь, про свою историю тоже вы должны знать. И как еще раз обозначили, этот Хабиров, блядь, как Айрат бин Мухаммедов говорит, типтярин. Вот башкорт болмасқа может, типтяр болырға может. А может башкорт, манкурт, может типтяр, манкурт. Какая хуй разница, кто он, блядь? Он не наш. Его нашим нельзя уже называть. Он только, как всегда я предлагаю, башын кесіп алырға нахуй, и все. Башын отдельно көмін көйірға нахуй, тело отдельно закопать нахуй. Примерно так. Издевнуться. А по-другому никак. Вот как видели, наверное, видео, как долбили, блядь, надзиратели тюрьмы, блядь, автоматом, калашом, прикладом хуярили по башке ему. И еще ебашили. Весь в крови этот ублюдок. Зинданский. В Сирии. Ну, это копит типа того. Эти-то, конечно, растерзали, наверное, его уже, крохнули уже давно, его закопали, наверное. Потому что там в Сирии могильник нашли 100 тысяч закопано, блядь. 100 тысяч людей штабелями клали. И вот истина где-то рядом. Аллаха шикар. А мы чё? Мы чё, не умирали?
Наши предки не умирали? Возвращаясь к той моей логике, мне кажется, я в тот день еще высказывался на улице, мне кажется, люди не хотят врубаться вроде бы. Они не хотят просто умирать. Вот несколько дней меня атакует мысль, что люди не хотят умирать. Мне кажется, люди не хотят умирать. Вот и все. Вот в чем наша загвоздка, туанлар. Кишилер улясы килмей, а без оларны улемге шақырамыз бит. Олар, получается, Путин үлемінде үлмейлер, думают, а біз шақырған юлда үләләр. Понимаете, как работает для них, у них, точнее, да, для них логика. Видите, как работает логика? Вот что интересно. Просто пиздец как интересно. Да, как бы ни говорил, Габбас хоть историю знает. Вот я и говорю. А на него еще там пишут нахуй, малявы нахуй, всякие ублюдки манкурские, Бадрановы, вот этот еще пидор маленький какой-то, я не знаю, татарин он или кто, блядь, какой-то, хуй поймешь, блядь, один ублюдок, который интервью брал у Алсынова, блядь, когда он с Турции возвращался, доебывался. Как его звали, сука, этого мудак, блядь, маленький такой пизденыш в очках. Забыл, блядь. Арслан, блядь. Арслан Нигмазянов, что ли, блядь. Черт, блядь. Он еще что-то там, блядь, кудахтает, петух, блядь. Поэтому он дохуя андылар, понимаете? Которые хотят греться. Вот только что я смотрел еще, вспомнил, блядь, этого. Руслан Валеев на днях брал интервью. Помните, я хотел прослушать, потом я его сам прослушал, что ли, с вами не слушал. Так я его забыл, короче, вот сейчас вспомнил. Руслан Валеев брал интервью у Габбасова. Если вы смотрели его, это пиздец. То, что я вам говорю. Это то, что Кашапов защищает Фариду Курбангалееву. Вот, допустим, 2 видео Курбангалеевой посмотрите, о чем она говорит. И 2 видео Руслана Валеева посмотрите. И добавьте к нему Руслана Айсина и Габбасова. И вы поймете, где есть ясность. Мана дуркеше. Татар, башкирт, хуй поймешь, кто. Ну вот это, 4. И вы поймете. Поэтому мен сізге пытаюсь донести шундай мысль, что бұлар білән, мана, которые Валеевы, Фарида Курбангалеева вроде, да, вот, блядь, Курбангалеева вроде бы, вот с ними далеко не пойдешь, потому что они топят с навальнистами, они топят с русскими. Аспекты, чей это вообще? Да хрена таких будет у нас, да хрена. Поэтому мы должны понимать, Тугонар, что мы сейчас в полном затмении того, что мы не можем даже понять, кто враг, кто друг. А біздің күршілер, допустим, Миндада, если брать ауылда, күршілер, вот первые стукачи это күршілер. Вот, бля, буду. Есть такие күршілер, блядь, я их знал, блядь, и знаю, если еще не сдохли. Это вот такие вот күршілер есть такие. Там враг не нужен. Сосед твой, это твой враг. Исходя от этого, мы должны понимать, что вот такие люди, которые пытаются усидеть и с русскими, и с татарами, или с башкиртами, которые хотят независимость, это не наши друзья. Как Мурзагулов, забыл, блядь, сука, его приписать еще. Мурзагулов со своими сережками. Тоже, Алла, блядь, Кемул, блядь, башкирт какой-то с сережками. Первый раз вижу, уебок какой-то. Но явно Станислав, как его звали, сука, Исам Айленди? Мурзагулов, какой-то, короче, Айленди, Саня, блядь, какой-то. Станислав, блядь, хуев, если мы там, блядь.
Сука, isimlari o'ris isimlar, блядь, men уже путаюсь уже, блядь. В итоге, явно у Мурзагулов Надаянкасы урус, наверное, блядь. Поэтому как хер поймешь, почему-то он исиме, блядь, урус исиме. И вот, поэтому мы должны как-то понимать, с кем мы пойдем на Москву. От всего вот этого, то, что мы сейчас делаем, вот пытаемся одного этот прослушать, потом другого, третьего, и у нас не выходят конкретности. Люди в тупике Башкортостана, Татарстана, они не знают, кого слушать. Ник Кашапова слушают, или Иршат Хаби слушают, или Руслана Айсена слушают. Они в тупике, они не знают, что слушать, кого слушать. А у Руслана четко поставлена эта херня. Они знают, ага, навальнисты хотят сделать какую-то хрен знает, блядь, русню какую-то новую. Вот, они топят там. Их до хрена там миллионами подписчиков, блядь. Не говоря о том, что они топят реально. Они устраивают марши, тудым-сюдым. Ну, суть вот такая вот. То же самое, как узкая община. Вот узкая община выходит, в Питере везде начинает ходить с этими вот этими ёбаными флагами, которые подняли эти молодые башкортлар, которые не знают ни хрена, ни истории, ни хера. Но они другой флаг тоже не подняли бы. Их бы прикрыли бы. Если сейчас еще не доебались до них. Примерно так. Поэтому Башкортостан, блядь, Татарстан нищиктор должен уже уловить, зачем мы, почему мы хотим, что мы хотим. Услышать наши претензии, наши предложения, вот это, задать нам вопросы, о чем вы думаете, как сделать лучше. Самая интересная тема здесь, самая интересная, главное, да, ведь, туғанлар мына Башқұртстан, Татарстан, онларға тиісесіз. Бізге сізден бір нәрсе керекми. Мына шуны сіз должны уловить, сізден бір нәрсе меня керекми. Вот меня лично бір нәрсе керекми сізден. Башқұртстанның өзінен де меня бір нәрсе керегі жоқ. Главное, Башкортостан независимый был. И вот боюсь сказать, вот улавливаю я себя на мыслях, вот часто эта мысль мне приходит, ну, боюсь сказать, но вот попытаюсь сказать вот сейчас. Почему я на этом пути внутри себя постоянно задаюсь? Намаз оқығанда башқа келіп кете шулай. Еще кетіп барғанда да башымнан шул келейінді. Допустим, мне бы задавали бы вопрос. Допустим, за что топишь? Нахрена это тебе надо? Мне же уже как-то так задавали. Оказывается, вопрос он такой, блин. В корень, блядь, бьет. В корень, знаете, как бьет, оказывается, он? Он такой, ответ обычный. Просто урыслар, гомер буе, получается. Вот я сопоставил свою жизнь за 39 лет. Гомер буе минем канымны ичкәннәр икән урыслар. Понимаете? Не говоря, если к нему еще добавить, чтобы для усиления то, что они издевались над нашими предками и так далее, это вообще пиздец. Горькая правда. И я понял, что принцип моей работы, оказывается, вот этой темы, которую пытаюсь просветить вас, менің просто, очевидно, урыслар менің душман екен. И тут миллион вопросов, наверное, появится. А почему, зачем? А потому что ғұмыр бойы біз урысларны түбінде яшейбіз екен. И бізді олар ғұмыр бойы мысқыллап жүргендер екен. И мы это просто забывали, или там хуй с ним говорили, боялись, или там не думали об этом, не созрели в конце концов. И теперь, вот, наверное, больше шли башладама, хуй поймешь, наш был, блядь. Вот это чисто сердечное вам, от чистого сердца я вам говорю. Просто урыслар бізді мысқыллап жүргенлер, ғұмыр бойы, и әлі да мысқыллылар. И вот эта последняя капля, наверное, как все говорят, такое выражение, да? Вот эта мобилизация. Мобилизация меня убила вообще.
двойной удар мне сделала. Почему? Потому что минем yorаттым деген сөз болмайды, но менің қарындашым, менің туғаным, грубо говоря, пусть не одна кровь, но двоюродные. И получается, из моих двоюродных кровей, моих сестер, братьев, мамаса украинка, и эта война происходит в Украине. Это представили? Вот представьте себя на моем месте. Как будто бы мен Башкортостаннан, и мне заставили эти узкожопые пойти, допустим, даже Казахстан не буду говорить, в Татарстан воевать. Пойдете? Башкортостаннан, башкор-татарлар, пойдете в Татарстан убивать их? Потому что вам сказали, узкожопые, идти туда и мочить татаров казанских. Пойдете? Вот так вот. Манкурты пойдут, как в Чечне. Пойдете. А я вот понял эту тему в тот момент. И что-то не так подумал. Но в то время, тоже признаюсь, вопрос задавал мне бывший хатанны обысы, наполовину мариец, наполовину хохол. Живет в Испании. Он мне сказал, ты за кого топишь? За Украину или за Москву? Я не смог ответить тогда. Это было 2022 год, июнь, июль, в это время. Еще не было мобилизации. Я сказал, мне похуй. Я никуда не топлю, и мне похуй, что происходит там. Я так сказал. Но в этот момент постоянно мне долбило мозг, выносило вот та же тетя, что тетя кызы, зур опам, что ее родину мамы долбят каждый день бомбами. И я не понимал. Жил я в Москве, я нихуя не понимал этого. И после этого вот вам вопрос. И почему я здесь? Почему я говорю вам? Это то же самое, что, как я жестко сравнение вам поставил, башкортлар пошли Башкортостаннан против татар, Татарстан. Или, допустим, даже добавим Казахстан. Представили как? Вот такая война. И тут получается, ты за кого? Вопрос возникает. Я за Путина? Аллах сакласын. Инәсенә тишегеннән чыккан шунда кирип китсен ул Кутабаш. Я в тот момент, когда я уезжал, я просто уехал. Главное, от мобилизации. Потому что я не хотел, как мусульманин, убивать и, конечно же, умирать, наверное. Такие мысли, да? Но в оконцовке, вот я вам рассказываю уже об этом. Итог, 2 года с лишним уже прошло, я понял, что если мне он допал самые, или я в крайнем случае в армии был бы, в крайнем случае был бы какой-то, блядь, хуй его, блядь, или тюремщик, или какой-то, не знаю, где нахуй, куда меня засунули бы, или пизды дали бы мне, или все равно отправили нахуй, наверное, я так думаю. Это раз, мнение такое. Или крайняк, я бы там жил бы, война шла бы и все. Вот так и было бы. Примерно. И тоже не результат. Поэтому, вот, наверное, Аллах Та'аля решил меня вытащить, и вот я вышел. Наверное, чтобы я вот в дальнейшем как-то вам озвучил об этом, рассказывал вам об этом, что мы, башкортлар, хам-татарлар, не на правильном пути, которые идут на войну. Мы не должны там умирать в первую очередь. Убивать хуй с ним. Умирать мы там не должны. Если мы там не будем умирать, значит там нас нет. А убивать это уже второстепенная вещь. Потому что до убийства еще надо дойти, блядь. Пока ты там сам сдохнешь, блядь. Там ты хуй дойдешь. Как сегодня я как раз слышал, что корейцы там дохнуть начали, и рожи им начали прятать и так далее. И получается, они по старинке воюют, эти корейцы бедные. Тупорылые. В коммунизме жили, конечно.
С первых дней они, блядь, порнуху насмотрелись в России, надрочились, теперь войну видят. Колхоз, блядь, привезли, блядь, на убой. А сіз Башқұртстан, Татарстан, Ресейдің ішінде бола тұрып, шул әйберне біле тұрып, сіз шу сугышқа барасыз. Мына минем ачуым кайда килә. И как я мог бы пройти мимо этого? Минем бер туганым белми, что мин шундый эфир алып барам. Вот ышансаң, ышанмасаң шул. Бір-ике танышлар белә башлады, я их как бы начал ликвидировать, грубо говоря, нахуй. Чтоб, блядь, не заебывали меня в комментариях. Потому что больно откровенничают комментарии, блядь. Что происходит опять? Блядь, опять что-то глючит. Блядь, сейчас я один раз, сейчас я сделаю, чтобы это оторвать вот эту. Я здесь. Сейчас перезагрузился. Так. А с нормальным русскими что делать? А, вот с нормальными русскими, Башкортостана, Татарстана, да. Кстати, я об этом тоже услышал, я охуел. От Габасова. Мебитайтам. Блядь. Я не знаю, блядь. Когда я это вдолблю Габасову о том, что он порой иногда пургу какую-то несет, пиздец, блядь. С хорошими русскими, вот этими, не знаю, навальнистами или чуть-чуть еще получше, я не знаю, блядь, с этими, как в тот день говорили эти старики, блядь, что будем признавать русских или нет, блядь, типа из такой истории, да, категории. Ну, с русскими, Башкортостан, блядь, Татарстан, да, я, ну, за Татарстан больно не могу вручаться, ну, если мы заходить будем, мы, конечно, комплект будем ебать всех, но если кто-то другая категория зайдет, блядь, за Татарстан уже я не могу ответить. Поэтому за Башкортстанга мен жауап берем. Башкортстанда, само собой, урыслар бір ниндейді үсті эшли тұрған ішті болмасқа тиішлер. Ни на одной верхушке мы не должны видеть всяких Назаров. Достало, короче, вырубается интернет. Потому что присоединяется вон так, короче. Сейчас я попробую вырубиться. Сейчас вырублюсь. Раздам другую. Запасную. Потому что она врубается, затрахала уже. Вырублюсь отсюда. Сейчас я попробую. Чарокит Магис, пожалуйста, фазами керя. Дальше потом пойдем. Сейчас я вырублюсь и найду другой. Секунду, сейчас. А, все, автоматом. Все, пошло. Сеть отключена. Все. Сейчас раздает. Надеюсь, теперь все, я тут вырубил. Достала от меня уже она. Все, вырубил. Юг не тянет, когда 4 телефона не тянет этот хрень. Интернет. И вот поэтому, ну да, вот, мне скинули нацистские скандалы в Башкортостане. Ну вот, как раз вот про это я и говорю. То, что вот эти молодые флаг не тот этот показали. Потому что Яшана, это сына и на сына, похуй, блядь. Что там творится им до пизды. Что они говорят там, ихние дети, что делают, не смотрят. Так, где я остановился? Так. А, вот это, давайте, вот башкирка выступила против русского имперского флага. Давайте вот ее прослушаем, чисто для общей информации, если кто не слышал. Вот что она говорила. Я по поводу скандала с имперским флагом. Кто не знает, тем поясню. 4 башкирских парней сделали фото с русским имперским флагом, на котором написано «Мы русские, с нами Бог». Ну, во-первых, это флаг, который используют русские националисты на своих маршах с кричалками «Россия для русских». Вот вы скажете, что это флаг Российской империи.
Не совсем. На самом деле это флаг династии Романовых. Но знаете ли вы, что этот флаг официально использовался русскими фашистами? Да, представьте себе, официально существовала русская фашистская партия. Их идеологией был фашизм, антикоммунизм и развал СССР. Все данные в открытом доступе. Более того, как раз таки у них и был девиз «С нами Бог». По поводу Бога. Вы идете убивать с девизом «Мы русские, с нами Бог». Вы реально думаете, что Бог поощряет убийство своих детей? Перед Богом мы все равны. Или у вас, у русских, собственный Бог? Второе. Парням объяснили принадлежность этого флага к русскому нацизму. Они осознали свою ошибку и сделали фото с башкирским флагом. Тут уже ущемились русские нацисты, и тут же подключился Бастрыкин. Тут же нашли виноватого, заставили извиниться на камеру. То есть русским общинам можно заставлять нерусских извиняться, а нам нельзя объяснять своей молодежи, что это флаг, использованный русскими нацистами? Это что ж получается? Сделать фото башкирам с башкирским флагом – это уже экстремизм. Русская община поддерживается путинской властью. Все направлено на подавление национальной идентичности и самосознания нерусских наций. Тогда давайте создадим противовес нерусскую общину или тюркоязычную общину, не разрозненные нацобщины, а крупную нерусскую общину, где все будут равны. Посмотрите, что пишут шовинисты в чатах. Так, давайте почитаем как раз, что они пишут. Не успеваю. Посмотрите, что пишут шовинисты в чатах. Правильно, города это все злые имперцы. Блядь, не успеваю, сука. Тебя какого х... Блядь, не успеваю, что так быстро, блядь. Где это она нашла? Ну и как там относиться? А вам не нравится башкирский национализм? Блядь. Пизды как бы тебе не дали за твои слова, а флаг только России и никаких других регионов. Моду взяли одна страна и матрасы развесили. Это позор. А что они, что-то против башкир сказали? Что мне в последнее время не нравится национальный башкир? Откуда что взялось? Сидите тихо на жопе, пока вас не трогают. Хуесосы типа, наверное. Вот примерно так, туанлар. И если мы такие хуесосы и эти узкожопые, получается, короли, нахуй, королей, блядь, нахуй, и Башкортостан это рабы, и Татарстан... Чего мы молчим-то, я не могу понять, блядь. Срочно, блядь, нахуй надо всем вставать. Не надо ничего, блядь, создавать даже, не надо ничего создавать, блядь. Нахуя нам что-то создавать? Где тут мой микрофон? Нахуя нам что-то создавать, блядь? Создавать не надо, уже создано все. Поход на Москву. Марш-бросок, блядь. 1500 километров. Все. Уфа-Москва. Хуй догонишь, а мы догоним. Шуайгана. За такие дерьмовые эти комментарии. И плюс сидите на жопе тихо, не выебывайтесь нахуй. Башкортлар и татарлар. Вы чё, блядь, попутали что ли? На русских гнать? Вы чё, блядь? Типа того, понимаете? Ну и как там относиться? А вам не нравится башкирский национализм, а русский национализм поощряется даже на высоких уровнях? Сам Путин заявлял, что он самый эффективный националист. А как вам такое? Эта фашистская идеология России всегда направлена на возвеличивание русской нации над другими, на захват и уничтожение других народов. Я против нацизма в любом виде. Я не против русских, я против русских нацистов. Есть национализм, есть нацизм. И прошу не путать. Я за справедливость и равенство. Ни одна нация не хуже, не лучше другой. Я против фашизма. Я против фашистской агрессии России в Украине. И как Россия, как империя, не должна существовать. Каждый народ, согласно Женевской конвенции, имеет право на самоопределение. И потом, почему бы русским националистам не создать свою русскую республику на своих исторических землях, в Москве? Создайте. Кто вам мешает? Вас же поддерживает ФСБ и Путин. Или вы созданы только в политических целях? А? Это по поводу скандала. А?
узкожопые, создайте свое, блядь, дерьмо. Этот чеченец тоже, забыл, как его звали. Дудаев, вроде бы. Как его звали, ё-моё. Забыл. Короче, он тоже говорил, создайте свое государство. Ёбаные гондоны. Торфянники. Это, Иванушки, блядь. Лапти свои, нахуй, снимите уже, в конце концов, нахуй. В 21 веке живем, блядь. И создавайте, нахуй, свое московское болото, нахуй, в своем, блядь, репертуаре. Ну, так и так вы, конечно, создали, блядь, нахуй. Вот поэтому-то и хочу уничтожить, нахуй, Кремль и Москва-Сити надо бахнуть, нахуй. И только другого варианта нету. Только так. И тут, сами слышали, но туганлар, без эсбис. Такими высказываниями мы далеко не пойдем. Что она высказала 5 минут и что? Кимгадр кирди, кимгадр юк, похуй. Понимаете? Башкирт белән татар манкуртларына до пизды бу сүзләр. Понимаете? Поэтому, исходя от этого, само собой, без кушылабыз инде бу сүзгә, бу башкорт хатын белән. Но без мужики, без мужиклар не должны это, блядь, уже ждать, когда наши бабы станут и что-то начинают пиздеть по телевизору, ну, имеется в виду по интернету. Как Айгуль Леон ездит туда-сюда, она вот это без имени хз, короче, подобие. Меня только она себя показывает, я это пока не показываю. Вот так вот. Егетлер коясың, блядь. Башкортостан һәм Татарстандагы егетлер коясың, которые против Москвы будет топить вместе с нами. Вот это я жду. Утыздан иллиге хәтле егетлер коясыз. Шундай хәл, дуслар. Это как бы печально. Так, второе, вот дальше. Башкиры не русские, мы другие, мы мусульмане. Мне тоже отправили, посмотрим. Я его не смотрел, может смотрел, я не знаю. Руслан Габбасов что-то говорит. Давайте послушаем. Что он сказал там? Блять, опять что-то с интернетом, что ли? Не грузи, наверное, блядь. Ты должен понять, что ты не русский, ты другой народ. У тебя другая культура, другой язык, другая религия. Что мы внешностью другие, мы не русские. А у нас огромное количество писателей, поэтов, представителей другой интеллигенции. Они создавали свои произведения для нас, не для русских. И мы их читаем, мы слушаем эту музыку. Нам нравится это наше. Мы другие абсолютно. И мы, чтобы сохранить свой народ, свое национальное самосознание, свой язык, мы должны освободиться. Освободиться внутри себя. Понять, что мы не рабы русским, мы не рабы Москве. Бороться за свою независимость, бороться за свою свободу. Ты должен понять, что ты не русский, ты другой народ. У тебя другая культура, другой язык, другая религия. Что мы внешностью другие, мы не русские. А у нас огромное количество писателей, поэтов, представителей другой интеллигенции. Они создавали свои произведения для нас, не для русских. Вот тут написано: Казахстар, если не мы будем поддержать братьев башкир, то кто поддержит? Давайте пока репост и комменты. Шулай. Когда я вам говорю, вы, наверное, не верите, вот в ТикТоке кто сидит, ну, есть башкортлар, татарлар, пару людей, которые знают это. Малайлар, егетлер, кызлар деген көк. В ТикТоке у меня вот 8500 сейчас. Было 10, но что-то там мы наделали. 8500 сейчас в данный момент. 8500 где-то людей. Ну, явно из них 5000 это Казахстан подписан. Понимаете? Башкортстандан, Татарстандан онда 1% та юганда. 1-2 штук кешегене бар, и все. Которые со мной контачат. Мен оларны білмеймін, олар мені білмейлер. Чисто просто, по-братски. А қалғанлары бүтінісі Қазақстан.
Я в тот раз уже когда-то вам говорил, что Казахстанга без нәрсеге керекпіз. Мына просто вопрос сами себе задайте. Өзіңні туғаныңа керекмейсің сен, манкурт, допустим. А Казахстанга без нәрсеге керекпіз. Задавайтесь вот таким вопросом, обычным вопросом. И после этого делайте себе выводы. А вывод я сам себе сделал. Знаете почему? Потому что олар білелер біздің дұшманымыз кімдігіні. Мәскеу. Только Мәскеу біздің бүтініміздің дұшман. Шуның үшін бізге бірләшірге керек. А сіз Башқұртстан мен Татарстанда никак не можете не то что подписаться, блядь. Вы не можете, блядь, конкретно сказать, давай мы уже будем что-то делать, деген кішілер yok. Вспомнил как раз к этому моменту, тот момент того, что люди не хотят умирать. До этого я говорил, перепрыгнул на другую тему, блядь. Бывают у меня такие бзики, блядь, в голове. Забыть могу. Блин, блядь, где этот память отшибается порой. И вот самое интересное. Люди, я не могу понять, не хотят умирать. Люди не хотят умирать. Если люди не хотят умирать, ну, окей, а как вы тогда хотите Башкортостан или Татарстана взять независимость? Вот предложите мне вариант, где мы не будем умирать. Я не знаю, как это будет происходить, просто минимум... Блять, где мой микрофон? Просто минимум Башама это не укладывается. Как мы будем не умирать и как это все будет происходить? Объясните мне. Киши әзәя күбәя слева умбір киши, справа бір киши генә килеп чыкты хәзер. Справа вообще киши юк. Даже вот, даже если возьмем даже вот канал мой, да, ведь, вот на канал не могут подписаться даже Башкортостан, Татарстаннан. Вот мне запасной был канал, очень куда, что вдруг бахнут, у меня был запасной, нету там людей, чтобы я мог выходить более на продвинутые какие-то эфиры, так скажем, чтобы оно продвигалось. Кеши утырмагач, не лайкают там туда-сюда, оно не продвигается, оказывается. Я как бы не больно специалист, но уж все так говорят. Нажмите лайк, продвигаться туда-сюда. Вот я повторяю, да, как все говорят. И вот, получается, если люди не хотят умирать, Башкортостана, Татарстана, давайте искать метод, как выйти сухими из этой дерьма. Но по сегодняшним новостям я так понял, столько пиздят. Как всегда я говорю, давайте выйдем на высшую категорию людей туда наверх. Там, допустим, властью Украины с военными, чтобы они помогли нам роту туда-сюда сделать, там какую-то путевую дома довести, да, и пойти на Москву. Что-то в этом роде. Никто не поднимается. Никто об этом даже не говорит. Ни Габасов, ни Кашапов, никто. И тут вопрос. Если вы не хотите умирать, давайте ищите метод безубийственно, без крови. Как Габасов говорит, час X, блядь. Ну, час X, если мы ждать будем, там точно будет с кровью. И как сегодня в новостях я слышал, что Путин просто так ничего не отдаст. И это мы знаем. Везде постоянно об этом говорят. Даже америкососы, европейцы, все. Путин просто так не отдаст. А эту мысль я услышал от слов того, что Крым, что будет с Крымом. Если вы знаете, да, заебенили сейчас Черное море, все, пизда. Куда вы поедете, блядь, купаться нахуй? Сочи, Темрюк, блядь, все, пизда вам. Краснодар, сыгрып капты нахуй. Өзіңізді батқақта юынығыз нахуй. Ауылда, блядь. Іштеге, үрдәкләр йөргән батқақта. Су буенда. И вот после этого, то, что я услышал, понял, что если это опять не пиздеж, типа Зеленский сказал, типа, вот этим
хуям американским, короче, то, что, блядь, они не будут это делать, сдаваться, типа они будут воевать, и тут также такую же хуйню, что услышал, то, что Путин также будет воевать. Никто не хочет останавливать войну. Так что планы на 25-й год еще обеспечены. Так что Башкортостан, Татарстан, мясо будет только так идти под мясорубку. Тут и корейцы скоро сбегут. Вот увидите, блядь, пару раз корейцы ебанут, они уже не пойдут на эту войну. Идите нахуй, скажет. Сами умирайте нахуй. И поголовно сдаваться будут, увидите. Пока еще сегодня не сдались, говорят. Сегодня была какая-то хуйня, но не сдались, говорит. Трупы, говорит, сами с собой забирают, корейцы, своих, трупы. Но скоро увидите. Пойдут эшелоны нахуй. Корейские собакоеды в сторону Украины, и пизда, все в плен будут попадать. И в итоге Путин, не то что там, Крым не хочет отдавать. Хоть и море заебенил уже. Башкортостан, блядь, Татарстан вообще, блядь, нахуй не должен даже думать о том, что Путин это отдаст. Понимаете? Никогда он этого не сделает. Никогда, блядь. Это вообще, блядь, хуй его. Нет таких мыслей даже. Если только где-то ему, где-то кто-то шепнул, что хотят развалить подобие Габбасова, Кашапова, он скажет, блядь, сказочники какие-то. Понимаете? А почему? А потому что Габбасов, Кашапов сүйлеулері білән іш бітмей. Так мы никуда, ничего, блядь, не двинемся, никогда никуда не двинемся. Только как сирийцы мы должны просто тупо пойти, и все. Надо будет по дороге мочить нахуй. Мочить нахуй. Не нужно, блядь, значит, тихо идем. Но нужно это делать сейчас. Пока все манкурты в Украине. Мы сейчас это должны сделать. Пока тихо, пока, как говорится, весь этот эшелон такой, так скажем, да, людей в украинской войне, мы сейчас должны это раздолбать. Тем самым и им поможем, и главное себе поможем. Поэтому я считаю, что нужно забыть, что такое я умру, я буду умирать, мин улям, колам, яшисым килә. Юк. Яшисым киләме, юкмы, ул синең кулыңда түгел, Алланың кулында. Может, ты просто завтра уснешь и не проснешься. С кем ты, получается, споришь? Аллах Та'аля белән, что ли? Как сегодня тоже в новостях говорилось, но потом поищем. Будем читать этот Кушта Байрам. 18 яшлик, в тот раз, помните, если говорили, кто-то убили в армии на Дальнем Востоке. Нечаянно расстрелили одного узкожопого из Казани. А сейчас этот из Казани, только молодой, 18 лет, долбоёб пошел на контрактником, и вот все, умер. Какой-то, не помню, как его звали, сегодня вот только услышал, 18 лет. 2000 какого-то года, сказала мамаша его. Еле как нашли, говорит, 4 сына, вот один пошел, говорит. Ну чё? Я же вам постоянно айтам бит. Балаларыңызны не куттагыма үстірдегіз 18-ге қатлы и суғышқа жибересіз, блядь. Вы не имеете права. Бір татар һәм башқұрт не имеет права баласын жиберген нахуй бұл ұрыс суғышына. Күтігізге қысып отырыңыз балаларыңызны, блядь. Тұт. Жиберелер олар нахуй. Шаплы халималар, блядь. Вы не имеете права нахуй уничтожать безнахалықны, блядь.
Tug'ansan ekan nahvoy. Rahatlanib yasha o'zingni bolang bilan. Петухи молодые пошли, понимаешь, блядь. В армию он пошел, блядь. Даже, ладно, в армию пошел. На войну контракт подписал, 18-летний, блядь. Уебок. И сдох. В течение 12 дней, блядь. Призвали какого-то марта. И какого-то марта уже сдох вроде, если я не путаю, блядь. Опять память у меня здесь не изменяет. Ну, короче говоря, призвали и через несколько дней умер. Все. Заебись, да? И ищет его 9 месяцев уже. Не нашли, то ли нашли, то ли не нашли. Ну все, где его найдут, нахуй? Нашли да, какого-нибудь обезглавленного, скажут, вот это твой сын. Ну все, отправят его нахуй, и все. Любого какого-то нахуй. Из того склада в Алсбери, где штабелями лежат в одном гробу 3 человека. И все. Бітті. Дурт улым барды, бірсі ульса да ярый. Это такое мышление, да? Охуенное мышление родителей. Ата-аналарға мен еще раз айтам. Балаларыңызны тотып отырыңыз. Бұл соғышта өлер үшін оны сіз өстермедіңіз, тудырмадыңыз. Если уж на то пошло, ол сізді балаңызда түгіл. Аллах Тағаламны балалары біз бітіріміз. Не хрен распоряжаться, блядь. Дүнияға келген екен, яшарға тиіш олар. Ладно, хрен с ним, за независимость Татарстана или Башкортостана, там, или Чечни, Дагестана они бы умерли бы. Хуй с ним скажешь, как в Чеченской войне Ичкерии 94 года. Базара нет. Вот они все муджахеды, дети, все защитники земли своей. А вы что? Нападающие дикари. Вот поэтому до этого это манкуртские семьи. Манкуртская семья, и ребенок тоже манкурт. Это как мы, дети коммунистов, мы же дети коммунистов. Мы-то не коммунисты, альхамдулля, а мы дети коммунистов. Мы тоже из той категории долбоебов, по сути. Но мы чуть-чуть, Аллах шкр, мы поняли это. И мы никуда ничего не пытаемся отправить. И сами не едем. Шуларға бик жаль. Бұл мен сөйлеймін да бет шулай. Ямсыз итіріп. Но, блядь, сізге яқшы итіріп сөйлеп болмай. Сізге яқшы сөйлесең де, яман сөйлесең де аңламайсың. Мен күйіккенім нәрседе, что до этого говорил, почему я ненавижу узкожопых. Вот этот и ответ. Месть врагу, оно так не делается. Месть делается, оно так. Хуй забивается. У дегені кутак кую. Татарша айтканда. Куйырға үйренерге керек уже. Қорқмасқа керек. Өзіңні тіліңні нәрсекей күтке тықмастан әйтерге керек. Біз қаршы соғышқа. Или что-то в этом роде. Әйтелмәсә, шық біздің яққа тағда. Шу балаңны бізге жіберсең бетін, мынанда рахаттанып жүрерге Европада өлімге жібергенсің. Ақша үшін. Кеткен геройлар. Андыны неше ел, 3 ел ішінде, сколько я вам говорю уже, сколько умерло? За 3 года. Умы непостижимо. Валеев тут сегодня пиздит еще где-то. В новостях тоже вышел он, выполз. Ненавижу Руслан Валеев, блядь. Сука, уфимский. Черт какой-то, блядь. 3700 дия, блядь. И инang тишиге, койдан син аласың у цифрларны, блядь. Он меня достал, блядь. Это аспекты. 3700. Инang тишиге 3 ел соғыш бара. 3700 койдан бұларға может енді, блядь, а? Нәрсе ол дегені, блядь. 3 жылда 36 ай болса, нәрсе ол? 30 ішінде айына бір кеші өлген, что ли, блядь? 3700 болса. Что я не понял, блядь. Как это? Или 100 кешіден өлген, что ли, айына? Или как это? Сейчас я математика еще не шарю, блядь. 36, мында 3700.
ну 100 tanka, ну 100 kishidan, грубо говоря, oyna 100 kishi o'lgan. Bu aldov, oyna 100 kishi tugul, bir shtormga kirganda, блядь, нахуй, molaylar o'zlari сколько so'ladi, anavi Michael Naki kanalida, блядь. Bir штормga kirganda один остался, deyapti, mana последний узбек тоже сказал. Нас было, блядь, говорит, хуево, блядь, 12-20, я, говорит, один остался. А таких штурмов в день сколько? И сколько фронтов? Фронтов-то вы посчитайте, сколько, блядь? Минимум, блядь, 200 фронтов, наверное, блядь. Из этих 200 фронтов, блядь, по 10 человек пусть зайдут. Вот вам. Сколько людей грохается за день. Там же не написано, блядь, вот этот башкирт сдох, или кореец сдох, или бурят. Там же похуй, кто умирает, кто в шторм идет. Не говоря, еще в ямах обоссывают. Поэтому, туғандар, мен білмеймін, как вы думаете, когда посылаете, блядь, 18-летнего, блядь, кукей, монқас кийтмеген, свежевылупленный малайны кім жібереді енді соғышқа? Пиздец, блядь. Ой, бля. Поэтому я считаю, нужно такую агитацию вести Башқұртстанда, Татарстанда. Показать Башқұрт bilan Татарға кім біздің дұшман. Руслан Ғаббасов, Кашапов bilan бізге дұшман түгіл, поймите. Ничек мен оларны, блядь, обсирать етмесем да, нахуй, олар бізге дұшман түгіл. Мы все равно на одной волне. Особенно Руслан Ғаббасов, Кашапов, хуй с ним. Руслан Ғаббасов. Башқұртстаннан. Понимаете? Сіз өзіңізді, даже милләтіңізді құлақ салмай тұрған болып, шундай кешеге айлангансыз. Урыс әйткән сезгә якынрак, Хабиров Манқурт әйткән сезгә якынрак, а Ғаббасов өзіңізді туғаныбыз әйткән алама. Ладно, мен өзімді даже не вписываю. Я же, блядь, метис. Хуй поймешь, узбек, башқұрт, татар. Кому брат, кому сват. Так, Куштау Байрам, 105 уже налетело там новостей, 105. Вот не заходил сколько дней, там 105. Унжидысынан кірмеген екен, 105. Давайте спускаемся и снизу вверх идем. И о чем тут, блядь? Вот, как раз новость такая, баймакское дело. Книга «Мы помним», какая-то вот книга «Мы помним» вышла. Что за хрень? Башкортостан, что ли? Сейчас зайдем туда. Не знаю, что за книга «Мы помним». Короче, ладно. Бегунова Татьяна Игоревна, 22 ноября 1974 года рождения. Судья Центрального района суда города Тольятти, Самарской области. Ага, вот почему мы помним. Самарской области обвиняется в вынесении обвинительного приговора 3 заключенным по баймакскому делу: Халида Ишкуатова, Ильфата Ишмуратова и Закира Кульмухаметова по заранее сфальсифицированному уголовному делу. Обвиняется в предательстве, судебного правосудия, служении, тирании и использовании своего служебного положения для личного обогащения. Будет привлечена к уголовной ответственности и понесет суровое наказание после падения путинского режима. Закину я себе тоже в телегу. Максимально репост делаем. Окей. Добавлю от себя. Наказание получит, не наказание получит, понятно. Самара, однозначно она отойдет к Казахстану. Поэтому как бы там больно голову ломать не будем, казахи сами выебут и высушат эту мразь Татьяну Игоревну 1974 года. Вроде не старая, как раз. Сыргай-яры. Так. Идем дальше. Башкирское сопротивление. Обращение башкирта с позывным «Кыпсак» к своим соотечественникам.
Вот, опять откуда какой-то вылез. Хамзас Баргазала. Я башкорт, многие меня знают под позывным Капсан. Обращаясь к вам, я хочу сказать, что я и мои соратники встали на путь освобождения Башкортостана от путинского режима. Тихо говорит, блин. Мы видим, что сегодня наша республика превратилась в бесправную колонию, а наш башкирский народ подвергается настоящему геноциду. Искореняют башкирский язык, отобрали и уничтожают все полномочия республики. А наших башкирских лидеров, Асан Рухлы Башкорттарды, сажают и подвергают гонению. Башкир массово гонят на убой в Украину. Нас, башкир, сознательно уничтожают как нацию. Я и мои соратники не видим никакого другого пути, кроме борьбы за независимость Башкортостана. И мы призываем вас присоединяться к башкирскому сопротивлению. Битараф булып калмагыз башкорттар. Башкортостан ирекле буласа. Ладно, хоть бұл башқұрт тілін біле екен. Қушылам. Мұндай егетлерге қушылам. Чүнки бізге как раз шундый егетлер керекті. Закидываю себе в телегу. Можете посмотреть, кто не смотрел. Башкирское сопротивление деген группа екен. Ну, как обычно, у них хрен комментарий напишешь, ничего не напишешь, у них вот все закрыто, шито-крыто у них. Вот это меня и бесит. Всё, ничего не напишешь. Вот, допустим, прикольнемся. Напишу. Я зараз меня напишу я. Я зараз меня. Күтем, дием мен. Посмотрим. Игнор будет или нет. 924 человека его просмотрело. 4 лайка всего лишь. Я давайте 5-й поставлю. Шулай. Ну, понятно. Яш Малай, наверное. Ну, явно, блин, Луна Яшма, он напомним, да, корни весь маски. Но суть, то, что я вам и говорю. Примерно и это он и сказал вам. Бейтарaf болып қалмас үшін башқұрт білән татар. Онларға тиіш, что бұл біздің замана. Бұл замананы біздің қолға ала тұрған уақыт келді. Спускаясь по той карте, которую я сегодня озвучивал, мне она не понравилась. Как раз. И шуның үшін бізге күресуге керек. Нам нужно, само собой, прорубить землю на море, на океан, до новой земли. Это все будет наше. Понимаете? Тут цель не только кусок Башкортостана урвать, а столько, сколько можем. Как они говорили, берите столько, сколько унесете, а мы унесем все. Мы унесем все, мы жадные, блядь. Мы уносить будем все подряд, нахуй. Вот как Сирия взяла всю Сирию, так же мы тоже будем все брать. И лишнее даже, добавок. И никто нам не предел. Короче, Ишмурат Хазрат опять тренеру какому-то отвечает, пытается что-то ответить. Что тут опять какой-то тренер? Русский народ – это народ с великой историей. Наши предки оставили нам большие земли. И наша задача – здесь быть хозяевами, а не рабами. Русский народ… Русский народ, оказывается, великий народ, и они не будут рабами, оказывается. И им, оказывается, предки оставили эти земли. А башкорт, блин, татарга нам никто уже оставил наши земли, а? Нам что, тоже русские оставили земли, что ли? Кто же нам оставил земли? Вот удивительно. Нифига, да? Ну, давайте вот послушаем Ишмурат Хазрата. Что он сказал? Ассаламу алейкум, дорогие башкортостанцы, сородичи, родственники и так далее. Я хотел коротко ответить тому тренеру из Стерлитамака, который призывает русских Башкортостана быть, как он выражается, хозяевами на своей земле. Слушай сюда, ты никогда не будешь хозяином башкирской земли, потому что хозяевами башкирской земли были, есть и будут башкиры. Хозяевами татарской земли будут татары. Хозяевами
чеченской земли будут чеченцы. И так можно продолжать. Поэтому ты немножко аппетиты свои умерь. И это, во-первых. Во-вторых, ты сейчас такой смелый потому, что вся махина российская за тебя прибежит заступаться за тебя. Бастрыкин. Тебя будут прикрывать ФСБшники, тебя будут прикрывать МВДшники. И вся шваль, которую наберут, Московская. например, в виде титушек. Где бы ты был, если бы это были какие-нибудь рахимовские времена? Где бы ты был, если бы это надо было бы сказать, например, в Чеченской Республике сегодня? Поэтому то, что ты говоришь, это просто выдавание желаемого за действительное. Если вот из-за всех упомянутых причин тебе никто не ответит публично, зная, что вот эта вся махина за тобой, ты не думай, что ответа нет. Твои слова услышаны, переварены, и соответствующие вот подобные слова уже в нужных местах сказаны другим парням. Вот имей в виду. Так что ты своими тупыми заявлениями, в принципе, даже играешь на руку нам, башкирам. Ты заставляешь проснуться даже тех манкуртов, которые до сих пор думали, что все русские это равноправные какие-то братья. Ты им говоришь, что ты, оказывается, хозяин, а вторые, там, башкиры, татары, это кто, по-твоему? Слуги, что ли? Рабы, что ли? Так что спасибо тебе за твою тупость, во-первых. Во-вторых, знай, что твои слова без ответа не остаются. Просто эти ответы не выражаются публично, потому что тебя сегодня защищает Бастрыкин. Мы посмотрим на тебя, когда завтра тебя никто не будет защищать. Бывай! Ишеттегез туганлар. Ну, мен 1000% бұны мына қушылам. Ишмурат Хазрат білән. Матур итеп айтты, конечно. Менен, конечно, аны, блядь, сикәләп ташларым, блядь, тренерсыңмы, блядь, хуенерсыңмы, меня кутагым да нара, как у нас говорят. Поэтому, туганлар, самое интересное, мында, блядь, забывай микрофон, блядь. Самое интересное, то, что он это выражение кидает как та сука, которая, блядь, говорила, блядь, башкиры такие грязные, свиньи и так далее летом, помните? И кто-то записал в окно это. И мы услышали это. Ну, весь мир услышал, так скажем. Это то же самое. Уёбок говорит в спортзале. Теперь представьте. У меня, ну, наверное, в данный момент, наверное, манкурт, можно сказать. Киомба. Ну, зять. Настоящий башкорт. Он тоже как раз-таки вот таких тренировках ходит по Башкортостану. Первое место занимает по вот этому всякой хуйне, вот этому бодибилдинге, или как это называется, блядь, по спорту. Но явно, блядь, нахуй, эту рожу он встречал. Вот интересно, просто я же, как я до этого говорил, туганларым білмей, чем я занимаюсь. И плюс, я их тоже в голову не залазил, но мое чувство пока, что он манкурт, я знаю. Исходя от этого, подобие меня, точнее, моего зятя, таких спортсменов с первым местом, со вторым местом Башкортостана и Татарстана дохуя. Вот таких спортсменов. Также, в том числе, конечно, и племянник мой такой же. Тяжелой категории, которые по 250-300 поднимают. Хуй его, как эта хуйня называется, блядь. Штангу поднимают, блядь. И вот, явно вот этот по его роже тоже видно, что он какой-то тренер, ну, штангист, наверное, блядь. Такой же, блядь. Из той же категории. Там, ну, не знаю, блядь. Хуй его, что за он тренер, блядь. Исходя от этого, при том, что там это происходит, явно, да. Они по районам ездят, по всему Башкортостану, где идет соревнование, они ездят везде. И вот, что я хочу сказать. Ишмурат Хазрат правильно сказал, когда-то мы, аулда, пиздились деревню на деревню. Вот если вы помните свою молодость,
Мы хуярились, похуй там, татарсыңмы, башкирцыңмы, мы пиздились деревню на деревню. И вот представьте, бұл ұрысны за такое высказывание Башқұртстанда не то, что башқұртлар сігіп ташлый оны татар білән, өзләрінің урыслары да мындайны сігіп ташлыйлар. Вот я вам гарантию даю. Вот за такое пиздеж, ну, по крайней мере, в моей молодости, пизды получали все. Не ебет твоя национальность там. Не ебет. Наши компании могли быть и узкожопые, разницы нету. Марийцы могли быть, чуваши, разницы нету. Но суть, что вот такой пиздеж Башкортостанда долго не живет. Долго не живет. Он будет жить до тех пор, пока он еще где-нибудь не выебнется и не попадет под какую-то хуйню. Подобие армян. Если помните, армяне под гребенку попали каких-то хуев вот этих СВО, короче, которые вернулись и опиздюлились. И там сыр-бор, короче. Вот типа из этой категории. Поэтому я считаю, что, ну, конечно, откуда он откопал, и Шмурат Хазрат такой его, не знаю, откуда они ищут такие вещи, я вообще не вижу такие вещи. И вот, чтобы комментировать. Самое интересное, что Манда, Урыслар, как помните, который один уёбок, который на войне и был допрошен Габбасовым вроде бы, который в плену в Украине, который говорил тоже со Стерлитамака он, если помните, тоже со Стерлитамака вроде бы он был, и он говорил, что я коренной русский 3 поколений. Понимаете, да? Коренной русский 3 поколений. Когда им говорят, что земля башкиртов и русских не было там, блядь, пока вот эта Казань не пала. И он говорит, я 3 поколений. Это то же самое, понимаете? Этот уёбок говорит, типа это ихняя земля от предков. Поэтому такие высказывания будут дохуя. Что я хочу сказать? Башкиртные татарлар должны понимать и уже кучковаться насчет таких высказываний. И ездить по этим спортзалам, ходить по этим спортзалам принципиально, методом тыка, так скажем. Просто записаться в этот спортзал с Стерлитамакским, вот, наням Стерлибаштаны, как раз таки эти мои, так скажем, земли корней, ну, местным, это, наверное, лучше, да, будет удобно, записаться в этот спортзал этого пидораса, посмотреть, да, вот, считай, как он выглядит, записаться именно вот в его спортзал, найти его и найти там причину. И отхуярить, тупо отхуярить. За что, зачем, почему, а потом сказать, кто тут хозяин, напомнить ему за это видео. Вот и все. Чтоб они нахуй, блядь, нюх не теряли, блядь, нахуй. Просто сыккелеп турова керек, әзрәк, иногда. И за это ничего не будет. Просто внутри спортзала. Да, внутренняя потасовка хуйня. Так что это вас, как Алсынова, запрягать не должны там. Куда-то завязывать не будут. Примерно так. Хотя бы надо так отдачу отдавать. Если вы не идете за нами, если вы не идете, как говорится, против Москвы, хотя бы ебашьте их внутри, блядь. Потому что идет мощнейшее оскорбление, блядь, против башкиртов и татар, как бы хозяева, получается, урыслар, а біз кутарбашлар. Алар куджалар. Вот так вот. Поэтому, исходя от этого, и Шмурат Хазрат бик дұрыс сөйледі. Мен енді просто от себя кушать қана қойдым, но эту новость вот при вас я услышал. Просто хуею. Так, идем дальше. Что тут происходит? Булатова Роза Әсләм қызы Үфі қаласындағы Киров районының судьясы Айрат Дилмухаметовқа 3 жыл колония хөкемен сығарған. Бұл власть язалаған һәр башкорт өсін біз үзебезне
Оласакбас, Элеге Уткана. Получается, без кора халак. Это получается, эту Розу Эслям Казан Булатову, Розу Булатованы машинасын қабызғандар, короче, түрткандар. За Айрата Дилмухаметова, короче. 3 жыл колонияда екен ол. Охуеть. Так, окей, закинем тоже телегу. Получается, машинасын яндыргандар. Молодцы. Работаем. Так. Так, идем дальше. Чисто новость. Новая газета «Европа», оттуда оторвана. К жалобам по поводу чрезмерного количества курьеров в России присоединился глава сервиса по подбору сотрудников Суперджоb. У нас дефицит в 500 тысяч учителей, зато пицца приезжает за 15 минут, заявил Алексей Захаров в интервью «Коммерсанту». Причиной такого положения вещей он назвал разбалансированное в результате сомнительного государственного регулирования рынок труда. Вот, если помните, вот как вот эта мобилизация началась, с тех пор начали доебываться до этих курьеров. Заебали трогать этих курьеров. Эти курьеры еле как концы концами сводят. Да, зарабатывают, потому что они бегают. Кто бегает, тот хорошо зарабатывает. Вот и все. И сегодня как раз слышал об этом в новостях тоже. 114 тысяч вроде бы говорится там. Ну где-то, ну... С каких начинается, не знаю, но вот 114 хатли, 114 мыңга хатли нәрсекей айлыклары көтәрелгән инде. Это нормально. Это нормальная тема, потому что по прошлым данным, когда курс еще был 60, там нормальный курс когда был, люди поднимали, как я помню, по 150, там, по 180 тысяч, вот кыргызы обычно они говорили, на машине 180 тысяч поднимают в месяц. Вот. И в то время это было 3 зелени. Конечно, они никуда не поедут, ни в Европу, никуда. А сейчас это 114, это, конечно, мало. Это, грубо говоря, еле как теперь 3 раза спустился доллар, евро, пиздой накрылся. Грубо говоря, они сейчас только зарабатывают 1000 баксов или 1000 евро, грубо говоря, и все. Вот и все. Поэтому как бы нихуя они много не зарабатывают. Наоборот, блядь, на 2 косаря меньше даже зарабатывают, как раньше. Они так, ну, грубо говоря, урезалось из-за курса. Вот и все, они проигрывают сейчас в своей работе. И получается, в своем, как говорится, проблеме, блядь, как это, трава не видят, а тут занозу видят, или как говорят, блядь, в своем глазу, блядь. Получается, эти узкожопые, нахуй, не могут курьерга, что акшаны вывозят курьеры, понимаете? А учителя хуй сосут. Ну, обращайтесь нахуй, блядь, Путину нахуй. Вы же любите Путин, помоги, вот, орите учителя нахуй. Путин, помоги, нам нечем, блядь, кормить детей. Все, а чё, Курский только орёт. Орите, весь до Сахалина орать вам надо уже. Начинайте завтра уже выходить на флешмобы. Путин, помоги, Путин, помоги. Другого варианта нет. 500 тысяч учителей должны выйти на улицу. По информации этому долбоёба. Так, итак. Вот какие-то карты пошли, блядь. Идель Урал. Что за карта нахуй? Русский вестник. Так, колонизаторы, которых не было. Русские активно доказывающие, что никакой насильственной колонизации и завоевания народов не было. Не гнушаются попутно выпускать карты и книги о захвате и колонизации земель коренных народов. Очень часто это одни и те же люди. Ну-ка, что за карты? Проглядим. Новгородская и московская колонизация севера и Поволжья. Москва, Черемесы, Югра, Печора, Лопари. Да хуй поймешь, монолитно. Он на веке. Колонизация свободных земель России. Петербург. Это старая какая-то книжка.
кусок книжки 1884 года. Как будто бы. И вот, да, ну чё. Колонизация Сибири 16-19 века, блядь. Заебись. Русское государство начало. Вот там, в ебенях. Прикиньте, русское государство начало там наверху. 1147 год, Москва. Маленькое чудовище, блядь, нахуй, там. Но оно, кстати, идет почему-то, уже, наверное, захвачен там, блядь, чем-то, блядь. Идет до вот этой Коми. До Коми идет это все, блядь. Прикиньте, блядь. Над Казанью. Над Казанью до конца Коми идет, блядь. Это явно захваченная, нахуй, земля, блядь. Уже захваченная, сука. Московское княжество, понимаешь ли, блядь. А потом дальше идет Самара, Казань, Тюмень, Тобольск. И потом дальше там желтым это чё? Блядь. Майлазен. Хуй поймешь. Тут, блядь, нумерации есть, как они брали, блядь. 1586 Казань, 1586 Самара, 1586 Тюмень, 1587 Тобольск, 1601 дальше, 1604 Томск, Енисейск, 1619. Нихуя себе, тут по годам описано, блядь. Якутск в 1632, Охотск в 1648, сторону Аляски, блядь, 1644, потом Аляска 1799, блядь, потом вот этот Сахалин 1697, Петропавловск вот это 1740, Владивосток, блядь, 1675, а так 1858, 1860. Нихуя себе, блядь. Вот оно как шло, блядь, по годам, блядь, прикиньте. Царская Россия, тюрьма народов. Захватческие устремления царского империализма. Ну да, это пиздец. Это полземли, блядь. Короче говоря, полностью это новости, история пиздец, короче. Давайте закинем телегу. Так. Урок физкультуры в медресе Галия, Башкортостан, Уфа, начало 20 века. На фотографии также могут присутствовать башкиры и татары. Ну вот, как раз таки, значит, что Галия мадрасасында минем кортнанам укоган. Я, как всегда я вам говорю же, получается, она вот в этот медресе пошла, значит, в маленьком возрасте. Наверное, ей было тогда, если она 1898 года она. 1898. А медресе ашылган 1907 жылны дегенек бит инде, әйме. 8 yaşында, да, вот 8 yaşында шул медресеге барып, полностью илем каршыгы теге нәрсәгә укымышлы каршы булып кайткан инде аннан ул. Менә шулай. Гомер буе 90 яшьтә вафат булган. Так. Может, не стоит открывать. Так, понятно. Так. Нацистский скандал в Башкортостане. Продолжение. Нацисты против Республики Башкортостан ищут экстремистов. О чем тут говорят? Ну-ка.
Продолжается нацистский скандал в Башкортостане. Вчера мы говорили, как 4 парней в Мурзянском районе сфотографировались с русским имперским флагом. Но после разговора с местными парни сфотографировались и с флагом Башкортостана. И вот на флаг республики и напали русские нацисты. Они наговорили кучу гадостей про башкир и их героев. Но скандал вышел на новый уровень. Вместо того, чтобы задержать нацистов, которые унижают республику, полиция задержала местного жителя, который настоял, чтобы парни сфоткались с флагом Башкортостана. За дело взялся лично Бастрыкин. Его силовики уже заявили, что организовал эту акцию Руслан Габасов. В Башкортостане продолжаются репрессии против башкир. Лига свободных наций. Подпишись на канал, сделай шаг навстречу свободе народов. Продолжается нацистский скандал в Башкортостане. Джохар Дудаев, вот. Джохар Дудаев как раз на днях же тоже говорили, эти чеченцы, что этот, я скажу, что-то он потом сказал этот Руслан Кутаев, что ли, сказал, что этот Джохар жрал сало и был советским офицером, но во влагополитволны переобулся и был убит. Понятно. Ну, а что вы слышали про Харьковское соглашение? Происходит, а что тут происходит? Украинцы не будут рабами Москвы. Да. Поэтому украинцы не должны, как говорится, сейчас никакие переговоры делать. И только до Москвы, нахуй. Ебать Москву. Только ебать Москву. Заднего не должно быть. Никак. Ёбаный в рот. Я охренел сейчас, что увидел, блядь. Схема тюрьмы. Сейчас закину в этот телегу. Схема того, как выглядела подземная тюрьма Асада в Сирии. Увидели за 2024 год. Тюрьма и под землей еще что-то там, блядь, там пиздец под землей. Просто вдумайтесь, что за человек правил этой страной и какие средства и силы он тратил на борьбу с народом. Максим Мирович. Если это правда, сейчас я вам перескажу, что за тюрьма. Ну, в телеге можете везде посмотреть, в Куртай-Байраме. Получается, внизу как будто бы это печка. Потом дальше то ли тоже какие-то канализации, что ли, блядь. Какие-то места непонятные, блядь. Хуй поймешь, страшно что-то, блядь. Получается, давайте сверху лучше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот где-то 8, нет. 8, ну хуй с ним. 8 этажей примерно это тюрьма. Вниз 8 этажей, если это не пиздеж. 8 этажей вниз это тюрьма. После 8, может 7 начинается 1, 2, 3, 4. Или 3 или 4 уже каких-то странных комнат и странных мест. Может это, блядь, какие-то места, где кислотой убивали, блядь, я не знаю, кислотой кислоту кидали. Какие-то вот, типа, какие-то квадратные вещи непонятные. Печки, может, это, блядь, сжигали, может, там. Хуй поймешь, что это, блядь. Ну, короче, пиздец, блядь. В итоге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 этажей, блядь. Вниз, блядь. 11 этажей вниз. Это нахуй. Как можно вырыть, блядь, столько? Ёбаный в рот, блядь. Ни хрена не рыли, блядь. Вот вам тюрьма. Представляете, это сколько лет это готовили, блядь, они. Просто охереть можно. Ой, блядь. Представили? Марашундык шукурлукта джаханнамга китау Асад, блядь. Марашундык. Бунда ведь кишлер, ведь они не думают, наверное, что они сдохнут, блядь, и джаханнамга тшулер.
Вот в таком же низком, блядь, очень плавительном месте, получается, Бутыга. Джахананнан ин эссе жирина Асад Тушешек мана. Алла верса. Мразь. Так. Русские республики Башкортостан. Вы, видимо, не осознаете, что в Башкортостане идет осознательное разжигание ненависти между башкирами и русскими. Все это односторонняя политика, идущая против коренного башкирского населения со стороны русских нацистов, в итоге скажется в первую очередь на русском населении Башкортостана. То есть они вас сознательно подставляют. Сами-то они быстро сбегут в Москву, а вы останетесь. Запомните эти мои слова. Я никому не угрожаю, но вся эта политика в итоге приведет к большой межнациональной войне. Выход здесь один. Поддержите нас в идее независимости Башкортостана и отрывайтесь от этой поганой страны вместе с нами. Будем строить независимый, демократический, богатый и справедливый Башкортостан вместе. Ну вот этот как раз он говорил сегодня тоже в своем эфире. Габбасов, где-то там, где он говорил сегодня про этих. Что-то так говорил, про что-то. 20 минут, который эфир новый какой-то. Вот про это он говорил, как раз помнил. Типа, говорит, русские, типа, в Башкортостане, думайте об этом. Ну вот, как раз я вам про этого боксера тоже говорил, что УСЛАР должны понимать, что если они будут, как говорится, склонны к нашей независимости, я до этого тоже говорил, Башкортостан, Татарстан, да, пусть остаются живут, хуй с ним. Если они против нас будут, подымут на нас оружие, то пизда. До Москвы не дойдете. Вот и все, там же я положим, блядь. И Асадовская тюрьма даже нам нахуй не нужна будет. Там же, наверху земли останетесь, там же. Российская власть заинтересована в привлечении мигрантов в страну, поскольку не хватает рабских рабочих рук. Также массово используют их в качестве пушечного мяса на войне с Украиной. Но в то же время под ее крылом продолжает разгоняться антимиграционное настроение среди населения, чтобы отвлечь его от насущих проблем. Вот еще одна иллюстрация вышесказанного. На видео с боевиками, где был убит наш военнослужащий неподалеку от Алеппо, засветился террорист, который разговаривал на чисто узбекском языке. Дословный перевод сказано с этим ручным зверьком турецких властей. «Мы убили сына собаки, это наша победа. Посмотрите на него, он пришел сюда, но мы убьем на этой и на другой войне всех русских». Что за хуйня? Посмотрим-ка. Так, что за узбек тут? Непонятно. Об участии узбекских боевиков в наступлении на Алеппо. На видео с боевиками, где был убит наш. На видео с боевиками, где был архангел спецназа З. Нихуя себе. Оттуда взято, блядь. Как это хуйню я попал. На видео с боевиками, где был убит наш военнослужащий, недалеко от Алеппо засветился террорист, который разговаривал на чисто узбекском языке. Дословно перевод сказан этим ручным зверьком турецких властей. Причем тут турецкие власти, блядь. Мы убили сына собаки, это наша победа. Посмотрите на него, он пришел сюда, но мы убьем на этой и на другой войне всех русских. Что он имеет в виду ваххабит под другой войной? Ответ предельный вопрос. Данные боевики появились в Сирии не просто так. Во всех европейских странах есть выходцы из стран Средней Азии. С развитием интернета появляются группы, где вербуют мигрантов на войну. Яркий пример – это латвийская группа для узбеков Европагасайохат. На этом канале они вроде бы занимаются подбором рабочих мест и работников, а на самом деле при вступлении в диалог предлагают личную встречу, а после предлагают поехать на войну на Украину. Можно предположить, что именно для таких операций на Ближнем Востоке отправили этнических мусульман и выходцев из Средней Азии. Мигранта, который приехал на заработки, никто не станет искать в Сирии. На сегодняшний момент враг пробует и делает все возможное, чтобы при помощи западных кураторов и используя малообразованный человеческий ресурс
состоящий из мигрантов, дестабилизирует ситуацию в Сирии. При этом в Сирии на стороне Хаят Тахрир Аш-Шам действует Катиба Аль-Таухид Валь-Джихад, группировка в основном состоящая из узбеков. Но в ней также есть и другие среднеазиатские представители, и этот узбек, скорее всего, входит в нее. Именно КТД, вот это, Катиба Аль-Таухид Валь-Джихад, входит в нее. Именно КТД было причастно к теракту в питерском метро в апреле 2007 года, когда погиб 16 человек. И, к слову, именно КТД некоторое время назад опубликовал видео на узбекском языке, где говорилось о том, как члены группировки учатся на опыте Украины по применению дронов против России. И вспомню, что гуровские инструкторы были в Идлибе, учились они, видимо, напрямую. Архангел спецназ, вот этот уебок. Ну-ка, давайте закинем себе, пусть народ почитает. Понятно. Чуть-чуть развеяли такие понятия порой, где-то открыли нам двери, но хуй его знает, кто там есть, кто нет, блядь. Я вообще не при делах. Но могу сказать, как раз я в начале эфира говорил, понять, почему люди не были довольны, что вот это сирийское восстание победило и люди недовольны. Получается, значит, из той категории людей, которых я, так скажем, знаю, наверное, недовольны. Наверное, вот как раз-таки из этой категории, наверное, люди от этого китаба какого-то, вот этого, из другой ячейки, значит, получается. Там, значит, их дохуя таких ячеек. Ну, что я могу сказать? Самое главное. Мусульмане, которые вот хотят построить как бы вот этот мусульманский мир, там, ради Аллаха и так далее, правильный там шариат и так далее, само собой, они все против неверных. Против неверных, само собой, это мы как бы не отрицаем. Но Башкортостан и Татарстан, да, как я вам всегда говорю, мы должны построить нормальную страну. Нам не нужны всякие терроры со стороны кого-то там, нам нахуй это не нужно. И мы не террористы. Мы просто хотим забрать свои земли нахуй. Мы хозяева своих земель. Вот и все. Они могут называть террористами, захватчиками, как хотят нахуй. Похуй. Пусть как хотят, как им нравится, пусть так и называют нас, блядь. А мы, самое главное, знаем, что без башкортлар, татарлар, которые хотим жить на своей земле и быть хозяевами на своей земле. И мы не хотим, чтобы, блядь, над нами кто-то управлял. Вот и все. И от этого нас они могут назвать, конечно, блядь, и ваххабитами, и игилом, да хоть кем нахуй. Нам это похуй. Вот мне до пизды. Я думаю, вам тоже так же должно быть, потому что bizne задача, Москва полностью среп утряена. Она анда соклап утаратура нахуй. Полностью келят туктарана. Вообще, чтоб не как Асад сбежал, мы не дадим сбежать никому нахуй. Сбегут, само собой, мы должны будем подготовить такие отряды, которые пойдут за ними. Будем вычислять по странам, куда съебались, чё, почем. Все это будет заниматься, получается, наша, как говорится, какая-то там внешняя система, которая будет искать рано или поздно и выкуривать их нахуй, где они были там. Вот и все. Так, идем дальше. Вот опять началось. Студентов-медиков заставили чистить снег на платной парковке в Петербурге за бесплатно. Ну, заебись. А чё, нормально? Армия работает. А чё, студенты то же самое? Чё вы, блядь, нахуй? Это что ли? Не в России живете, что ли? Вы же в России живете, вы должны понимать. Вы же рабы. Вы рабы. Ну да, вон чистят. Пиздец, нахуй. Как я ненавижу, блядь, Петербург, нахуй. Он весь старый, нахуй, блядь, как, сука, блядь. Ебануться. Так. Гнилые там дома все. Так, сирийцы штурмуют банки с мешками полными денег. Нихуя себе. Вон он, блядь, праздник у людей, блядь. А чё, правильно, нахуй? О, мешками деньги. Черные мешки, теперь там деньги. Там рожа этого пидораса Асада же, блядь, нахуй.
Ёпта, его, наверное, надо, блядь, сжечь эти деньги, наверное. Ну-ка, давайте посмотрим, что они будут делать. На фотографии из Дамаска видно, как люди несут в банки горы обесценивших банкнот. Наоборот несут, оказывается. Иногда в больших мусорных пакетах. Инфляция в Сирии не поддается контролю уже много лет. Нынешний уровень цен достиг невообразимых величин среднего месячного дохода. В стране хватает максимум на 20 литров бензина или 10 буханок хлеба. Перед новым руководством Сирии стоит сложнейшая задача – стабилизировать экономику, мобилизировать международную помощь и восстановить доверие к сирийской лире. Лира у них тоже, оказывается, какая-то сирийская. Ебаный в рот. Насколько это удастся решить, предсказать трудно. И поскольку надежда на быстрое улучшение ситуации мало, люди пытаются уберечься от инфляции, купив иностранную валюту, в основном доллара США или евро. Башар Асад тоже, судя по всему, мало доверял и лире и имел в своем распоряжении иностранную валюту. Согласно сообщению Finance Times, Асад начал тайно хранить доллар США за несколько лет до своего свержения. По данным издания, речь идет о почти 2 тоннах наличности. Ну да, это везде уже говорили. 2 тонны, блядь, вывез, пидор, с 2018 по 2019 года, блядь. Получается, тут возьмем к себе толк, Туганар. Насчет Окша. Самая ценная вещь, наверное, без Башкортостана, Татарстана, когда будем брать от этой русни, в первую очередь, бізге нужно будет все всякие облигации, все вот это, нам эти деревянные рубли нахуй не нужны будут. Имейте в виду. Бізге самые ценные бумаги, вот это все нужно будет нахуй заграбастать, грубо говоря, себе. Так скажем, ёбнуть Москву и по всем регионам разделить. Вот сколько, а раздел будет имущества честным, насчет этого как бы я не слышал ни Габасова, ни Кашапова. Раздел имущества будет таким образом, Туганар. Я лично это слышал от Шайки, я постоянно вам говорил. 1 триллион, сколько-то, 249 миллионов, что ли, блядь, чего-то нахуй. Столько отдала Казань деп 100 мәртә мені бір бабай башына сікті енді анау Кашаповлардың ватсабында. Грубо говоря, Башкортостаннан да шулавик идет. 1 триллион, грубо говоря, да ведь? Получается, вот сколько давала республика в Москву за эти годы, и сколько там останется на счетах, когда мы ёбнем Москву, все это будем делить вот таким образом. Понимаете? Поэтому нужны будут нам отличные экономисты, которые, как говорится, будут, получается, этим заниматься. Когда мы освободим полностью Москву, Башкортостан, Татарстан, мы будем разделять все имущества поровну. Также, и если останутся, блядь, оружие, военную тему, все заводы, хуёды, само собой, остаются все на своих местах, никто его делить не будет нахуй. То, что Башкортостан построено, Башкортостанга остается, Татарстан, Башка-Жерда, это уже кому повезло. Это уже мы ничего не будем делить нахуй. И все. И самое главное, мы будем делить вот эти облигации, золото, валютные, блядь, ресурсы. Вот эту всю хуйню нужно будет разделить, начиная с Ичкирии, заканчивая с Сахалина, по всем кускам. Сколько кто отстегнул, столько и будем делить. А по-другому никак. Так надо за все годы 1552. Ну, подавно. За 1552 добавлю, как раз таки, брат сам же вроде говорил, или кто мне говорил, не знаю, чей-то шлем, что ли, или что, я не понял, шлем или голова лежит там в музее. Его тоже надо вытащить. Его тоже надо будет вытащить оттуда. То, что там музейная редкость, особенно нашу историю совместную, ее вытащим и для музея организуем какое-то место, общественное место. Я думаю, музей, который будет для общего понимания, который будет, допустим, от наших предков общих, я думаю, уже в сформированном Казахстане, наверное, нужно будет сделать этот музей. Потому что Башкортостан, Татарстан пока не до музея нахуй нам будет. Музей, вообще ненавижу, театр, музей нахуй, это по сути. Не вижу от них толк, блядь. Поэтому музей
я думаю, нужно будет срочно из московских, питерских, нахуй, вот этих, сука, Третьяковской галереи вывести в Казахстан все. Потому что Казахстан самое оптимальное место. И там, как говорится, засунуть везде сохранность. Там на 100 замков закрыть нахуй, в сейф, блядь. Потому что пока мы в этой ебаной разрухе этой Башкортостана, Татарстана и регионах мы разберемся, мы заебемся. Кенесары, вот. Кенесары хана, голову или шлем, я так и не понял, голову, наверное. Получается, все надо будет вывести в Казахстан, я считаю, потому что сохранность там будет, я думаю, обеспечена. А Россия еще, да, колдратор болсақ, блядь, вот это, в разрухе этой страны, оно опять пропадет куда-то, нахуй, все сгорит, нахуй, еще где-нибудь что-нибудь прилетит, блядь. Надо туда сразу вывозить, и, я думаю, надо и закрыть эту тему, короче, чтобы народ, чтобы ездил туда и просвещался историей. Вот будет им причина ездить в Казахстан. Башкортостана, Татарстана, также и из других регионов этой России, так скажем, надеюсь, бывший. Уж бывший надо научиться говорить. Так, в России год семьи, Россия вышла на 3-е место в мире по числу разводов. В год семьи в стране распадается 80 браков. Да, насчет этого, насчет браков я где-то тоже наткнулся. Блять, где сегодня в новостях говорили? Новостях вроде бы. Пару раз, короче, сегодня высказывались в новостях. Когда в дожде. Блять, короче, в России не хватает, или в Башкортостане, в Башкортостане какая-то овца высказалась о том, что нету мужчин нормальных, оказывается. Представляете? Нету мужчин, и получается, они с тюрем хотят вытащить и их нормализовать. Представляете, да? Тюремщики теперь будут у вас нормальными мужчинами. И их будут, оказывается, привлекать к каким-то, блядь, действиям, чтобы они становились нормальными маньяками. Бывшие маньяки должны стать нормальными семьянинами. Охуеть, да? Охуеть просто. Вот до чего дожили. Нормальный контингент, ладно, 18 яшьләрне ебанули, блядь, сугышта, блядь. А маньяклар, блядь, яшисез мына рахатланып, блядь. А мы посмотрим со стороны, как вы будете с ними жить, блядь. Каждый, блядь, в деревне, каждой дыре у вас там будет, блядь, убийство. Вот так вы, наверное, хотите строить, нахуй, тюремные отношения ваши. О встречах с Фаилем Алсыновым в колонии. Алсынов, Малюков, аспекты Башкортостан. Видел Фаиля Алсынова. Ну-ка послушаем, что он говорит. Политических заключенных рядом не было, наверное, да? Ни одного, скорее всего. Опять рядом не было, но был Фаиль, то есть мы с ним увиделись, мы по воле знакомы, так скажем. Вот Алсынов. Тут я уточню, Фаиль, где была встреча? Ну, в колонии. Прямо, то есть отряды у вас только разные, получается? Ну да, он в красном отряде 10-й, одно помещение, один барак. Вот у них с одной стороны, у нас вот с другой стороны. Ага, ну виделись, видимо, не часто. Для безопасности друг друга, то есть так поздороваемся возле столовой, и все. И как дела? Нормально все. Ну, то есть ушей много, лагерь считается режимным, то есть красным, так скажем, да. Поэтому, ну, лишний раз как бы провокации какие-то создавать. Там, то есть мы сидим по большому счету за честность, за то, что называем вещи своими именами, и за то, что критикуем представителей, там, некоторых представителей власти, которые совершают, как мы считаем, преступления. Это что за хуйня? А как этот Рустем Мулюков встречался с Алсыновым? И они, говорят, сидят вместе. Что, его выпустили, что ли? Кто такой? Я даже в душе не чаю, блядь, кто такой. Интересно. Погуглить надо, короче. Так, идем дальше. Халок знает.
Халык знает, прикалывается опять. Бах и Вивальди перевернулись. Депутат Госдумы Андрей Луговой предложил запретить иностранную музыку. Комментарий Тайфуна Курлаевича. Может, на МРТ ему скинемся? Вот так вот. Ну, как всегда мы знаем же, блядь, железный занавес мы слышали, только мы не видели это. Ну вот, шел, как говорится, Темірлі, получается, шау-шау астына, сізні кіртірге улилар енді, блядь. Ну, никак не могут, нахуй. Больно не можете остепениться, но все равно они засунуть хотят. Да, как цирк Россия, точно, блядь. Когда американцы спасали жителей России от голода. Враг, который спасал от голодной смерти. Ну, давайте послушаем, о чем тут он. Когда американцы спасали жителей России от голода? Вот несколько примеров. Голод в Российской империи в 1891-92 годах. Из-за неурожая и отсутствия запасов голодают Поволжье и Черноземье. В зоне катастрофы больше 30 миллионов человек. Около 400 тысяч в итоге погибнут. Американцы решают помочь. Предприниматели и губернаторы организуют краудфандинг, собирают более $1 миллиона, это примерно 30 миллионов по современным меркам, создают флот голода. И вот 5 огромных кораблей везут в Россию десятки тонн продовольствия. Именно тогда Иван Айвазовский пишет картины «Корабль помощи» и «Раздача продовольствия», на которых виден американский флаг. Голод 1921-1923 годов, во время гражданской войны. Еще больший масштаб. 5 миллионов человек погибают, всюду каннибализм и болезни. Большевики решают принять помощь от проклятых капиталистов. И вот американская администрация помощи под руководством будущего президента США Герберта Гувера открывает в Советской России столовые, везет продовольствие и лекарства. Американцам удается накормить и спасти от голодной смерти как минимум 10 миллионов человек. Начало 90-х. СССР распался. В молодой России не хватает всего. Еды, одежды, медикаментов. США и их союзники начинают операцию «Подай надежду» и отправляют в Россию самолеты с гуманитарными грузами. Именно тогда в народе появляется выражение «ножки Буша» – куриное мясо, привезенное из США. А российские власти часто говорят об Америке как о враге. Что же это за враг такой, который несколько раз спасал нас от голодной смерти? Да. Дмитрий Колезев какой-то. Чувак, короче. Дұрыс сөйлей. Мына бұл или еврей, или узкожопый, я не знаю. Дұрыс сөйлей. Ну, хотя бы какую-то правду, да, говорит, так скажем, не наебывает по истории. Ну, об этом нам и Габасов говорил, само собой. Когда я об этом узнал, об этой истории, блядь, я охренел сам, блядь. Как так, блядь? Как так, блядь? В моей голове не укладывалось. И вот. Алянища ожидание штатсан, и вот тебе доказательства того, что, блядь, реально нахрен Башкортостанда, Казахстанда, когда Голодомор был, блядь, они нас спасли. Это пиздец, блядь, уму непостижимо. Хазар, блядь, айтам бе, туғаныңа шығып сұра, блядь, сеңе бір тиын ақша бермейлер. Понимаете смысл, какой идет сейчас? А почему? Потому что Россия, система такая гнилая. Как говорится, убей, блядь, ближнего нахуй. Не спаси, а убей ближнего нахуй. Примерно вот таким лозунгом, блядь, мы живем. Точнее, вы там внутри, блядь. Шунарга, блядь, вы убиваете ближнего, украинцев и так далее. 4 раза, брат. 4 раза, брат. Да, 4 раза помогли, блядь. Нихуя себе, 4 раза помогли, получается, блядь. И самое интересное, блядь, от слов той именно насчет Башкортостана, когда это было, этот, сука, Сталин, получается, спрятал эту всю еду, блядь. Да ведь, получается, по истории. Спрятал всю еду, блядь. Зерно, все такое, блядь, все, заныкал куда-то, блядь. Все ебашили. И хуя с еды нету, блядь. Как нету? Поэтому, блядь, мен нәнәмне, үземне, нәнәмне, корт нәнәм түгел, нәнәмне, әнкәйне, инәсе, получается, әнкәсе, она сказала, что за мясом Башкортостаннан Москву приходилось ехать. Вот кто-то ездил, я не знаю кто, но Уфадан халық Мәскәүгә барган ит артыннан. Бүтін ит Мәскәүдә булган. Уфада ит булмаган. Аллага шүкер, без теге авыл балалары булгач, авылдан булгач, әнкәй ит булган инде буларда, само собой. Мал туар үзелмәгән бит инде. Мал, сыер, бүтін әйбер булган. Каз, үрдәк, келәт дигән бер әйбер бар бит инде бездә. Келәткә элеп куярык.
Мен бәләкәй чакта да күрдем бит инде улай берне. Каждый год, ноябрь, декабрь, режем где-то там 100 гусей режем, одного телку одну или быка зарежем, 4 ножки, короче, от быка, от телки. Мына, шулай яшәгәннәр алар гомер буе. Шунарга ит авылда балган, өзелмәгән, итсез аш пешмәгән авылда. Не то, что там бишбармак, туда-сюда, итсез аш пешмәгән, лапша. Шунарга, мына шәһәрдә, значит, получается, бүтән итне, само собой, наверное, авылдан да заставляли, наверное. Ну, короче, бүтән убой шло в Москву. Вот какой маразм был. Поэтому, блядь, все шло в Москву, а народ уже Башкортостанда голодал. Также и зерно вагонами уходило в Москву, блядь. Вот и все. Вот и ответ, блядь. Поэтому геноцид, блядь, нахуй, русни, вдобавок к тому, что почему я ненавижу, блядь. Вот, вспоминайте историю, туганлар. Вы чё, как вы можете, блядь, с этими пидорасами, как он этот узкожопый сказал, спортсмен со Стерлитамака, я, говорит, мои предки оставили нам. А, его предки наши башкирские земли оставили геноцидом нас, получается. И он как бы гордится этим, а мы, получается, должны гордиться, что нас ебли, блядь, всю жизнь голодом морили, блядь, с наших земель, блядь, все пиздили, и мы должны молчать, мы. Как у вас должно это укладываться в голове? Почему сізда шундай ненависть yok, блядь, шу урысларга каршы? Нәрсәгә сез аларны яратасыз, мен аңламыйм. Пиздец, будут уму непостижимые моменты, если перечислять это в голове, Аллах Таалям шунды бізге мы берген екен, мыйда столько этажей, не то что Асадовский там 11 этажей под землей, у нас в мозгу столько этажей, столько гигов, блядь, что мы, оказывается, можем их раскладывать, туганлар. Мы их можем разными методами их раскладывать, горизонтально, вертикально, засунуть куда-то в мозги себе и думать о каждом происшествии. Мы за секунду можем подумать о миллион происшествиях в голове, пройтись по истории своей головы. Представляете, нинди мөҗиза Аллах Таалам бізге мы берген. А біз шу мыйны просто кем бізге душманлыкны белмибез. Шу мы белән, әллә ничә этажлы мы белән мы не можем понять. У нас там столько гигабайтов, блядь, терабайты там у нас в голове, блядь. А мы не можем понять, кто наш враг, блядь. Вы чё, ебанутые, блядь? Вот шунарга мен аңламыйм, сезне, блядь, сез нинди, блядь, күкрәккә сугып, мен башкорт, татар дип сугышка китеп барасыз, блядь. 18 яшьтәге балаларны җибәрәсез. Ещё, как вы, блядь, как вас понимать, блядь? Вот это и есть, возвращаясь к тому слову, манкурт, который сам невменяемый. Манкурт невменяемый. Он хуй не знает, блядь, что происходит вообще. Вот до какого состояния вы дошли. Манкуртизация. Вот это ваша. И это очень печально. Это печаль. Бу кайгыдан башка нәрсә юк монда. Мыйсызлык дигәне бу. Сез башыгызга, как раз там в видосе, вспоминая, вчера уже даже высказывал, сізні, блядь, где мой микрофон? Мыйығызга бит инде, блядь, сізні, забываю, микрофон тұтқан кіші түгіл бит инде мен, блядь. Мыйығызга аузына тышим, блядь, как раньше, допустим, если этих манкуртом, блядь, надевали кожу барана, свежая кожа, и сдавливало оно мозги на солнце, допустим, если это так говорится в этой, ну, так скажем, в этом рассказе Айтматова. Ну, сізні бит қазір башығызға даже гандон да кидірмейлер да енді, блядь. Противогаз даже кимейсіз да енді башығызға. Башығыз даже терлямей. Как может, блядь, эта голова не думать? Почему вы не думаете о том, что было, будет, происходит, в конце концов, настоящее, будущее время, прошедшее время? Мен білмеймін, блядь. Ничексом, блядь, сізге донести, что вот этот процесс нашего мозга, жизни, он дан на какой-то период только, блядь, бана 100 жылға ғана, бана, мен, как мен нәнәм айтам, 90 яшқа қатлы бешара нәнәм яшарға келген бұл жерге.
Alloh taolam 90 yoshga xatlar bergan. Umr bergan ularga 90 yosh. Ну, давайте вот исходя от 90 yoshdan возьмем пример самый высокий. 90ga xatli siz yashaysiz. Okey. Вы shu 90 yoshdan so'ng bet endi shu bilmaysiz bet endi. И narsa siz qoldirga o'ylaysiz, mana bolalaringizga narsa qoldirga o'ylaysiz. Почему вы сами себя жалеете, блядь? Больше 90 вам не светит. Хз, 100 пусть, ладно. Но больше 100 вам не светит. Все, 100 xatli borib yetasiz, mana Boshqirdistonda, Татарстан men 100 xatli yashaganlar endi bo'lsa 1-2 штук bordir endi qoidalar иногда рассказывают же в новостях. Там слышал там где-то там в Мексике там бабушки есть, в Китае есть там 115 лет, блядь, 200 лет говорят, пиздят, не знаешь. Короче, вот так. А так, ну, Башкортостан, Татарстан, да, ведь 100-дан артық юқта енді, блядь. Каждый второй же не может так жить. Если даже, ладно, скажем, блядь, детям что-то оставишь, ты праправнукам что-то хочешь оставить. Ну, оставить ты хочешь, ну, действуй тогда. Действовать надо, я думаю, блядь, сейчас, а не в 90-100, когда тебе будет, блядь. Поэтому мен шулай деп ойлаймын. Допустим, если в Сирии сирийцы дошли до Дамаска, я думаю, там много людей не полегло. Понимаете? Біз да шулай Москваға бара тұрған болсақ, нас много не поляжет. Поймите. Может, у нас мало убыток будет вообще даже. Меньше, чем в Сирии, может, даже будет. Главная задача бізге Москваны қолға алып полный зачистка жасарға. Понимаете? А онда бізге қарсы шыға тұрған уже кіші білмейді, потому что біз шул кішілер. Бізге қарсы шығырға может әзгенегіне маңқұртлар. Урыслар бізге қарсы шықмай, поймите. Урыслар, вот как асадовские сыкуны, они будут ебашить куда-то нахуй. Не знаю куда, в Сирию, может, блядь, к Асаду. Явно, блядь, их туда не пустят. В Израиль, наверное, они будут бежать нахуй. В Израиль тоже не убегут. Мы ебанем все, блядь, нахуй, самолеты нахуй. Домодедово, Шереметьево, Внуково нахуй. Все ебанем. Все маленькие аэропорты тоже ебанем. Бизнес, аэропорты тоже, Внуково есть, тоже ебанем. Все ебанем, одним махом нахуй. Чтоб ничего не было нахуй. Чтоб ничего не летело нахуй. Не вылетало вообще ничего, блядь. Замкнем все нахуй. Главное замкнуть там, блядь, полностью все электричество, ебануть нахуй в аэропортах. Ничего не полетит потом уже никуда. Шулай. Так, что? Они не спрятали, они продали, в бабки себе оставили и кайфовали. Безбелемес. Суки, блядь. Наверное, куда-нибудь в Африку, в Китай куда-нибудь продали, наверное, гондоны. Да-да-да, вот эти, блядь, голодомор. Брат, это тупо страх, рабство, манкуртизм, да? Да. Вот этот курку, айтам бит марашу, Аллах Та'аля, мана шулай скажу со стороны ислама. Аллах Та'аламга ышанмаган кишиге Аллахым бере курку. Мана ул шулай китерип куя. Мана это вот нам сказано, везде мы читали про это. Бүтін душманларға да, олама кишилерге да Аллах Та'алам курку келтіріп қоя. Вот шул куркуда, сейчас в данный момент вы находитесь. Почему? Потому что сіз Аллах Та'аламга таваккал қылып ышанмайсыз. Вот в чем ваш минус. Из-за того, что у вас нету веры в сердце, что вы мусульманин, ислам, сунниты, мнашунада сізді косяк. Шунага мы в проигрыше сейчас. Это не только Башкортостан, Татарстан, это и в Ичкерии так, Дагестане то же самое. Вот это и есть, как говорится, тіліндәгені ислам,
а в душе они лицемеры. Мунафиклар. Вот тебе мунафиклар, которые пиздят о том, что они псевдо нахуй мусульмане. Это из той категории как раз Құранны қайсыдыр аятларында айтылады, что они при вас с вами, а после вас они разговаривают, хихикают со своими с шайтанами. Вот примерно из той категории. Вот. А в данный момент, как Кадыр говорит, шайтаны. Вот шайтаны это он и узкожопые. И вот получается сіз в данный момент не с Аллахом, манкуртой, а с шайтанами. Вот вы хихикаете с шайтанами, а нам поете, что вы с нами. Вот как раз таки. Не зря это Құранда yazылған, это не устаревает. Это не устаревает. Құранда на века написано. Вот это, так скажем, как этот Путя говорит, идентичность. Идентичность человека не устаревает. Представляете, да? Люди всегда такие, одинаковые, как в Коране написано. Он не устаревает, прикиньте. Слова эти не устаревают. И вы это делаете. Это просто удивительно. Так. В подмосковном Ногинске скинхеды жестко избили мигрантов. В подмосковном Ногинске скинхеды устроили драку против мигрантов. На месте уже сотрудники полиции и медики, по информации. Ни хрена себе. Да, кусочек только там засняли, как бегут целая толпа за каким-то чуваком, короче. Скинхеды устроили драку против мигрантов. Туғандар, мигранты, узбек, кыргыз, таджик. Да берите уже нахуй, пышақлағыз бүтінісін, блядь. Сігіп нахуй, үйге қойшығыз, и все, Қазақстанға шығып кетіңіз, и все. Все. Күтіна пышақ, har birini күтінагina пышақ тығығыз нахуй. Знак, чтоб это был. Boshqa жерге sanchimag'iz. Kutini tig'ib, pishaqni chiqib ketiriz, это значит, kutiga sikkan bo'lasiz. За всех нас. Чё, блин, я не могу понять. Если уже до этого дошло, значит, надо ебашить. Хуй смотреть, блядь, я не могу понять, блядь. Страх, что ли? Страх, да. Страх убить? Ну, kutini tiqqach o'lmay baribir. Не ссыте. Kutingina yirtasiz, и все. И зато поймут они, в чем дело. На всю жизнь шрам останется у них в жопе, нож, блядь. Нормально. Так что, блядь, нахуй только так. Пышақ нахуй. Если не можете уже, блядь, нахуй предостоять, берите ножи, блядь, ебашьте в жопу, нахуй, этот нож этим скинхедом подавно. И все, и тупо, блядь, берите, как говорится, билет и хуярьте домой. Все. Вот так вот. И как они, скинхеды, как носятся сейчас, вы тоже научитесь так ходить. На шею одевайте вот такие, типа эти, от холода, типа такие намордники, блядь, от ветра. И все, в любое время подняли, кепочку на голове, и все, кузеризгина курына, ебанули нахуй, этот намордник не снимайте, ебанули кутына нахуй, только кутына санчелись, блядь. И все, хочешь нахуй. Но другого варианта нету. Вот так бегать нахуй, чем мы нахуй, блядь, в 2000-х годах что ли, блядь? Вот в 2007 годах вот так скинхеды ебашили кыргызов, узбеков, всех узкоглазых, грубо говоря, ебашили в Подмосковье. А это Ногинск, блядь, это, сука, Ногинск, я знаю, что за место это, блядь. Я даже чуть-чуть узнаю эти места, блядь, я бывал там, блядь, Ногинске, блядь. Это в сторону нахуй, этот, нас, кстати, блядь. Горьковское шоссе, блядь. Вроде в ту сторону, блядь, если не помню. Если не путаю. В сторону туда, в сторону Владимира, блядь. Ногинск, потом Владимир вроде ведет. Что это такое, блядь? Это конкретно, да. Это деревня, нахуй. Ну так, блядь, чушный город, блядь, так скажем, блядь.
Ебашить надо. И валить как раз в Москву не надо оттуда, и сразу хуярьте в сторону Казахстана. И все, и домой. Вот и все. Зато хоть какой-то польза будет от вас. Месть. Каст. Так, у нас мигранты совершают 3% от всех преступлений. То есть быть убитым русским человеком или гражданином России у нас 97 случаев из 100. Тем не менее, люди не хотят ничего слышать. Депутат Олег Матвеевич. Ну, видите, один так говорит, другой так говорит. Видите, какое лицемерие идет там. А наверху-то Бастрыкины сидят нацисты. Что, этого Олега Матвеевича кто-то будет слушать, что ли? Матвеевич. Явно уж, блядь, этот Матвеевич какой-нибудь, блядь, этот, наверное, еврей. Понимаете смысл какой? Я так понимать начал, что, блядь, тут, по сути, блядь, там многие евреи. И, может, какие-то реально выступают как-то за мигрантов. Потому что они сами тоже, грубо говоря, мигранты, блядь. Хуй его. Шулай. Так, что тут? Я скинул одно видео в группу. Историк профессор говорил, я был на его лекции. Окей. Потом посмотрим. Так. Honda и Nissan планируют объединиться. Японские корпорации ведут переговоры на фоне высокой конкуренции с китайским авто и более низким потребительским спросом на электромобили, сообщила Finance Times. В случае слияния в мировом автопроме появится гигант с активами 52 миллиарда долларов, который станет третьим по величине автопроизводителем в мире после Toyota и Volkswagen. Это позволит привлечь инвестиции, чтобы конкурировать с Tesla и китайской BYD. Насчет машин. С Японией у нас терок нету. Это у узкожопых есть терки. И с японцами Башкортостан и Татарстан может связать себя отлично. Нам нахуй и Китай не нужен, по сути. В данный момент Китай нас, по сути, предает. Он игрок Путина. А может и хозяин Путина. Но суть... мы, Башкортостан и Татарстан, сможем, как говорится, наверное, в дальнейшем договориться завести вот эти Honda и Nissan какие-то моменты, чтобы у нас тоже что-то делали. Допустим, понимаете, места рабочие мы можем создать, Башкортостан и Татарстан, да. Вот примерно нам вот такие мысли нужно развивать в дальнейшем. Работать совместно вот таким образом. Не становиться рабами китайцев там или японцев, а именно, как говорится, на 50-50. Короче говоря, земля наша, материалы наши, с учетом этого от тебя только мастера и твой бренд. И в итоге от этого нужно создавать, как говорится, экономически вот это, финансовую отчетность. И получается, вот это все должно быть идти правильно. Не так, что все японцам, нам нихуя. Не, нихуя. Договор должен быть таким, что от японцев, блядь, точнее, японцам будет исходить от дохода. Допустим, весь материал наш, это учитывается, это называется, значит, допустим, уходит там, допустим, алюминий. Дохуя алюминия машин, допустим, уходит. Допустим, этот алюминий в Башкортостане стоит, допустим, 1 рубль. Ну, допустим, 1 доллар. Рубля не будет уже там, блядь. 1 доллар. А в Японии это стоило бы, наверное, 2 доллара. Значит, получается, за 1 доллар японец с башкортом покупает этот алюминий, у нас же по 50 центов скидывается и делается вот эта вся техника. Вот таким образом будет честно. И в выхлопе эта машина продается и делятся все деньги пополам. Вот примерно так. А рабочая система оплачивается также пополам. От них мастера, само собой, должны приехать, и от нас. Ну, вначале, может, наши будут получать меньше, их не больше, потому что как учителя, как мастера. А наши, пока придрочатся, будут меньше получать. Но зато, само собой, это уже будет высший пилотаж, блядь, что Башкортостан и Татарстан будет японская фирма делать машины. Вот примерно так. Это плюс еще Honda и Nissan трунда сюляшля. А Toyota? Toyota вроде тоже японская вроде бы. А она где? Ее тоже можно будет пригласить. Шулай. И плюс, как Китай,
который, блядь, выебал, высушил, блядь, русню, Япония, я думаю, в таком эквиваленте они не работают. Надеюсь, у них есть какие-то более цивильные поступки свои. И, ну, будем проверять. Плюс еще, как всегда я говорю, вот этот весь Дальний Восток, как я вот по той карте увидел, там как раз в карте, блядь, моя идея стоит, блядь, что Владивосток, Уссурийск, Хабаровск уходит Япония. Фиолетовая карта. Если, ну, кому интересно, можете посмотреть там. Что там, Национальный форум в этом Ютубе. Вот так, примерно так, Туанар. Поэтому, исходя от этого, Японии мы должны будем еще эту землю не просто отдать, как всегда я говорю, продать. Поэтому как бы посмотрим не то, что мы от них будем зависеть, они от нас будут зависеть еще. Вот так вот. Так. Вот здесь я слышал сегодня и охуел. Случился Жабо-Гадюкин. Эй, госпожа Набиуллина, вы адекватная? Депутат Миронов раскритиковал главу ЦБ и заявил, что она несет бред. Ну да, давайте послушаем этот бред нахуй. Игорь Миевич утра. Центробанк нас уверяет, что иного пути борьбы с инфляцией, как повышать учетную ставку, нет. Вопрос госпоже Набиуллиной. Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. Насколько увеличилась инфляция? В 2 раза. Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет? Что за бред вы несете? О чем вы говорите? Учетная ставка гробит нашу экономику. Не дает возможности поднимать наш внутренний валовый продукт. Вот это следствие повышения учетной ставки. Вот. Видите? Эй, госпожа Набиуллина, если наверху люди вот так, эй, зовут лошадей, вот так, короче, если разговаривают, уж меня им, да, блядь, простительно. Так что Мандей Миронов ларгада, бетон нацист ларга култаган куйгамын. Короче, мне кажется, дальше больше, блядь, Набиуллина среп тухтыла, наверное, так он, дальше она, пиздец, как Тимур Иванов, нахуй, пойдет она, блядь, в обезьянник, мне кажется, в дальнейшем. Или в рот надают ей жестко. Шулай. Так, идем дальше. Гайсина Зюльфия Рифовна родилась 3 июня 80-го года. Угу. Председатель Совета при главе Республики Башкортостан по правам человека. Обвиняется в поддержке и по проведению войны против Украины, поддерживает убийство мирных жителей этой страны, разрушение ее городов, жизненно важной инфраструктуры, выступает за убийство украинских женщин, стариков и детей. Поддерживает репрессии против башкирского народа, ярая сторонница преступника Хабирова. Будет привлечена к уголовной ответственности и понесет суровое наказание после падения путинского режима. Комментарий. Омерзительный персонаж. Закидывал на телеграм. Удивительный, да, удивительный. Книга мы помним. Удивительный, короче, группа, оказывается. Давайте тогда подпишемся. Ай, блядь, я... Как-то он автоматически подписан там, блядь. Может, я раньше подписывался, блядь. Короче, у него кепочка З, блядь, иногда, блядь, З. Вот такой же З до меня домогается, нахуй, в ТикТоке, блядь, затрахал. Какой-то Альберт, нахуй, мне постоянно пишет угрозы, блядь. Я на днях тоже закидывал уже комментарии. И вот вспомнил, вот этот З у него везде, нахуй, везде ж на лице у него флаги, блядь, нахуй, пиздец там, анимешка, блядь, ёбаный, российский аниматор, блядь. Так, идем дальше. Мать-одиночка из Омска удивила всех родных. Находясь в декрете, она закрыла все долги и купила новую машину, и заработав на нее за 4 месяца. Хочешь жить, выходи за СВОшника и получай гробовую, умей вертеться. Ну понятно. Вот оно как. До этого как раз же тема была, то что с тюрьмы будут вытаскивать. Ну, короче говоря, мужиков нету. В этой пидорасии уже не осталось мужиков. Я же вам уже давно об этом говорил, пару месяцев назад уже говорил, что мужиков нету уже. Скоро все будете искать мужиков там, блядь.
Одни бабы остались. Или эти бабы тоже пойдут на войну. Если дальше война будет идти, скоро на войну пойдут бабы. Где-то уже говорили, что они идут. Медсестры, блядь. Вот, пойдет, еще с автоматами пойдут, блядь. Башкорту, алейкум ассалам. Ну, баровая, нәрсе dedi, блядь. Утра, колонку утра, наверное. Сейчас, секунду. Гребаную колонку поставлю на зарядку. Что ли, блядь. Колонку Сегельганский. Так, блядь, кое-кое ламано, блядь. Не шлепнется это, блядь. Ну, короче говоря, мен оңладым, мен тоже бит енді как будто танышқан кебек бит енді, танышам бит енді, хатын қыз іздеген кебек болам. Мен оңладым, нәрсеге меңе қарамайлар. Блядь, где мой микрофон? Мен оңладым, меңе нәрсеге қарамайлар. Бұл пәтәксәләргә, башқұрт татарлар қызларына керек мына шындай СВОшник, кого можно доить, кого можно нахуй... Сори. Короче, у меня интернет опять глюканул, короче. Все. Интернет сегелеп катты. Хазыр 12-дә вообще бетә интернет. Шулай. Так, вот, идем дальше. Республика Юрта. Так, мысль у меня потерялась просто. Так, Белорецк, город-кладбище. Белорецк превратился в символ трагедии Башкортостана. Здесь хоронят молодых мужчин почти ежедневно. Первые дни декабря 2024 года в городе похоронили 6 солдат. Срок службы некоторых едва превысил 2 месяца. Утилизация поставлена на конвейер. С момента, когда парни попадают в сапоги, до погребения не больше 2 месяцев. Башкортостан лидирует по числу потерь в русско-украинской войне. 500 погибших в неделю. О, курдыгизма? 500 в неделю! Курдыгизма? Инде. Вот какие данные. А тут, блядь, такие цифры. А? Вот это, блядь, Башкорт Юрта более-менее, блядь, правдиво написал, блядь. Надеюсь, он меня слушал, наверное. Погибших в неделю по Поволжью. И республика уверена в топе. Башкортостан по Поволжью первый, блядь. 500 от нас она. 500, блядь. 500, блядь. И республика уверена в топе. Местные власти лишь молча выполняют приказы из Москвы, забыв про свой народ. Демографы напуганы, но публично комментировать боятся. Однако закон демографии одинаковый во всем мире. Сейчас Москва закладывает причины для будущей демографической ямы. Ведь убитые, искалеченные, пропавшие без вести, а также десятки тысяч эмигрирующих, спасаясь бегством от мобилизации, это те, кто мог бы, но уже никогда не дадут потомство для Башкортостана. Посмотрите на соотношение башкир и татар к русским среди убитых. Такое ощущение, что белорецкое большинство населения тюрки-мусульмане. В реальности, согласно переписи 2020 года, в городе проживали 68% русских. Но статистика некрологов совсем иная. Нас просто выкашивают, подрывая наш демографический, экономический и политический потенциал. Кушала, закидываю себе в телегу. Кто-то пишет, все Ильдары, да Ренаты. Так, кто тут? Арсланов Роберт Альбертович. Прощание состоится 13 декабря 12:00 в селе Азикеево. Блять, на днях это было, блять. Пиздец. Тагиров Ришат. Яшар Язылмаганин, да. Сунагатов Ильдар Уралович. Рахматуллин Ренат Булатович. Блять, молодые. Кутлугильдин Фергат Амирович. Зарипов Ильдар Хабирович. Дубов Леонид Евгеньевич. Скрепков Андрей Дмитриевич. Блять, тоже молодой. Шарипов Минахмед Минигалиевич. Блять, Бабаин был. Одиночка из Омска. Вот, пиздец. Пиздец, блять. Ну, что я могу сказать, блять? Ну. Манкуртлар? Шуңа бит инде сезгә сколько айттым, башкорт белән татарны милләте шулай югала. Чөнки сезне уже обрабатывать
Башка милләтләр килә. И вот шулардан соң башка милләт тула. Понимаете? Они же не будут все говорить, мин узбек, мин башкорт, мин татар. Они будут говорить, мы русские. Понимаете? Потому что только урыслар сыграть. Кем сыграть может? Китайцы, что ли, или корейцы, блядь? Кто в живых остается, блядь? Тот и будет, нахуй, парадом, как говорится, вертеть. Не говори такое про Дудаева. Он прежде всего чеченец, только потом советский офицер. И то в прошлом. Он сделал свой выбор и выбрал правильную сторону. Это, который тебе написал, это явно какой-то, не знаю, кто это написал тебе, какой-то, кто такой, мастер. Но явно какой-то мамкут написал это. Кто такой? Он же, видишь, ну что, притих фраер, что-то там пишет какую-то хрень. Жохар жрал сало. Это всяко узкожопый пишет это дерьмо. Вот. К этому комментарию добавлю от себя. Кем болса да, главное, урысқа қарсы былырға уянған екен, никогда не поздно. Никогда не поздно. Самый вариант, как говорится, как этот Аллах Тааламны аңнап келу, никогда не поздно. То же самое. Понимаете? Понять истину никогда не поздно. Главное, на этой земле надо понять. Так до него ульяч, вот эти манкуты, которые вот по 18 лет идут на контракт и умирают, как в Казани, вот это уже поздняк. Понимаете? Турба кылмай кету, это уже поздняк. Поэтому Жохар Дудаевны, так скажем, біз білмейміз, во-первых, а білген кешелер, олар говорят, как говорится, как знают. Значит, чеченлар яғана білған ол, значит, ол ненде білған болса да, ол өзіні халқын яқларға тырышқан. И значит, біз оны, грубо говоря, тырнағына да ярамайбыз. И я считаю, біздің Башқұртстаннан һәм Татарстаннан әлі ондай полководец, грубо говоря, еще нету. Я еще не видел, который нас поведет на Москву. Где такие? Я еще не видел. Понимаете? Вот так вот. Поэтому я считаю, что подавно еще башка миллятны таким образом как бы говорить смысла не вижу. Вот Кадыров на Сегерга можно. Кадыров на полный рост можете, блядь, нахуй Сегерга. Другое дело. А Узин, прям конкретно манкуртного курсата. Поэтому тут, получается, надо уметь, как говорится, хотя бы научиться видеть, так скажем, о чем речь. Вот опять этот хуй, или этот прикол, или что это, и он сидит. Шел 3-й год войны, но Апти так и не смог доказать, что он русский. Неразумнее ли было бы не продавать свою веру и народ в угоду тем, кто и так никогда тебя не примет. Такие, как Апти, выбрали провал в этом мире и в мире вечном. Нисо пишет. Нисо. Если кто-то говорит, что он больше русский, чем я говорю, ну докажи, покажи, что ты сделал, чтобы ты был больше русским. Вот, чтобы ты мог себя называть больше русским. Вот что ты сделал для России и для русских? Больше, чем я. Назови мне это. Нихуя себе. И когда человек начинает тут уже мяться, потому что он в своей жизни не сделал ничего для того, чтобы русских сказали хорошо, для того, чтобы русские выглядели в хорошем свете. Он не сделал ничего для того, чтобы русским помочь сделать, даже вот взять ведро воды, вот перенести русской бабушке, помочь донести это ведро воды, он этого не сделал в жизни. Кроме того, что ел и ходил, извиняюсь, в туалет и сидел у интернета, он ничего не сделал в своей жизни. Так теперь встает вопрос. Русский — это тот, кто в паспорте записан как русский, но убежал десятками тысяч через Ларс и сидит там, обливает нас грязью? Это русские, да? А я, получается, извини меня, мы не русские, потому что мы не убежали, а встали и стоим насмерть.
Сказочный долбоеб. Закинем ко мне в телегу. Мына шундай манкуртларны тавышын ишеттигез. Вот когда вы манкурты не понимаете, что такое манкурты, вот посмотрите на апти, вот это и есть манкурт. Аузу билляхи минаш шайтан раджим. Алла сакласын, мен русский деп өзіңе көкірегіңе суғып, еще шундай киім киген, команда Путина деген. Мен просто хуею от такого чеченца, блядь. Мен просто херею, блядь. Понимаете? А ондай башқұрт татарлар хуево туча, блядь. Но Алла сакласын, мен ондай ғұмырда болмадым, боласам да келмей. Мен даже армияға кеткенімде мен тілеп кетмедім онда. Мені мәжбүр онда алып кеттілер. Мәжбүр. Онда мен не мог отмазаться. У меня не те были условия отмазаться. Это было как бы просто армия. И, ну так скажем, дұрысын айтсам, кішілер отмазались. Менде шул ақша да жоқ еді. Шул уақытта. Менде түгіл енді. Үйдегілерді дұрысын айтсам. Вот так вот. А кто, у кого были деньги, они отмазались. Так, мынамында пиздец, кто день читал или не читал, қыз бала өлген, өзен өлтірген. Пропавшая 2 дня назад 15-летняя девочка нашли мертвой в Уфе. Ужас это просто, ужас. Подросток гостила у родственников в общежитии интерната, но не дошла. Башинформе дополнили ссылкой на источник, что последний раз ее видели недалеко от остановки Школьная. Нашли девочку мертвой, на ней криминальных следов не обнаружено. Ну да. А где-то читали, помните, что она выбросилась с этого, с Агидели, с моста, ну, в Агидель. Агидельге тошлаган өзен. А Школьная остановка, как я помню, это в сторону Ашана, Уфада, в сторону Ашана, по крайней мере, там вроде Ашан был. Школьная, вот это там. Как проезжаешь реку Белую с моста, сразу первая остановка Школьная. И там еще кафе там должно быть, было какое-то, не помню, какое-то кафе знаменитое. Ну, короче, вот так вот. Школьная, понятно. Если это та Школьная. И что тут? Комментарии. Во всех учебных заведениях надо провести беседу, как себя вести и что делать, если кто-то позвал в гости. Отказался в незаконном месте. И другие вопросы, тем более. Интернатские, вчерашние, домашние, оторванные из дома, соболезную родным такое горе. Я не пойму, общежитие интерната. Получается, что, у этой девочки, что, детдомовская получается? Интернат баласа? Аллах. Ну, это сплошь и рядом. Это узкий мир. Узкий мир это делает, понимаете? Почему она, это Асирюк, что за херня? Туганларына барган. Почему она одна? Да потому что, блядь, ебанутые семьи, построение ебанутых семей происходит, блядь. Бала миниклерда нахуй. Азы хатынлар белән балалар. Ничего үсәләр, хуй поймешь. Это русский мир. Получается, блядь, нахуй, все права у женщины, отец не может ничего делать, нахуй. Вот так вот. Вот это узкий мир. Начинаешь что-то гнать, нахуй, на тебя наезжают, на тебя что-то будут делать, нахуй. Вот так вот. Это вот узкий мир. Мен өзім қызымны, блядь, 2015 берлі живую не видел, блядь. О, бля, сука. Мурзагулов, блядь, сокал қойған, аузынан тышим. Ну-ка, что он пизданул тут? Не теряйте, я в украинской тюрьме. Поговорю там с СВОшниками из Башкирии. Расспрошу, как житье, бытье, как настроение. Эй, блядь, он попиздил туда. Мне просто хуею. Понимаете?
men bit aytaman, блядь, kerakmagan ellendi ishlar ishlanib yurlar, блядь. Ruslan Gabbasov borda so'ylashdi, Aygul Leon borda so'ylashdi. Ну, bularga quttaq barmanda borib so'ylashirga, блядь. Ну, давайте посмотрим, что он сказал. Что, как говорится, now it's official. Я еду в тюрьму, в украинскую. Я буду разговаривать там с военнопленными из Башкирии, именно, с моей родины. Некоторые из них жили в детстве в 20 минутах от моих родных мест. Я хочу без истерики спокойно расспросить их о том, как они вообще в это вляпались. Это, конечно, непростое дело. Чувствую себя не здорово. Понятно, что это доставляет некоторые моральные переживания, но делать это надо. Надо же как-то выяснять, как они там действительно очутились. Поэтому, ну, вот, выхожу в очередной раз из зоны комфорта. Покажу всем все очень скоро. Ждите. Ну, будем ждать, будем ждать. Будем ждать, Тумалар. Что он там будет пиздеть? Ну, скажу от себя. Я уже 100 марта айттым, Тумалар. Менің в данный момент такое положение, документом yok. Как и в одно время, блядь, Кашапов должен был ехать в Украину, он сказал, у меня документов нету. И искали людей. Хотели меня. Меня это, блядь, откуда меня нахуй? Я сам, блядь, новоиспеченный здесь, блядь. Как говорится, новая жизнь. И он айдишку надо менять туда-сюда, он говорил, блядь. И так, короче, они нашли другого кого-то, кто поехал. Куда поехал, что они сделали, так я не понял в то время, блядь, Украину, нахуй они туда поехали, не помним. Но тоже, короче говоря, Дуслан, что хочу добавить от себя. Эфирлар, который делается, поехав туда с пленными, это не результат. Мана көріп тұрасыз бетінде күнде эфирлар бара, сізге будто недедір экшен болып нахуй преподносится, как будто они куда-то поехали, как будто түрме көрмегенбіз, блядь, нахуй, и начали говорить. Но от этого им не легче, блядь, от того, что ты туда приехал и начал им пиздеть то, что нахуй он приехал, он уже, блядь, в жопе. Он уже в жопе, оны үйге қойса бетінде, айтты бетінде үзбек төкінді, күйтімәсігелер дейділер, қойса, его обнулят. Понимаете, блядь? И тут, блядь, Габбасов бара, чередует, потом, блядь, Леон бара, вот это, Айгуль Леон, потом вот этот много, куда барма, блядь, много, Мурзагуловка, блядь, с сережками, уебок, блядь, недоразвитый какой-то, блядь, транс, блядь, не транс, блядь, долбень какой-то, сука. Сокол куда металлил сейчас, сука. Мне стыдно, блядь, за таких, блядь. Моргенштерн еще есть, уебок один такой же, блядь. Этот еще такой же какой-то, не такой, блядь, сука. Мужик, не мужик, блядь, не с этим, блядь. И ладно, хуй с ним, башарасыка кутаган, блядь. Блядь, какой смысл, зачем поехал, туда он поедет, спрашивать, зачем он это сделал, это узнать и как бы репортаж. Чтобы потом на его канале, наверное, люди смотрели или что, блядь, где-то нахуй, я не знаю, блядь. Нахрена это все нужно, Тувалар, вот это кто-нибудь может мне объяснить? Это не результат. Теперь перейдем к результату. Результат это как? Борганнан кейін, если кто есть тут, контакте с Русланом Габбасовым, передайте ему мои слова. Вот Руслан Габбасов, ишет меня. Онда барсаң, оларны, если ты там вась-вась с рота башкирт, твоя задача уговорить всех, в первую очередь украинцев, потому что их не тюрьма, их не пленники, по идее. Уговорить их, чтобы этих ебаных вот этих манкуртов оставили там,
каким-то образом, я не знаю, блядь, обучали против Москвы, в первую очередь, и как-то присоединяли к этому роту башкирт. Это раз. За их предательство. Второе, которое я всегда говорю, это первые ряды, когда мы пойдем против Москвы. Это подушка первая. Вот как сейчас корейцы идут, одним, вторым рядом, третьим рядом, как мясо. Вот так же. Когда мы на Москву пойдем, конечно, мы по-умному пойдем, но вот эти уёбки, манкурты, которые остаются пленными, которых взяли в плен, нужно оставить. Оставить для того, чтобы их пустить под первый ряд. Да, вы, наверное, думаете, пиздец ты какой-то кровожадный. Yok. Men ularni o'luvin men tilayman, само собой. Ular o'la turgan bo'lsa, потом biz o'lamiz endi. Понимаете? Не в этом смысл. А смысл именно того, что если ты туда едешь, пиздеть, вот как Мурзагулов, подавно, блядь, син, блядь, bir ish ishla, блядь, qo'limdan kelgan ishni ishla, блядь, нахуй. Толковый ish ishla, а не так бла-бла-бла, блядь. Menda ular bilan, блядь, borib kelib so'lashib qaytarib ular bilan, qo'ttaq barmoqlar bilan, narsa ular bilan. Чак-чак, чай пить ездить, что ли, блядь? Я не могу понять. Кеше уже оступился. Он не осознает, он манкурт, ему похуй, по идее, может даже. Siz ular bilan bla-bla-bla so'lashirga borasiz. Nahуя? Men anglamayman. Ular bilan so'lashib, блядь, siz интервью degan narsaga, mana, как здесь говорят, вот интервью, я на интервью поеду. Они делают интервью, получается, и это, блядь, набирает какие-то отзывы, наверное, у него на канале. Может, у этого долбоева тоже есть канал. Я не знаю же, блядь, его канал есть или нет у Мурзаголова. Не встречал. Но, по крайней мере, я видел пару раз, как он пиздел, блядь, на других каналах, его приглашает, там, рассказывает он, типа, ну, этот же, хуй, блядь, он же этот, блядь, хуй его, как это, блядь, просветитель, нахуй, который, блядь, как это название, сука, блядь, трансвеститель, нахуй, который, блядь, пиарщик, ебаный, пиарщик Хабирова, пиарщик Путина, еще кого там он пиарщик, всех пиарит, хуярит, блядь. И вот он поехал, наверное, тоже пиарить, нахуй, этого тюремщика, блядь, этого пленного. Ну вот, Шунага Туганар, это идиотизм полный. Полный идиотизм, это получается не нравоучение пленным, это даже не мне нравоучение, вы даже мне этим ничего не доказываете. Даже мне, вот, который адекватно понимает всю эту хуйню, подавно этому манкурту вы ничего не докажете. У үйіне барып жетмей ол кеше. Үйіне барып, ол обратно қайта соғышқа сіз алмайсыз. Вы думаете, что он не вернется? И он как приземлится в Москву когда-нибудь, еще когда, там сколько людей, год сидят, говорили недавно, год сидят там уже, блядь, никто не меняет их. Исходя от этого, я считаю, первая задача, предложение украинцам, это оставить их, обучить и сделать против. Это любой исторические войны можете, блядь, посмотреть. В любой тактике это работает так. Врага пленного оставляют, чтобы он как раз-таки наоборот уже работал. Он манкурт наш, башкирт татар, а он стал наоборот снова уже настоящим манкуртом, настоящим предателем своего народа. Понимаете смысл какой? Перевернуть его, так скажем, блядь, тактику. Он пошел на вас, а вы нужно его сделать против Москвы. Вот самая задача, понимаете? А не так, что поймали, посадили, год сидит, потом и на обмен отправили. Нахуя? Нахуя? Отправляйте на узкожопых обратно, блядь. Узкожопых меняйте с украинцами. А башкирт, татарларны оставьте. Для борьбы, нахуй, против Москвы. А узкожопые против Москвы, вы хуевых уговорите, не пойдут. А башкирно-татарно лечить здесь, в Украине, легче будет от этого манкуртства. Вот смысл какой, блядь.
А не так, что, блядь, ехать и говорить, ой, туғаным, зря келгенсің енді, қолыңсыз қалғансың, құтақсыз қалғансың, енді мына қайтып кетесің енді, нешесің енді, блядь, инвалид боласың, учалыға барып енді, қолың жоқ, стройкада эшләгән ең. Ну, примерно вот такой, помните, был один мужик из Учалов, ебан тоже один какой-то. Примерно так. Поэтому передайте Габасову и Айгульон, вот хотел я с ней как-то, блядь, забыл, блядь, надо с Айгульон, может, как-то найти, контактировать, блядь, что ли, ей вдолбить что-нибудь, чтобы Руслан оклемался уже, блядь, и начал слушать советы, блядь. И поехать, конкретно договориться. Я не знаю, у меня нету таких выходов, чтобы, блядь, вот так ездить там куда-то, блядь. Если были бы у меня такие выходы, способы, блядь, я бы давно бы, наверное, и с украинцами, с вышестоящими договорился, и с другими, наверное. Почему? Потому что которые бесполезные действия, которые выполняются нашими предводителями, они не почвенные. Нужно работать с почвой. С почвой, получается, узенеда, это, как у нас говорят, схан кюймасын, шашлыган кюймасын, схан кюймасын. Короче, чтобы этот, блядь, как это, блядь, по-русски будет, сука. Короче, и чтобы шампур не сгорел, и шашлык не сгорел. Надо сделать так. Понимаете? Надо, значит, надо и этого, блядь, манкурта не проебать, и домой не отправить, и украинцам, чтобы минус не было, и тебе минус не было, а выебали Москву в итоге. Понимаете? Вот каким действием надо делать. Хитро выебанным надо быть тут. Азбулсада, блядь. А не так, что, блядь, Кильгян, пленный, все, посидел, отправили, поменяли, все, похуй его жизнь. Нихуя. Если мы вот так просто похуй будем говорить, каждого башкирта и татара туда-обратно отправлять, олар доедут, крайняк выживут или нет, их отправят обратно. Какая хуй разница? Если даже не отправят, считайте, вы его потеряли. И когда мы заходить будем в Башкортостан, Татарстанга, он против нас станет. Вы сами себе плюсуете этих долбоебов. Нет, наоборот, их, блядь, здесь лечить нахуй, на зоне Украины. В России они такие же манкурты будут, хуже даже, озлобленные вернутся. Скажут, пиздец, меня хохлы взяли, я их буду ебать нахуй. Они просто в телек будут говорить, не-не, я не приду, блядь. Любой так будет говорить, я не приду нахуй. А так еще даули, вот кутыризга сыгаем нахуй, кинчемартова кильгач, блядь. Примерно так. Понимаете, это манкурты. Так что я недоволен, блядь. Вот этот Мурзагулов затрахали, блядь, затрахали, я не знаю, блядь. Олза натащили нахуй. Не понимаю таких людей. Нихуя себе, блядь. Этого гандона, блядь. Уникальные моменты этого, блядь, Вовки, нахуй, и Люды, блядь. В Индии в 98 году, блядь. На Тадж-Махале они фоткались, оказывается. Вероятно, это был их последний отпуск за границей, когда еще было возможно свободно делать фотографии на фоне Тадж-Махала. Угу. Паршагина, блядь. Вот так вот. Так. Шульман у Собчак. Про Трампа она, конечно, мощно высказалась. Рассматривая формально и институциональные контуры влияния Дональда Трампа на предполагаемую архитектуру властных институтов, можно констатировать, что асимметричная динамика псевдоконсолидации проводит к парадоксальным модификациям политической субстанции. В итоге дискурсивная легитимизация его фигуры сводится к номинальной валидизации непроверенных смысловых конструктов, блять, недетерминирующих и несистемную устойчивость, нефункциональную связность задекларированного порядка.
Ёбаный в рот, блядь. Это Шульман пиздец, который нахуй пиздит, блядь. И в Германии она, или где нахуй, постоянно, блядь. Она, блядь, у Собчака что-то пропиздошила, блядь, про Трампа, блядь. Гёртсон нихуя не понял, блядь. Какие-то парадоксальные явления там у нее точно, блядь, нахуй. Ну, что я могу сказать, блядь, двумя словами, нахуй, что, как сказать, блядь, вот этим навальнистам, это Шульман явно уж навальнистка, из этой категории, нахуй. Это Шульман, нахуй, блядь, фамилия даже Шульман, блядь, нахуй. Явно еврейка. Ман, окончание ман в Германии, это евреи, блядь, говорили мне. Еврейка, которая засела в Германии, блядь. В итоге, ну, так скажем, блядь, нахуй, каждый со своей колокольни что-то пиздит, блядь, а суть, блядь, империи от этого не меняется. Поэтому Шульман, Навальный, это все в одном флаконе, нахуй. Кац, блядь, все. Это те люди, которые не хотят, нахуй, отпускать регионы России. Мы только таким соусом можем понять эту всю хуйню, то, что она пиздела про Трампа. Нам до пизды. Трамп блама, блядь, нахуй. Иртага, блядь. Америка, да. Или там резко, нахуй, в Америке Эрдоган станет президентом. Нам похуй, кто там будет президентом. Наша задача именно уничтожение Москвы. Нам другие регионы, другие страны нам нахрен не нужны. Первая задача, блядь, уничтожение, блядь, нахуй, Кремля и Москва-Сити, блядь. Барвихи и Рублевки, нахуй. Останкино можно ебануть, нахуй. Телевидение сразу заглушить, нахуй, ихнее ебучие, нахуй. Соловьева, блядь. Вот и все. И искать, нахуй, искать каждого пидораса, нахуй, выкуривать их, нахуй. Собирать, нахуй, в этот ебучем, нахуй, красно-кирпичном, нахуй, рассыпанном, нахуй, Кремле. И там будем, нахуй, их, блядь, кастрировать всех. Так, дальше. Баку ждет инвестиции России в восстановление Карабаха, заявил президент Азербайджана Алиев. Нихуя себе. Я поражаюсь, блядь, нахуй, над этими Алиевыми и Эрдоганами, которые, блядь, на днях только я об этом говорил, нет, загружал или куда-то. Деньги ждет для Карабаха, а в Баку 4 только мечети маленькие, блядь. И там люди, как говорится, еле как читают намаз, ну, там на вторых этажах, блядь, там залазят на лестнице. А главное, он дает разрешение построить какую-то там, блядь, церковь, что ли, или синагогу, что-то в этом роде. Вот такая вот хуйня. Понимаете? Поэтому явно, блядь, Алиев, блядь, это тоже, нахуй, каблук, нахуй, чей-то, блядь, только непонятно чей, блядь, евреев или Эрдогана, блядь. Ну, короче говоря, Кутакбаш, блядь. Поэтому диктатура, да, правильно, диктатура Алиева и Эрдогана нам нахуй не надо. Мы выбраться из своего говна не можем, как Кашапов, входить в это дерьмо мы не обязаны, блядь. Мы не обязаны, поймите. Башта үзебезне теге азатлыкны әзгенә тәмен белик. Әзгенә шуны исен табыйк. Тәмләп карыйк, иснәп карыйк, рәхәтләнеп яшәп карыйк. Соң гына потом можно, как говорится, строить какие-то отношения. А отношения сразу, это безоговорочно у нас рядом Казахстан. Безгә бер Казахстан белән дуслашу уже безгә муйннан була, җиткән була для начала. Потому что безгә системаны корыр өчен барыбер ниндидер теге опыты бар, теге опытлы кешеләр кирәк була. Мына в этот момент как раз без Казахстанны системасын мы можем, как говорится, так скажем, не брать себе, а просто в каких-то местах, допустим, в медицине, еще где-то там, просто, как говорится, делать какие-то наброски для себя, понимаете? А мы же не будем, блядь, в узком мирном пространстве оставаться всю жизнь. Безда ведь уже будет другая система, поэтому, значит, мы должны будем свою систему делать новую, новая система всего.
И здравоохранение, и, само собой, и всех, не говоря там, до парламента. Поэтому бізге диктатурная система керек түгел. Само собой, когда я говорю про Казахстан, Казахстанда, само собой, если мы это все двинем, дело, иншаллах, эти все диктаторы сами съебутся куда подальше нахуй. Главное, блядь, нахуй, анаконданы башын аларға, блядь. Это Москву полностью нахуй отрубить нахрен. Потом только будет движение. По-другому никак. По-другому никак. И там и Алиев, там Эрдоган уже пикать даже на нас не смогут. Потому что нахуй мы их пошлем. Я лично Эрдогану, блядь, хочу припомнить, вот, иншаллах, я все равно на эту орбиту выйду рано или поздно, если судьба, да, я ему в лицо скажу, Эрдоганчик, нахуй, скажу, эй, кутаться надо. Слушай меня, мразь турецкая, нахуй. Сен 500 жыл алдын біздің ата-бабаларымызға ярдәм бермәгәнсің. Осман болғансыңмы, Пашат болғансыңмы. И сейчас ты хочешь нам что-то предъявлять? Или там чем-то хочешь помочь? Кутағымны суыр, блядь. Кутағымны, блядь. Өзбек, башқұрт, татар кутағын суырасың нахуй деймін онарға. Мен уже айттым онарға. Надеюсь, этот эфир дойдет до него. Так что поэтому нам не нужны эти нахуй сраные, блядь, папочки нахуй. Крестные отцы, блядь. Пусть он вон там ебется со своими курдами нахуй, разбирается со своим дерьмом. Так, идем дальше. На прямой линии, блядь, этот ВВ, блядь. Я пенсионерка из Ерупинска, у меня пенсия 15 тысяч, за ЖКХ плачу 7, продукты за 2 года подорожали в 3 раза, перебой в электрическом и отоплении, больницу закрыли, автобус не ходит. У меня вопрос, а расскажите про Орешник? Нихуя анекдот, блядь. Ну да, здесь шапочки из фольги, нахуй. И у Путина, и у Кадырова шапочки из фольги, нахуй. Главный рок такой. Корона Российской империи. Невзоров. Пиздец, блядь. Сыга. Блядь, я думаю, этому пидору Путину надо сокол поставить. Сокол поставить, он как раз будет брат Кадырова будет. Это старший брат, а я младший братишка. Так, после заявления пидора этого Путина о том, что все русские попадут в рай, в раю задумались о вступлении в НАТО. Пиздец. Стафируллах, дебилы. Такие шутки шутят. Так. Ну, как до этого, блядь, говорил Потоп, зато, блядь, в тот день, да ведь? Вот, российская война вновь принесла большую катастрофу на Черкесскую землю. Ага. В побережье Черного моря покрыло огромный слой нефтепродуктов, из-за которых массово гибнет рыба, птица, водоросли, дельфины, тюлени и прочие обитатели моря. Вчера танкер «Волга-нефть» 239 и «Волга-нефть» 212, которые перевозили мазут из Саратова в порт Кавказ, не справились со штормом, сели на мель в Керченском проливе, и большие волны начали их разламывать на части. Сегодня также возникли проблемы с «Волга-нефть» 109, который тоже подал сигнал бедствия и имеет шанс оказаться на дне. Вот, блядь, мазут надо почитать. Что за дерьмо это? Мазут это Сакыч, что ли, блядь? Вот как Сакыч оно, да, ведь? Мазут это Сакыч, наверное. Так, что тут? Да, тоже диктатор, он также получил власть от отца. Да, вдобавок этот хуй, этот Алиев, блядь. Эрдоган хочет себя записать в историю как Ататюрк всего лишь. Вот, блядь. Ебан. Как этот Трамп, блядь, все, стремился, блядь, жить 8 yaşında, блядь, нахуй, Трамп, да, вроде 78 ему, уебок. Грубо говоря, 80 yaşında, блядь, быть, так, остаться в живых, так скажем, блядь, уебком, блядь, так скажем, президентом, блядь, Америки в истории, блядь, который, блядь, какими-то путями, нахуй, все-таки, блядь, стал, да, президентом, блядь, победив, блядь, этого, вот этих, сука, кого это, демократов, блядь, республиканцы, демократы, блядь. Ну, короче, блядь,
как сказать, блядь, эгоистичный такой метод, так скажем, да, метод, который людям не дает покоя, блядь. Вот этот эго, ихнее, блядь, эго не дает. Навс. В итоге, короче, мазут это значит сокоч, наверное, да, такой хуйта жесткая, блядь, которая липнет все это дерьмо, отмывает сейчас, блядь. Пиздец, короче. Ну, это память от путинососа. Это весь мир будет, блядь, помнить, какой гандон был он, блядь. Главное, блядь, в день 30 миллионов или 30 миллиардов, 30 миллионов в день, блядь, тратит на войну, а там это 2 корыта, нахуй, он не может, блядь, сменить, нахуй, сука, отремонтировать или там новый сварить, блядь. Как будто, блядь, Тимберлит-канкеры, блядь. Ты не да. Так, акции «Газпрома» упали до рекордного минимума, потому что Украина не планирует продлевать контракт по перегону продуктов по своим трубам. Тупицы и идиоты начали войну со стратегически важным соседом, где россиян всегда любили, как родных, несмотря на все советские нераскаянные преступления. Экономика Российшки летит в пропасть, где ей, собственно, самое место. Только развал за независимые государства, каждый со своей политикой и управлением. На 20 каганатов, каждый из которых должен договориться с соседями. 1 или 2 могут продолжать называться Россией. А трубу новую через пост-асадовскую Сирию проложат из Катара через Саудовскую Аравию, Иорданию, Турцию, Болгарию и Австрию, Венгрию и т.д. Классно. Я рад, я очень рад, если это будет так. Башкортстанда, Татарстанда, білмеймін, газ бар ма, жоқ ма, мен есімде жоқ. Я не могу сказать, за Башкортостан, Татарстанда газ там копать можно, нет. Там вообще есть, осталось, блядь, или выебали наш газ, блядь. Был он вообще газ у нас или нет, я не знаю, но нефть точно была, блядь. Получается, короче, Башкортостан и Татарстанга нам нечем горевать, туганлар. Сосать будет нахуй Москва у нас в дальнейшем, понимаете? И продавать все. Что-то заебало, интернет пропадает, интернет. Мне, конечно, уже время 12, блядь. Мне кажется, сейчас вырубится интернет у меня. Так, ладно. Уфа военно пишет. 7,7 миллионов украинцев сейчас за границей. 5,3 миллиона из них в Европе. Отчет ТСК. Понимаете? А в начале вообще по численности Украины вроде было 40 миллионов, да, вроде в Украине было людей, 40 миллионов. И 40 миллионов, блядь, где все? Хз, блядь, 7,7 только, блядь, и 5,3 там. Остальные хрен знает где. Рассосались. Не говоря о том, что, блядь, явно такое же количество нахуй из России еще ебануло. В эпицентре ядерного взрыва вы даже ничего не успеете почувствовать, так как скорость испепеления ткани выше, чем скорость передачи нервных импульсов к мозгу. Лучше так, чем от водки. А можно нам другого президента? Сука, приколисты. Так, Сирия. То, что государственный аппарат режима Асада коллапсировал со скоростью молнии, указывает не только то, что те же русские не успели свернуться с некоторых внутренних баз. Любители конспирологии и это могут списать на договорняк. Но и то, что сейчас реально развернулась целая охота на чиновников среднего звена, офицеров, служащих охранки и репрессивного аппарата. То есть коллапс произошел так быстро, что многие не поняли, что происходит. Если вы сейчас пошерстите толпу беженцев, которые сидят на границе Сирии и Ливана, то там найдете кучу чиновников и офицеров павшего режима и их семьи. Эта ситуация с развалом армии и падением режима очередная хорошая иллюстрация того, что никто не будет вас к таким процессам подготавливать. Буквально только вчера вы считаете новости о том, что СА контактировала и отбросила повстанцев из-под Хамы, как через несколько суток в руках этих самых повстанцев уже вся столица, армия, вся столица. Армия буквально разбегается, а государственный аппарат
парализован. Не нужно думать, что это какая-то сирийская или арабская специфика. Подобные процессы мы уже видели в истории, и они вполне применимы к другим странам и ситуациям. Егал Левин какой-то. Блядь. Егал Левин какой-то. Ну, вот то, что я написал, можно взять в нашем приоритете Башкортостан, Татарстан, да, то же самое. Когда мы войдем, иншаллах, Башкортостан, Татарстан, также будет нахуй. Вот увидите, блядь, которые сейчас ржут, блядь, что там заполнят Ларс, как это Апти сказал, в Ларс все будут бежать. Или там еще на границу Казахстана. Вот мы, когда зайдем, мы посмотрим, кто куда будет бежать. И какие границы будут, как говорится, они ломиться. Вот эти манкурты и узкожопые из этой пидорасии. Вот посмотрите, интересно будет. А мы-то зайдем со всех границ. Они не смогут бежать даже. Если только, блядь, туда, наверх, блядь, в сторону Воркуты, ледовитые вот эти, или туда, блядь, океаны, Новая Земля, туда, где холод, зима, блядь. Если только туда они будут бежать, блядь. Я не знаю, куда они будут бежать. Интересно, блядь. Снизу они тоже никуда не проебутся. А Грузию, они если зайдут, вот эти ебанутые, их сами грузины выебут. Так что в Грузию вам уже не место, манкурты, имейте в виду. Так что, блядь, побольше запасайтесь. Вазелина нахуй. Сейчас круглосуточно пусть создавайте, блядь, вазелинные заводы, блядь, фабрики. Делайте вазелины нахуй. Кутыризге. Кубраки. Сука. Так. Вот Габасов с кем-то, с какой-то бабушкой сфоткался. Ну-ка. Это неприметная пожилая дама в обычном свитере, внучка последнего австрийского императора Карла I. Имеет право на обращение ваше императорское и королевское высочество. Зовут ее Валбурга в Габсбург. Дуглас. Нихуя, блядь. О, Дуглас, блядь, этот, помните? Этот, как-то фильм был, блядь. Смерть, что такое, блядь. И она вице-президент Паневропейского союза и член правления Института исследований преступлений коммунизма. Выступает за деколонизацию России и независимость народов от путинского режима. Удивительно, да? Прямой потомок императоров не борется за восстановление Австро-Венгерской империи, которой управляли ее предки, а борется за права порабощенных народов и их независимость. Вот, и вот это и есть та система, которая в каждом народе должна пересматриваться. Потому что вот как мы насчет ошибок говорим, как тут говорилось о том, что там манкуртов переделывать, нам еще кого-то переделывать, или там мы были чуть-чуть не такие, потом стали другими. У каждого есть это. Поэтому вместе с Гаитабитиной, Башкортостанга, Татарстанга, начните сейчас уже переобуваться в нашу сторону. Вам будет легче. Мы, может быть, даже не заметим, что вы были манкуртами. Понимаете, у вас есть шанс. Хазар, тууба кылыгыз, Аллах Тағалаға келегіз, намаз оқыңыз, как говорится, исламға басыңыз, біздің жолға басыңыз. Сейчас ваше время, пока мы вас не видим. А вот когда мы уже увидим вас, тогда уже будет тяжело вам отмазываться. Күтігізге сігеміз. Ну вот как раз это комментирует. Вот еще один верный башкирец решил выслужиться и показать свое рвение, запрещать и не пущать. Директор Башкортостана Рустам Зарафуддинов призвал контролировать все социальные сети через регистрацию госуслуг, где возвращают манкуртов. Вопрос задает Габасов. Но это, блядь, это не башкир, это, блядь, нахуй, это татар, блядь. Это татар, блядь. Уфада, блядь, на верхушках, нахуй, хрен вы найдете башкортов. Там нет башкортов на верхушке. Вся Уфа заполнена этими ебаными татарами. Понимаете? Башкортлана вы там увидите, может, где-нибудь там, блядь, нахуй, на стороне, блядь. И все. Все это татары ебучие, блядь. Явно, блядь, притом еще, блядь, с моих территорий, блядь, нахуй. Так.
Так, идем дальше. Так, Чичерина у Дуди. Нахуй она нужна, блядь. Чичерина, блядь. Ну вот. Идель Урал загрузил этого. Обращение экстремиста из русской общины Стерлитамака к русским. Тренер по боям без правил Александр Шлеменко. Шлеменко, притом. Это манкурт украинский. Рассказал, что русские должны быть хозяевами на башкирской земле и не позволять инородцам себя избивать. А также призвал родителей приводить своих детей в его школу для тренировок и спа-питания. Позже Шлеменко добавил тезис о мигрантах якобы под иногородцами. Он имел в виду только их однако заявление о русском хозяине на захваченных Москвой землях свидетельствует о том, что речь не только о мигрантах. Вот, даже мы знаем, куда приводит школу тренировок. А Александр Шлеменко. Будем знать. Закинем мне телегу. Я же говорю, блядь, в таких залах как раз тренируются те люди, которые вот получают, грубо говоря, ну, имеется в виду, ходят на тренировки всякого, вот такие люди там, которые получают там первые места, вторые места. Напомню, что 25 ноября в Уфе на почве дедовщины состоялась массовая драка между 3 и 4 курсами школы-интерната Мусыгареева. Русские старшекурсники задевали башкирцев младшего курса, и все закончили массовым побоищем после школы. Пострадало около 40 человек. Ряд башкирских каналов указывал на принадлежащую часть из русских курсантов к русской общине. Помните, как раз, да. В ноябре это было, значит, блядь, там пизделово было, блядь, в каком-то курсантском, блядь, общежитии, что ли, где-то нахуй, хуярились они, помните? На плацу, блядь. Его уже один раз Венер Галеев побил, жизнь ничему не учит. Венер Галеев, блядь, этот боксер. Почему у ярого русского националиста украинская фамилия Шлеменко? Я же говорю, блядь. Почему на московской империалистической активнее всех умирают башкиры с бурятами? Надо все-таки кацапам отдать должное, умеет делать манкуртов. Евгений Гудзенко это пишет. Ну, вот именно. Башкортостана украинцев да хуя. Я их, блядь, с детства знаю, блядь. Но, которые как-то в наших кругах были, они нормальные. Вот реально нормальные были. Ну, точнее, может, это вот его только семья была нормальная, блядь. А другие, может, вот такие тоже манкурты. Это украинский манкурт. Из прям в аулах прям до хера их, но они, да, я не знаю, кем они себя считают, блядь. Они себя русскими считают, если он говорит, я русский. Понимаете, они уже свою идентичность потеряли, нахуй, эти манкурты украинские, которые в Башкортостане. Вот в чем прикол. Украинца от русского мы точно не сможем отличить, нахуй. Ну, это уж, этот я слышал, блядь, хуйня. В Госдуме предложили запретить россиянам дарить алкоголь друг другу. Дерьмо, блядь, какое-то. Вот это мы читали или нет? Читал я тут раз. Этому Кадырову Лапти, блядь, стал почетным профессором университета Курский, блядь. Пиздец, нахуй. В Курске почетный профессор, блядь. Сука. Кадыров академик, Лапти профессор. Бля, пиздец, нахуй. Этот прорыв российской науки обеспечен на Марс. Скрипоносцы полетят раньше Маска. Защитил диссертацию так же, как защитил Курскую область. Ну да, как раз он же говорил. Я же, говорит, русский, да? Лучше меня русского хуй найдете. Заебись, блядь. Азубилля. Чеченец, и он русский, блядь. Ну, пиздец. Ну, чеченцы его, дойдут до него, выебут его, конечно. Нормальные чеченцы. Так. Врожденный порог капитализма. Неравное распределение благ. Врожденные достоинства социализма. Равное распределение нищеты. Уинстон Черчилль. Понятно.
Так. Общество надеется на лучшее, но это самообман, рассуждает житель Курской области. И правда, лучше в России не будет. Это сгнившая во всех смыслах страна, как и общество, которое готово на все ради ласкового взгляда вождя, а о таких вещах, как свобода слова и права человека, никто даже не вспомнит. А если добавить еще и охоту за деньгами на пути к фронту, получится полная картина деградировавшего населения и государства. В общем, страна 404, как она есть. Но если это хорошо, значит пациент чувствует боль, что в данной ситуации все-таки хорошо. Андрей Долгов. На сегодняшний день вы сами прекрасно видите, что с каждым годом все хуже и хуже, хуже и хуже. Цены растут, с работами проблема, с кадрами проблема, с международными там отношениями и всеми остальными тоже проблемы. Вот, значит, пенсионный возраст подняли, ЖКХ поднимают, платы за квартиру, то есть сами цены на квартиру вообще какие-то нереальные. Ну как эта каморка может стоить, вот это бетонная, там несколько чего-то там квадратов, 17, стоит там 2 миллиона или еще что-то. Но у нас что, люди получают по 500 000 зарплату, что ли? Но это так смотреть обидно, как наше государство уничтожает на наших глазах, а мы типа такие, ну да, вот так вот это все. Ну реально, это стрёмная тема во всем. И самое, что интересное, как бы общество не падает духом, так скажем, а надеется на лучшее, но это самообман и самоуспокаивание, что типа сейчас будет лучше, что может быть там кто-то чего-то придет, ничего это не будет и никто не придет. Ну, явно это с Курской области, явно уж не могу сказать. Ассалам алейкум, турки. Ну, не могу сказать, что в Курской области он чистоган узкий. Но явно он в Курской области это украинец. Если даже он с Курской области, ну, явно он какой-то украинец об этом говорит. Потому что вот по его даже видухе, можно вот посмотреть на этого мужика, ну, так, да, вот по украинским различиям можно различать иногда от узкожопых, короче. У украинцев нос большой бывает. Вот нос большой бывает у украинцев. Вот у этого тоже нос такой приличный. Получается, он, по сути, как бы он, может, себя считает русским, потому что он из Курска, если этот чувак из Курска на самом деле говорит, ну, это явно украинец. Потому что он, явно он, как бы, 1000 раз там переделанный, ну, урастугален, меньшулади пулим, потому что таким мышлением узкожопый не может мыслить. Это может только мыслить в корне, если человек, наверное, был там какой-то крови, блин, украинец. Потому что, блядь, микрофон забыл. Потому что, ну, я так думаю, потому что вот когда я до этого говорил, что их хуй различишь, украинцев от русских, по идее можно иногда различать. По идее можно различать. Потому что узкожопые, которые реально узкожопые, которые наши душманы, как сказать, да, ведь, они явно, блядь, нахуй не это такие, блядь, темными волосами, с такими огромными носами. Нет. Если такие, я так считаю, блядь, по физиологии, это уже, блядь, или евреи, или украинцы. Вот такие. Метисы. А вот если вот подобие, если мы видим этого Путина ебаного, и он, не знаем же какой нации, блядь, нахуй. Если он даже финно-угр, нахуй, ну вот примерно он финно-угр, блядь. Представили его, если он реально финно-угр. А может он тоже переебанный еврей, мы же не знаем, блядь. Вот примерно так. Так. В Челябинске в колонии умер экозащитник Владимир Казанцев. В колонии Челябинск умер местный правозащитник и активист движения «Стоп ГОК» Владимир Казанцев. Об этом телеграм-канал «Поддержка экозащитников». По проверенной информации, причиной смерти стала остановка сердца. При каких обстоятельствах произошла гибель, не уточняется. Владимир не первый экозащитник, чья борьба завершилась летальным исходом. Но никто из нас не предполагал, что его жизнь оборвется в колонии. Это внезапная смерть, огромная потеря и существенный результат работы бесчеловечной системы, которая преследует людей, защищает свои права, говорится в сообщении. Казанцев был юристом движения «Стоп ГОК», который добивался отмены строительства
Таминском горно-обогатительском комбинате Челябинской области, как пишет, поддержка экологических деятельности экологических стала причиной уголовного преследования 22 года, оказался приговорили к 4 годам колонии по делу о мошенничестве. Во. Это намек на наших туганларов, которые сексянки шоутера Алсына футера. Вы что думаете? Это просто так? Экозащитник и сердце что-то у него. Как прям с Навальным. У того сердце, у того яйца, у того мозги что-то. Это намек на то, что каждый, кто сидит в обезьяннике, блядь, в этой пидорасии, может в любое время откинуть копыта. Вот и все. Это звоночек, башкортлар, татарлар. Уянырга, бізге. И чеченцам, и дагестанцам тоже это звоночек. Всем. Все набутылированные нахуй сидят. Понимаете? Или еще не получили свою дозу бутылок нахуй. Поэтому время спать уже хватит, блядь. Мы, если мы будем дальше, блядь, вот таким образом спать, не то, что вот такие казанцы будут уходить. Тоже непонятная нация, блядь. Казанцев. Уросма, блядь. Хохолма. Хз, блядь. Поэтому, как бы, у нас очень такой, блядь, щепетильная обстановка туганлар. Очень щепетильный. Кешелер утра безнекелер. Үмітләнеп утыра. Біз қашанда келіп аларын құтқарырбыз деп үмітләніп отыралар алар. Бізді күтіп. Біз Алланың юлында никак не можем проснуться. Именно Алланың юлында біз басарға тиіспіз. Это будет наш окончательный джихад против этой московской ебучей империи. Уничтожить имперские мысли в корень полностью. Чтоб эти, блядь, слово империя, они вообще, блядь, на века, вообще забыли нахуй вообще. Никогда в жизни больше после нас они не вспоминали про это. Ихние дети, внуки тоже забыли нахуй вообще. А то, блядь, понимаешь ли, русский медведь аузанассыгим, блядь. Какой нахуй медведь аузанассыгим, блядь? Куян, блядь, куян, блядь. Зайчик, блядь, а не медведь, блядь. Бізді жерлерін алып алып, аюға айланған, блядь. Аю, блядь. Біз буры нахуй. Так, что тут? Ваше мнение про Молдавию? Молдову? Про молдаван? Молдавия нахуй должна послать, как и Грузия, Москву, блядь. Нахуй. Однозначно. Однозначно. У вас же там женщина. Вот здесь были у меня пару знакомых молдаван. Ну, так скажем, в Хорватии. Сейчас он вроде в Италии. Он всегда говорил, что с кем-то, когда он общался, говорил, что он топит за какую-то там женщину. Не знаю, за вашего президента женщину или за что. Ну, короче говоря, не за того пидораса, который, блядь, за Москву топит. Ну, короче, у вас та же история, что в Грузии, блядь. Я сейчас смотрю, блядь, ёпта, то же самое, блядь. Сука, одни топят нахуй за Европу, другие, блядь, за Москву, блядь. Идиотизм полный, блядь. Манкурты. Продажные. И Приднестровье тоже надо забрать нахуй. Обратно в Молдовию. Приднестровье не хоть там, ни туда-сюда, блядь, ни пизду, ни в армию, блядь. Она Украине тоже нахуй не нужна. Должна вернуться, как они говорят, на свою гавань, блядь. Вот, верните Приднестровье себе обратно. Но это подойдет, это уйдет когда мы разъебем Москву. Вот видите, когда мы говорим про Азию, здесь еще вопрос идет про Молдавию. Получается, все страдают от Москвы. Не то, что Азия, там, где-то там узбеки не признают. Ой, мы не страдаем.
Они независимые, понимаешь ли. А тут даже Молдавия, блядь, не то что вспомнил одну тему как раз, тут говорилось, но я об этом пока не говорю, видите, по информации не идет она, пока не поднимают люди что-то. Но я услышал одну тему один день в новостях, что, само собой, Финляндия со Швецией, с Эстонией, они там реально там проводят всякие эти мероприятия, защиту свою укрепляют туда-сюда против Москвы, ждут любого прорыва. А тут такая интересная новость, блядь, охуел. То ли, блядь, не спиздеть, блядь, то ли Латвия, я всегда их путаю, блядь, Латвия или Литва, блядь, Литва или Латвия, они тоже готовятся, как говорится, к нападению Москвы. Представляете? Вот такая хуйня, блядь, еще вылезла. Даже не о Польше речь идет. Именно Латвии. Почему? Потому что в Латвии какая-то нахуй, сука, ебаная деревня, оказывается, есть, которая, блядь, заселена с приезжими из Русни, с российскими паспортами, какими-то гондонами. Провокаторами. Вот эти провокаторы сраные вроде бы хотят какой-то перевертыш сделать в Латвии. И получается какой-то сыр-бор, подобие как в Крыму. И провести какие-то свои манипуляционные действия, чтобы заебенить Латвию. А Латвия же граничит, блядь, Пскову, блядь. Псков, блядь, Латвия, нахуй. Кутаковская, Псков, блядь. Дыра, нахуй. Дыра, блядь, узкожопых, блядь. Такую дыру, нахуй. Я охуел, когда я там, блядь, бывал, блядь. Это дыра, нахуй. Это хуже, чем Башкортостан, блядь. У нас в Башкортостане в дыре, в ауле, и то лучше, чем в Пскове в дыре, блядь. Понимаете? Это пиздец. Вот это Псков, вот как раз-таки это, вот это финно-угров, вот этих лаптоебов, нахуй, деревни, блядь. Вот откуда они, наверное, вылезли, эти гондоны. Вот ихняя вот идентичность вот там, а не в Москве. И вот эта, блядь, территория пытается, блядь, нахуй сейчас заебенить, говорят, что-то в Латвии, что-то какие-то движения делают. Получается, узкожопые Латвии, точнее, узкожопых в Латвии наводят к тому, что эти учителя с Русни зашли, блядь, в Латвию и там какие-то действия проводят. Вот об этом была чуть-чуть речь, но пока еще никто его больно не говорит. Вот такая хуйня, Дуслар. Вот так вот. Я где-то мельком услышал, но пока вот надписи не могу найти, чтобы вам сказать какие-то... Короче, Латышевский какой-то, блядь, район, что ли, блядь, какую-то территорию они заебенили там, ну, пытаются там что-то делать. Но там еще говорится, латышские, внутренние дела, само собой, наверное, там, военные, это знают и держат все это под контролем. Но дела какие-то прутся там со стороны этой ебаной Москвы. Это как вот, типа вот в Крыму, там, в Грузии, там, в Казахстан в 22 году, говорили, да, заходили вот такие какие-то всякие ОДКПшки, блядь. Примерно такая, но только чуть-чуть такая пидорастическая, еще хуже пидорастическое движение. Ну, наверное, так скажем, чтобы какую-то маленькую такую революцию сделать, блядь, и хуяс, и чтобы туда войска впустить, понимаете? Вот такой способ, да, гнилой способ Русни, блядь. Там, наверное, скажут, вот давит русский язык, блядь, и вот так зайдут в Латвию защищать своих узкожопых, блядь. Вот так, план. Так что примерно это звоночек на будущее, что будет после Украины, если мы не разъебем Москву. После Украины будет примерно это Латвия, примерно это Молдавия и, конечно, еще Грузия и Казахстан. Вот примерно вот эти места, где-то будет полыхать нахуй война. Так что вот так. Так, идем дальше. Так, что тут?
В Москве они никогда не здороваются на своих языках. Я был бы очень рад, чтобы они на своих языках. Я кыргыз, и меня зовут Талгат, и такси очень много попадаются. Да, манкурты, да, манкурты. Манкурты, если они нам даже салям не дают, откуда дадут кыргызу салям? Они манкурты. Хули взять от манкуртов? Нихуя не взять. Вот так вот. Привет, домовой, блядь. Я не видел это. Домовой. Я домовой, блядь, нахуй. Бойся меня, сука. Сейчас вот этот, как Карлсон, нахуй, прилечу к тебе домой, нахуй, на крышу, сука. Так. Нам не помог никто из лидеров российской оппозиции. Нам не помогают они и сейчас. Они не помогают Украине. Они не пользуются политической возможностью, чтобы снести тиранию извне. Они слишком ванильные для этого. В СССР люди отчаялись и разочаровались в этой системе, люди ее ненавидели. Люди своими руками ушли от коммунистических утопий. Сегодня реальность схожа с поздним СССР. Государство близится к failed state. Люди устали от войны, от слабейшей экономики и валюты. Люди устали от несменяемости, блядь. Сука, что за слово длинное. Власти и деградации всех институтов. Но мы остались все одни, так как думали, что нас кто-то спасет. Мы думали, что нас спасут лидеры оппозиции, мы думали, что спасут из западных стран, но, как выяснилось, спасать себя должны были мы сами. Это как раз-таки башкортларда, татарларда тоже относится. Однако, пока о чем речь, я не знаю. Однако у национальных и региональных движений открывается возможность спасти наши регионы и добить империю. Лига свободных наций и форум свободных государств пост России становится все медийнее, но все же остро не хватает по сей день региональных движений и многонациональных. Мы должны больше обсуждать и продвигать идеи о независимости наших регионов. Мы должны помочь сделать деколонизационное движение мощнее своим складом. Медийность – важный инструмент, который принесет свои плоды. Мы должны воспользоваться тактикой ФБК времен 2016 и стать новыми лидерами оппозиции, не только представляя свои регионы, но и став альтернативой для самой РФ с итоговой целью деколонизации. Мы должны сделать символы нашей независимости, узнаваемой в самой РФ и за ее пределами. Но медийность также нужна и для того, чтобы самые смелые представители движения смогли организоваться в силовое сопротивление и когда придет момент и воспользоваться им на все 100%. Марш Пригожина показал, с какой скоростью силовые структуры разбегаются перед реальной вооруженной силой. Это же показала сирийская оппозиция. Мы должны взять это на заметку и не забывать этот факт. Из Украины смогут возникнуть наши повстанческие движения, которые принесут свободу и в Беларуси, и в каждый наш регион, сделав нас независимыми от Москвы. Но и самой Москве это повстанческое движение помогло бы обрести свободу от имперской тяжести. Мы должны надеяться только на свои силы, укреплять саму эту силу как внутри нынешней РФ, так и за ее пределами, особенно в Украине. Запад не скажет ни слова, когда мы начнем борьбу против диктатуры, но когда мы их скинем своими руками, они тут же будут ликовать о том, что режим пал и пойдут моментально договариваться с нами, так же, как это произошло в Сирии. И со странами постсоветского пространства. Запомните эти слова и не смотрите лишний раз на Запад с точки зрения активной поддержки, активной поддержки. Поддержке нужен лишь один твердый союзник, и наша общая воля там и в каждом регионе. Этим союзником является на данный момент только Украина, так как она находится в состоянии войны, другие страны Европы не пойдут на такого рода поддержку, поэтому мы все должны надеяться только на себя и делать свой вклад в нашу свободу. 2.2. Подписывайтесь на мой канал, делитесь постом со своими друзьями и становитесь частью нашего движения. Курцай. Кто такой? Курцай Калтоин. Хз. Мокша. Понятно. Короче, это... Ну, я примерно понял уже по дикции, понял, что это вот из этой категории. Из Сулаян Булаян, или как это? Серес Булаянь, вот этот. Ну, из этой категории Курцай Калтаин. Ну, один из чуваков из этой темы. Примерно это их однотипные слова, короче, понял я.
Ну, этот, свобода, Лига Свобода Нации, который мужик, который постоянно выходит, говорит же, как все это, тема строится. Ну, классно сказал, я как бы почти что согласен, но в одних моментах не согласен. Ну, как бы, да, спасать мы должны сами себя, и где-то тут, блядь, постоянно медийность, он говорит, против ФБК, вот, ну, да, это тоже, как бы, понятно. Так. Из Украины смогут возникнуть наши повстанческие движения. Да. И тут вот момент Хорагас, вот из Украины, когда он говорит, наверное, из той категории, наверное, это людей, которые батальон Сибирь, может, вот это Мордовия, которую он, как говорил, Мордовию не называй, а Мокша и Эрзя, из этой категории. И из той категории, которая делает Ингрию. Если помните, Ингрия, вот эти, потом, ну, эти наши, конечно, Татарстан, Кавказ, плюс еще есть, как говорится, этот Имарат Кавказ еще мощное, оно где-то там, еще где-то ходит, непонятно. И вот, Башкортостан, Татарстан, да, очень херово, Туслар. Очень херово. Татарстаннан юг, біріне батальон юг. Башкортостана хоть какой-то рота есть, но Татарстаннан юг. Если даже оно есть, в этом Сибири, батальон Сибири, где там сыр-бор. И поэтому я считаю, что бізге, именно Башкортостаннан, Татарстаннан, нужно сделать одно такое отдельное движение, которое будем собирать мы сами вместе с вами, чтобы конкретно идти уже по нашему пути. Это первое дело, Башкортостан, Татарстан, и уже идти на Москву. Вот таким моментом. Но для этого, само собой, вот это и есть плацдарм Украины, мы должны использовать. И когда говорят, что мы завтра закончим войну, это пиздец нам будет. Понимаете? Поэтому тут выходит такой еще один момент некрасивый. Получается, типа, по моим словам, можно уловить, наверное, сейчас могут поймать такой момент. Типа, тебе не интересно, что война в Украине закончилась? Нет, мне хоть пусть завтра она заканчивается, мне похуй. Но суть, если оно будет завтра заканчиваться, значит, мы сегодня уже должны выйти, вот сейчас, выйти и идти на Москву. Понимаете? Вы успеваете? Нет, конечно. Поэтому вот к чему я хочу вам довести вас. Что чем быстрее мы пойдем на Москву, и Украине будет легко, и нам будет это охуенно классно. Потому что мы будем обретать свою независимость. А Украина сама по себе была независимой, просто пришел туда этот Путин нахуй и решил, блядь, захватить всю Украину, блядь. Вот и все. Это то же самое. Путин пришел бы в Казахстан, блядь. Независимый Казахстан. И начал бы мозга ебать им. Или в Узбекистан. Или в Афганистан опять пошел бы он, блядь. Понимаете? Как он уже, блядь, в Сирию же сходил. Поэтому, если тут еще, блядь, вспоминать Сирию, блядь, вот этот момент, блядь, Сирии тоже я не могу понять, нахуй. Блядь, сирийцы тоже, что-то вот этот момент я не могу вкурить, блядь. Их же, блядь, Путин долбил, нахуй, самолетами, говорят, блядь. Только так, нахуй, хуярил всех, блядь. И они, получается, блядь, Вась-Вась, нахуй, с Путиным хотят что-то мутить, блядь. Блядь, я в тот раз говорил в другом эфире. Да все надо было оставить, нахуй, сирийцам себе, блядь. Нахуй они отдают, блядь, все это. Отдали, блядь, корабли. Все оставить надо было себе. Шулай.
Поэтому туғанлар бізге только сами. Башкортостан и Татарстан только сам должен выдвигаться против Москвы. А попутно, само собой, в этот момент, когда мы уже созреем, надеюсь, мы уже быстрее созреем, завтра, там, послезавтра уже надо созревать. И Кавказ, буряты, якуты, и мы все эти вот движения, как говорится, направим все это на Москву. Вот такая вот тема. И как всегда я говорю, если Руслан Габасов пойдет, мы его тоже возьмем с собой. Месяцно суша білмесаңдар, поведу я вас. Я знаю дорогу в Москву. Я буду вашим навигатором. Как говорится. Только қолға автомат беріңіз. Бірге барабыз Мәскеуге, Мәскеуді сігіп қойтабыз нахуй. И өлмейміз. Чөнки біз Алланың жолында кетеміз. И Аллах Тағала бізді һәр жерде yoqlab алашақ. Біз юлда бессмертный болып қайтамыз, Алла берсе. Шулай. Чөнки біз басқан жолда, как и вот в Сирии, все сейчас подмечают, видите, все будут бежать. Никто против нас не станет, поймите. Если как раз таки тут напоминает он про Пригожина, если помните, Пригожин когда пошел, его в Ростове везде чуть ли не хлебом солью встречали, понимаете? Никто не вышел. А у нас шул әйберне. Зинданда Ресейда утыралар Алсынов һәм башка башкортлар. Это Зиндан. А весь эта пидорасия, это огромный Зиндан. И кто из этих лаптей подымется против нас, которые войдут с оружием, если они сейчас не могут подняться против Путина? Понимаете смысл? Поэтому эта победа уже убежден я, 10000%, она уже побеждена, только мы не можем зайти. Долго, как говорится, церемонимся, хуйней страдаем. Син барда, мин бар, син да бар, мин бар, мин улясим килме, син бар уль, мнашлай, короче. Вот наш, блядь, минус. Мы не можем, блядь, нахуй доверить друг другу нашу свободу. А чтобы у нас была наша свобода, бізге бірләшергә кирәк. Мен бит сезне шақырам һәр вакыт. Бірләшик, туганлар диям. Сен миңа туган булмасаң да, минем каным син, мен сине каның. Мына шул диелгәне, как говорится, кайрындашчылык. Мен бит урыс түгел бит. Сезгә чужой булырга. Сез дә урыс түгелсез. Просто сез манкурсыз. Ну, мы залечим вас, не ссыте. Пару раз я вам проведу лекции, блядь, на свежем воздухе. И, как говорится, переубежду я вас, блядь. Как говорится. Шулай. Поэтому, в первую очередь, бізге құрау керек. Как, возвращаясь к другим эфирам, инвестиции. Башкортлар, татарларга обращаюсь, которые имеют деньги, вкладывайтесь в наше будущее, нашу независимость. Мен сізге үзім гарантия берем, Башкортстан һәм Татарстаннан бүтін эшләткән акчагызны дәүләттән сізге выделять итеп чыгарып бирәбез до копейки. В первую очередь, главное, вы сейчас вкладываетесь в наше дело, мы вам вернем. И, само собой, крысятничества, обмана, коррупции у нас не будет, Аллависа. У нас все будет халяльно, у нас будет все по исламу. В первую очередь, для нас сейчас надо вложение, инвестиции для того, чтобы как-то не позорно, да, так скажем, если даже мы скажем, мы вот хотим войти в Украину, чтобы әзгенә кисәдә, блядь, әзгенә 1-2 тәңгә булырга тиеш бит инде, блядь. Шалтырап торырга тиеш акча. И ничектер при таком заходе будет как-то более, так скажем, уверенность, что
мы не будем, как говорится, клянчить где-то там у кого-то оружие и так далее. Мы сможем, как говорится, просто сказать, продаешь, и мы просто купим. Вот поэтому, как говорится, эзгена бізге башлап жіберге бұл соғышны башында эзгена инвестиция керек. А потом, я думаю, халық нам донатит, я думаю, и люди, как говорится, не будут стоять на стороночке, как вот украинцы по 20 гривен, как всегда я говорю, донатят. Я думаю, за свободу Башкортостана и Татарстана задонатят, я думаю, даже другие страны. Понимаете? Не в этом дело. Дело в том, чтобы вот эту всю ситуацию, финал, чтобы до финала дойти, надо начать. Так скажем, да, ведь, чтобы до вот этого начала дойти, надо начать его хотя бы узбездатыги, чтобы покупать какие-то там, так скажем, даже одежду, которую, блядь, нужно там для бойца, так скажем, да, ведь. Это уже как бы, ну, расход. И для этого как бы не маленькие деньги нужны. И как эти, блядь, оборванцы же мы не можем идти, блядь. И нужно как-то амудирование самое главное, блядь, наверное, эсболсада эсгена ульмеске, да? Жоп, блядь, бронежилет и так далее. Шулай. А так, если так на сирийцев посмотришь, бещаралар, кто в кроссовке, кто в джинсах, кто без формы шли, понимаете? Им даже одежда ни при чем. Когда ты хочешь воевать, ты можешь даже без штанов воевать. Проблем нету. Главное, юректе, хам үзүңне ишиңде дух болса, анда бир нерсе кереги yok. Вон в Африке в прошлом веке, как они воевали, блядь? Без штанов команда, блядь, воевали же. Вот так вот. Листиком, так скажем, прикрытые. Так, каждый раз задаюсь вопросом, каким образом это убогий, плюгавый человек захватил власть и держит уже 25 лет. Ну, кто-то вопрос задает. Да. Так. В Черном море за 3 дня тонет 3-й российский танкер. Танкер «Волга-нефть-109», перевозивший мазут, подал сигнал бедствия. Ну, я читал об этом, да? Китай забрал у России урановые рудники в Казахстане. Казахстан, госкомпания Казатомпром, крупнейший в мире производитель урана, сообщила, что Uranium One Group, дочернее предприятие Росатома, выходит из 2 совместных с ней уранодобывающих предприятий в Казахстане. Ну, не знаю, вот этот я момент не понял. Это хорошо Казахстану или как? Номад не уснул. Это хорошо, что Китай забрал у России урановые рудники в Казахстане. Плюс или минус? Вот от этого нужно исходить и все. Так, что тут? Андрей Якенко. Вы можете к нам зайти к нам, чтобы только взять за щеку. Витаю, я слухо із Дніпра. Витаю, я слухо із Дніпра. Салам, Днепр. Ни плюс, ни минус? Понятно. Татьяна, привет. Hello. Так. Стали известны подробности уголовного дела депутата парламента Башкирии Алексея Локаченко. 29-летний депутат, неоднократно посещавший зону СВО, предложил Уфимке, по отношению которого возбуждено уголовное дело, способствует прекращению преследования за 10 миллионов рублей, сообщила УФС по РБ.
Предполагалось заключить фиктивный контракт с горожанкой о прохождении службы в одном из добровольческих формирований Минобороны России, по достижению которого она могла бы освобождена от уголовной ответственности. По данным СУ СК по РБ, речь идет об экс-адвокате, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Советский райсуд Уфы арестовал Лукашенко до 30 января 2025 года. Опять Лукашенко, опять украинская фамилия. Ну, явно, короче, это давление, нацизм, наверное, идет Башкортостана на украинцев. Вот и все. 29-летний депутат. Вот. Непонятно, короче, непонятно. Явно как-то он им не понравился, наверное. Так, вчера премьер-министр Башкирии Андрей Назар предложил возродить газетные киоски. Они что, готовятся отключать Башкирию от интернета? Ебанутые, блядь, сука. Анапе, похоже, надолго придется забыть о названии город-курорт. Ну, пиздец, пиздец. Угу. Ну да, я бывал там мимо пролетом. Тамань. Угу. Это там вот этот, суки, этот мост, блядь, заебенили там, да? Угу. Семерюк. Пиздец. Короче, около 35 километров, нахуй, ебанули, нахуй. Это оно еще будет, блядь, туда-сюда расплескиваться, блядь. Пиздец, пиздец. Уебок. ФСБ задержал Сергея Федерягина, бывший глава Челябинского центра и крышевал наркоторговцев. Ее обвиняют в получении взяток от фармацевтической компании за покровительство при сбытии наркоты цыганам в Коркино. Город стал известен после убийства женщины-таксистки, и местные жители устроили настоящий бунт поджогом домов. Федерягин разбирается в зельях. Одно время был начальником управления по контролю за оборотом наркотиков главка. По месту жителей силовика и по месту бывшей службы уже прошли обыски. Насчет зелья я охуел. Я в жизни не видел, что такое нахуй. Это зелень, но я увидел, блядь, в армии. Короче, меня взяли один день нахуй в армии, в одну хуйню вспомнил, блядь. Расскажу уж тут в эфире, как все это работает, блядь, в этой ебучей ихней наркотической теме. Короче, ну, представили город Уссурийский, вроде, блядь, ну да, в Уссурийске вроде бы это было. Короче, там постоянно забирают, я же рассказывал про армию, забирают в этот, на рабочку. Меня и еще несколько, блядь, 5-6 пацанов, ну, с армии, блядь, солдат. Год служили, наверное, год только, 2 года служили. Забрали без на всякие, ебаная нахуй, рабочку в город. А мы попали, блядь, в наркоотдел, блядь. Я охуел, блядь. Какой-то, сука, секретный отдел, короче. Короче, как будто здание, обычное здание, такое высокое здание, и ты не поймешь, даже там не написано инспекция, хуинспекция, ничего не написано. Просто какое-то здание, нахуй, и попадаешь, блядь, в огромную ментовскую, блядь. И на каком-то ебаном этаже, именно оно еще по этажам разделенное, и на каком-то ебаном этаже мы, как раз, блядь, цыгане, блядь, точно, мы должны, короче, быть этими понятыми, короче, свидетелями. Нас разделили. Один что-то делает, другой что-то. И вот мы все должны пойти на закупку, на какую-то закупку. Опять как раз-таки цыганам. Цыганы там банчат наркотой. Наверное, хуй его, блядь. И мы поехали, короче. И тут, короче, все произошло, короче, все, мы смотрим, где-то там сидим, блядь, в чем-то, блядь, в машине, наверное, сидели, не помню, блядь. Ну, то ли мы, блядь, в армейской форме были, то ли нас переодели.
Хуй поймешь, наверное, в армейской форме мы были все-таки, блядь. Кто нас нахуй переодевать будет? Ну, значит, нас не видно было в это время. И в итоге там прошла проверочная закупка, то все, короче, все. Что-то они купили, продали, блядь, все, поймали, все, их взяли. И тут пригласили нас. Мы понятые, короче. Типа, видели. Видите, как это все работает? Пиздец нахуй. Нет, блядь, с улицы брать понятых, солдат каких-то, сука, взяли понятыми, блядь. И получается, все мы там, они записали, всех взяли, блядь, получается, накрыли, что-то такое. И, короче, все, разъехались. И это же рабочка, они должны нас накормить еще. И тут, само собой, мы же солдаты, хули нас, чем они будут кормить? Эти долбоебы, наверное, нас кормили какими-то сухпайками своими ебаными, ментовскими. И, короче, мы поехали в этот отдел, уже с этой хуйней всей. И попадаем, короче, в зал, блядь. Я в зале охуел, блядь. В какой-то зал мы пошли, короче, попали. И там, блядь, выше моей головы, как гозапая, короче, да, ведь вот это, как, сука, гозапая, это, как это, хлопковые, вот эти ебаные деревья, короче, как это называется, блядь, на русском. Кусты, блядь. Кусты, блядь, до потолка, блядь, как кукуруза, представили? 2,5 метра, блядь. Ёб твою мать, заходишь, там все наркота, блядь, нахуй, разных видов, в мешках, блядь, нахуй. Стоят вот так охапками, как кусты, блядь. Чего только нету, я, ёб твою мать, я говорю, куда мы зашли, нахуй? А эти-то набежали, эти хуеплеты, которые со мной были. Они-то курят. Ой, бля, там напиздили они, нахуй, все карманы, нахуй. Сказали, ничего не трогать, нахуй. Они напиздили, нахуярились там, блядь. Надышались, нанюхались, короче, все там было, блядь. Я охренел, вот, я помню, вот тогда я увидел, блядь, что такое, нахуй, наркоотдел, блядь. А это, оказывается, был наркоотдел города Уссурийска, блядь. Вот такая вот хуйня, Туанар. Получается, это все, наверное, они ловили, копили с этих границ Китая, наверное, блядь. С Кореи, не знаю, откуда туда наркота идет, блядь. С Китая, наверное. Столько, блядь, нахуй зелени, блядь. Конопли вот этой, блядь, до потолка, блядь. Ну, вот такая вот хуйня была. Поэтому так что цыгане везде бантят наркоту. Вот и все, это ихняя жизнь. Что поделаешь. А для этого, блядь, нужно создавать, нахуй, нормальную страну, где нет коррупции и так далее. А тут явно уж, блядь, их кто-то крышевал, они где-то работали. Вот и все. А то, что там они навезли, вот меня это поразило, помню, блядь. Это столько, блядь, не знаю, блядь, можно... Тонна, наверное, там, блядь, было. Тонна, можно сказать, тонна было точно. Мешки, блядь. И всякое дерьмо. Всякого сорта, блядь. Шундыха, Дуслар. Поэтому этого дерьма, я так понял, блядь, вот это то, что они там разбираются в зельях, блядь, одно время был начальником управления по контролю за оборотом наркотиков в главках. Вот, примерно вот такое место, наверное, было это, блядь. По месту жительства силовика и по месту бывшей службы уже прошли обыски. ВИП-полицейский ушел на пенсию в марте прошлого года. Ему грозит до 15 лет за решеткой за получение взяток в особо крупном размере. Или автомат в руки и на СВО, на выбор. Вот такой хан Дуслар. Ну да, пожилой, ну этот мужик какой-то, сука. 3 звезды какие-то, блядь. ФСБ задержала. Вот Шундыхан, Дуслар, поэтому как бы тут не очевидно, что, блядь, нахуй, вся эта верхушка ментовская, нахуй, сама, блядь, нахуй, и раздает эти наркотики, сама и продает, и все это все делается в России, это, и как бы это нормально. Так что, в первую очередь, Башкортостан и Татарстанда зачистка должна быть именно вот в таких силовиках, блядь. Ни одного, нахуй, прошлого мента в нашей тематике не должно быть. Не то, что, блядь, коррупционера какого-то, блядь. Ни одной суки не должно быть там, блядь, из прошлой системы, блядь, Путина, блядь. Всех нахуй кастрировать, сажать и нахуй посылать. Можно даже их, грубо говоря, блядь, отправить на
рабочки нахуй такие, блядь, на тяжелые работы куда-нибудь, в шахту нахуй. Ну, чтобы они, блядь, понимали вкус жизни, как говорится, шахтера. Так, ищи свой Башкортостан. Чё за опять, блядь? Они нас боятся, потому что мы племя воинов, верные подданные своего отечества. Нас не сломить на поле боя ради хабиров. Это он про этих башкир говорил? Ну-ка, о чем тут? А кто президент Башкортостана? Это А? Хабиров. Кто? Хабиров. Хабиров? Президент? Да. А президент России кто? Путин. Ой, ёпта, нихуя себе. А сколько ты классов закончил? 4. 4? Да. А что только 4? Дальше возможно не было. А что возможности не было? Ну, у нас это дома все. Кормить, кушать не было. А как твое село называется? Байгужа. Как? Байгужа. Байгужа? Да. Ёпта, блядь. А где она находится, в каком районе? Зилаевский район. Ёпта, Зилаирдан, блядь. Республика. Башкортостан. Башкортостан, да? Да. Тут, короче, на крайнем севере, да? Да. Там зима постоянно, холодно? Ну. А что вы едите, лошадей? Зима? А? Лошадей едите или что? Ну, Оленей? Олень не кушаю я. Лошадей покупаю, а ляжка на зиму хватает. Понятно. А дом у тебя земляной, глиняный? Деревянный. Деревянный дом? Да. А туалет где? Туалет на улице. Сколько километров от дома? Километр, 10 метров. Подъебываете 10 его. метров. А моешься где? Или не моешься зимой? Зимой не молимся. Не моетесь? Нет. Нахуя зима там всего лишь сколько там? 3 месяца, да? Да. Ёпта, блядь. А когда моешься? Летом. Летом моешься? Да. Ёпта, блядь. Не, ну он, конечно, тут пиздец, он, блядь, наговорил. Зилаир, блядь, не моется летом, блядь. Но это пиздец унижение, конечно. Но его на храп взяли, блядь. Эй, блядь, микрофон где мой? Ну это пиздец ебанутый нахуй. Ну, летом, говорит, моемся, а где моешься, нахуй? Туанар. Ну это полный пиздец, нахуй, конечно. До такой степени уж мы, Башкортостана, не чмошники, блядь. У каждого есть мунча. У каждого есть, блядь, нахуй, сба. Это не в этом дело, блядь. Ну, пиздец уже до такой степени, нахуй. Хохлы, блядь, издеваются, блядь, над башкортами, но это пиздец, нахуй. Нет, этот просто от испуга уже сам даже не знает, что говорит. И вообще, по идее, нахуй, блядь. А так, Башкортостан, да, если у этого человека нет мунча, ну, это значит, пиздец, он, значит, реально бедный он, бедный. Он как бы не то, что он 4 класса закончил, почему? Потому что денег не было. Но реально он бедный. А так, если у него есть деревянная азба, никак не может у башкорта и у татара азба есть, у мунча нету, не может быть. Потому что у нас тактика бренч мунча кроссом, потом азба кроссом. Çünkü boşta munçada yaşıysan, yuğunasın. Yaşıysan точнее. А потом азба крола. И так и вот так. Тактика такая. А то, что он пиздит, у него тут или, блядь, крышняк поехал от испуга, или просто это какой-то, блядь, даун, блядь. Просто человек даун. Вот и все. А так, я хуй его знает, блядь. Я же вам всегда говорил, блядь. Помните, когда поехали, моя бабушка, башкорт именно, поехала в хутор, в Украину, в Сумскую область, за моей тетей, так скажем, за невестой, украинкой. Вот моя бабушка в 78-х годах, 77-х годах охуела от того, что когда уже в это время Башкортостана у всех были дома, само собой, хоть и во дворе туалет, баня, самое главное. В этом хуторе в Украине, в Сумской области, люди, куда они поехали, она охуела. У них было только вот эта хата, бани не было, мылись в тазиках,
И не было туалета. Самое убийственное, это не было туалета. Вот это, блядь, это прям слова моей бабушки. Это, блядь, пиздеть она не будет, нахуй. Как говорится. Вот такая хуйня. Поэтому, как говорится, вот где, так скажем, больше узкого мира, там наоборот было пиздец все. Вот я вам скажу, блядь. Где вот узкий мир, там нихуя ничего не было. А вот Башкортстанда, Татарстанда издревле мунча дегенә әйбер булган. Поэтому, как говорится, подавно, блядь, мы мусульмане, у нас нету, блядь, во дворе туалета, это пиздец, нахуй. Где мы, нахуй, жопу должны подмывать 5 раз намаз читать? На поле, что ли, блядь? Поэтому туалет с баней у нас, блядь, однозначно есть, блядь. До такой степени вот такой, блядь, видос снимать, блядь, и ты это загружать, это, я думаю, это уже себя не уважать, нахуй. Вот так вот. Насчет этого я, сука, с любым буду говориться, блядь. Что у нас, блядь, Башкортостанда, Татарстанда, сейчас подавно, блядь, если в 77-х годах было все, ну, как сказать вам, блядь. Короче, дедушкин дом, могу так подойти к этому моменту. Допустим, ауылда у нас вот это Кортатанная с басында, получается, баня построена, потом строили дом. Исходя от этого, я охуевал от того, почему так баня долго стоит, блядь. Этой бане в то время, когда еще, в те времена, когда я жил, наверное, этой бане только было 50 лет. Понимаете? И это явно не 77-е года. Эта баня построена, блядь, минимум, нахуй, наверное, там, я не знаю, блядь, в 60-х годах, блядь. Вот явно. В 50-х мы не можем сказать уже, блядь, но в 60-х годах точно эта баня была построена, блядь. Наверное, может, блядь, чуть еще больше, ну, может, 65-х. И исходя от этого, если он говорит сейчас в 2024 году, в 2024 году, что у него нету бани, это он точно ебанутый, блядь. Он сам ебанутый. Примерно так. Или он бедный, потому что у него нет бани. Но не может быть, блядь. В Зилаирском районе нету бани. Это же ебанизм. Ты чё, блядь, нахуй? Где, блядь, там дрова, точнее, блядь, лес, блядь, ёпта, там дремучий. И бани нету. Шундыхан. Так, окей. На Кавказе появилось множество зумеров-бизнесменов. Статистика показывает, что там их больше, чем во всей стране. В Дагестане почти каждый 5-й молодой человек занимается предпринимательством, и схожая ситуация наблюдается в Чечне. Чаще всего они занимаются торговлей на маркетплейсах, а также строительством и ремонтом. Для сравнения, в Санкт-Петербурге, Калининградской области и Челябинской области процент молодых предпринимателей не превышает 7,5%. Вот. Видите, молодцы. Но Башкортостан, Татарстан, да. Я так понимаю, предпринимательством больно не хотят никто заниматься. Вот я сколько вот смотрю за обстановкой. Башкортостан и Татарстан, да, больше они любят, как говорится, ишачить на 20 тысяч рублей, как ишаки, блядь. И вот как вот этот черт какой-то говорил, блядь, из Зилаира, блядь. То, что у него бани нету, блядь. Вот такие потом люди и живут. Того нету, этого нету. Понятно? У тебя ничего нету, блядь. Ну, работу надо менять, блядь. Я думаю, так. И заниматься торговлей. Потому что только в торговле этот, как и Мухаммад Пайгамбарымызда, баракят был. Баракят. Не зря он торговал. Конечно. И в честности, конечно, дело стоит. Он был честным. Вот так.
Так, идем дальше. Попробую сформулировать общественный запрос, который явно накипает в России. В людях появляется чувство еще непонятное, неосознанное, которое вскоре превратится в непоколебимые требования. А вы посмотрите, отзывается ли это в вас? Мы, наши родители и все прошлые поколения до нас отдали незримой родине слишком много, практически ничего, не получив взамен. Конечно, было и хорошее, но все перечеркнула война. Она обрушила чашу весов до выгребной ямы, и каждый почувствовал, что минусов от контакта с российским государством всегда, а кратко больше, чем плюсов. Оказалось, что Родина, за которой чаще всего прячется чиновничья морда, только отнимает, ничего не давая взамен. На протяжении тягучих десятилетий от нас требовали так много, что мы больше ничего не хотим отдавать этой стране. Наоборот, пусть наконец Родина нам что-то даст взамен. Вот эмоции, которые с каждым месяцем крепнут в чувствах людей. И так будет выглядеть главный социологический запрос послевоенной России. Запрос на справедливость, запрос на то, что проклятая чаша весов наконец склонилась в сторону людей. Наступает время, когда пришла очередь Родины платить и отдавать, а не требовать. Ну, не знаю, блядь, нахуй. Чем-то я не согласен, блядь. Манкурты, блядь, нахуй, и 100 лет ничего не просили, блядь, и сейчас не будут ничего просить, поймите. Мы только можем просить, мы, потому что мы не манкурты. А манкурты, блядь, как жили, так и живут, блядь. Не видите, вот до этого же видео посмотрели. У человека бани нету, говорит, блядь. А у меня вообще нихуя ничего нету. Ни бани, ни земли, ничего, допустим. И чё? От этого же, блядь, нахуй, я не становлюсь, нахуй, манкуртом, блядь. И я же не буду у какой-то пидорасии что-то требовать. Понимаете, с каким наклоном написано это, блядь, нахуй? Что, блядь, народ требовал у этой пидорасии. У какой пидорасии мы будем требовать, если мы против пидорасии? У кого? Я у Хабирова буду требовать? Или у Миниханова, или у Кадырова? Понимаете, порой поражаюсь на такие какие-то мысли, закидываю сюда Куштай Байрам, блядь. Ну, блядь, я не знаю, блядь. Изначально я помню, блядь, Куштай Байрам некоторыми местами меня бесило, блядь, но я все равно читаю его. Бесило тем, что некоторые мысли у него какие-то русскожопые, блядь. Мысли русскожопых, да хуя, блядь, тут тоже. Непонятно, блядь. И вот опять наткнулся на такое дерьмо, блядь. Поэтому, Туганар, наша тема Родина Деганда, блядь, у нас нет Родины. У нас нет Родины, поймите. Россия это не Родина наша. Вы раз и навсегда должны понять, это не Родина. Наша Родина это Башкортостан и Татарстан. Из-за него сейчас вы не умираете. Вы умираете за Москву. Поэтому, блядь, места, блядь, и моменты нельзя путать. Бізге ташбаш түгіл де енді, блядь, нахуй. Мынау кеше 4 класс оқыған екен. Ну, ол бит какой-то меңгіреу, блядь, ауылдан. Ну, біз бит бар. Біз бит әзгенәді башыбыз бар, кешелер бар, чтобы мына шундай меңгіреулер остались в живых, они ехали под мясо. Поэтому каждого прошу Башкортостанда һәм Татарстанда уговаривать, шундай туганнарыгызны, дусларыгызны, ауылдашларыгызны, одноклассников, бөтенегез, блядь, сугышка бармасыннар. Акча өчен гомер бетереп, аяк кулсыз калып, или вообще үлеп кайтып, мәйет кайту безгә кирәге юк. Безгә лишний геморрой создаете. Кыскача. Лишний геморрой. Потому что халык әзәя. Нашындай меңгіреу болса да, башқұрт болсын, татар болсын, но зато біздің халық тірі болсын. Бізге шул гына керек бит. Бізге сіздің үліп қайтуыңыз, жоғалуыңыз нахуй керек. Не говорят, что, блядь, там демография әзәя. Демография әзәя, конечно, блядь. Анда башқұртына 1,5 миллиона, блядь, миллион гына қалды, наверное. Қыры бітірдіңіз, блядь, үзегізні. Татарларда шулай ук. 5 миллион дегеш мында нахуй. Эзли башласаң, блядь, яртысы нахуй урыс, блядь. Сәгіліп біткен, крещенный.
Татар deyip de bulmuyorlarını bilет. İsmi de Tatarça түгел әле ул. Татарларның исеме de Татарça түгел бит әле аны. 99% білет. Так, 16 декабрьгә барып җиттек, туганнар. Короче, наверное, туктатабыз. Монда уже хәбәр бетте. 16 декабрьгә хәтле барып җиткәч, мин анда уже укыганмын икән. А, вот здесь вот видео скидывали, вот давайте это тоже. Ну, видео уж не будем уж сейчас уже долго смотреть. Сталин истребил 5, миллионов казахов. Голос народа продолжает разбирать актуальные темы для общества. В этом выпуске мы поговорим о голодоморе, репрессиях. Сталин, Султанхан Аккула. Мы трусливые, еле выжившие казахи. Голос народа. Ну, кратко говоря, понятно. Этот профессор, значит, вот, вот насчет казахов, которые начали, как говорится, ковырять свою историю и дошли до истины, мы должны, как говорится, прислушиваться. Понимаете? Башкортстан, Татарстан историясы әлі өзіміздің қолымызда түгел. Өзіміздің қолымызда тарихны алғаш, ол деген Мәскеуді сігіп тұрып тарихны қолға түшіргеш, мына шында мы можем уже рассказывать своему народу правдивую историю. Понимаете? Особенно башкорт һәм татар мәктәпләрен ачкач. Мына шул вакытта как раз мына Казахстаннан тарихны белгән казах профессорларын һәм башка илемле кешеләрне без нәрсәкәгә кунакка чакырып безгә дәрес бирүләрен сорарга может без. Также Узбекистаннан, кем анда бар, еще Таджикистан, Кыргызстанга я не могу сказать, конечно, но вот примерно вот мына безнең элекке теге тарихлы теге республикаларны біз можем, как говорится, задействовать в таких моментах, чтобы нам, получается, точнее нашему народу преподавали истину, а не московское дерьмо, которое нахуй до сих пор мы не можем отмыться от этого истории, блядь, которые нам лечили, сука, как я в школу пошел в 92 году, блядь, с 92 года, блядь. Что надо безге, так скажем, в первую очередь высокомерничать итмәстән, вот, допустим, вот у меня, реально, это я могу признать, идет отвращение от турков и азеров, вот реально. Вот на них я могу, блядь, тысячеслойное высокомерие включить свое, блядь, нахуй. Вот именно на них. Потому что нахуй не нужны люди нам, блядь, нахуй вообще. Вот сейчас маленькая птичка подлетела, улетела, прикиньте. Наверное, прилетала покушать вот здесь. Түнні сағат 1-25 минут өтті. Құш бәлекәй шыпшақ ұшып келді. Бешара ұшып кетті. Ну, потому что меня увидела, сбежала, улетела. Что отдыхать? Что надо без вот этот высокомерие, получается, свое, не используя здесь, спуститься чуть-чуть, блядь, нахуй, и прислушиваться надо научиться. Тем самым это прислушивание, это нам зарар китермей у бізге. Бізге никак ол зарар китермей. Почему? Потому что біз Мәскеуге қарсы. Если нам помогает против Москвы, это никак не может быть бузарар. Поэтому каждого башкорта и татара призываю услышать своего соседа, казаха,
Если нормальные не манкурты узбеки есть, узбеков, потому что это тысячелетние истории там. А то, что там нам лечили, блядь, ебаной Москве, всем нам, и им же также, это неправда. И мы не должны в это, блядь, как-то даже, ну, как икелянерге. Икеляну деген мында вообще башыгызга уйда килмәскә тиеш. Икеляну деген нәрсәне вообще онытыгыз, блядь. Мында икеляну деген нәрсә булмый юк. Мин даже в эту сторону даже не зарекаюсь, икелянмим да. Любой истории, которая против Москвы, я за. Понимаете? За любой кипиш, нахуй, против Москвы я за, блядь, нахуй. Дурысма, дурыстугна, похуй. Москва сыгряна, нахуй, я за, блядь, нахуй. Хоть трехслойным этим, блядь, томами меня наебывайте, блядь. Главное, чтобы против Москвы это все было. Похуй мне, блядь. Вот примерно так. Хотя бы вот так размышляйте. Если уж, блядь, не больно хотите вникать в историю, ну хотя бы, блядь, мышление у вас должно быть так. Против Москвы, значит мы за. Вот и все. Потому что баров бізге зарар болмаймын. Зарар Мәскәүдән. Зарарлык бізге һәр вакыт 500 ел эчендә Мәскәүдән килә. Шуның өчен без һәрберебез шуны бер-беребезгә туганыбызга җиткезергә тиешбез. И даже анатыгы маңкаларга, которые вышли этим флагом, хуй поймешь каким, откуда этот флаг, сука, дали. И вот сейчас вот в конец эфира мне доходит одна мысль. Мне кажется, это узкожопые, вот эти сраные русская община подкинула им этот флаг. Вот мне предполагается так, потому что откуда они могли взять этот флаг? Откуда они нахуй его купили, блядь? Явно же, блядь, башкорт малайлары барып шул флагны сатып алмый, кайдандыр алмый. Явно ул флаг аларның кулына төшкән кемнәндер. Кемдер китереп биргән аларга. Понимаете? Мына шуны менә төшегез, бер нәрсәгә ебаните нахуй эфир. И они это сделали. Понимаете смысл? Грубо говоря, подъебали. Вот так оно и работает, вот эта тематика уничтожения внутри, блядь, башкортов. Оно и раньше так было, и сейчас, и вот и все. Тематика одна и та же. Москва рулит мозгами этих манкуртов. А потом резко они, блядь, другой флаг, и теперь сейчас их хотят что-то сделать с ними. Виноватые теперь они. Видите, как работает тема? Это подстава. Так же, как с тем узбеком. Если даже был заказ на этого ебаного Кириллова, блядь, этого узбека, блядь, подставили эти узкожопые. Вот я так думаю, потому что или он затупок нахуй, вот как вот этот, блядь, сам, блядь, что-то запорол там под конец, блядь, не убежал. Или его кто-то кинул. И третий вариант уже, я не знаю, блядь, да, я не могу, блядь, винить кого-то. Где-то я читал, вот на днях я читал, я охуел. Блядь, не вспомню, что за, блядь, нахуй место я читал, блядь. В телеге, наверное, где я могу читать, блядь, это еще, блядь. Там говорится, что вот этим... пизжу, не читал. Помните, блядь, этот шпион, друг Путина, блядь, хуйка один, короче, который пиздит постоянно, бабай тоже, как Путин. Блядь, вот здесь во Франции живет тоже, блядь, где-то, в ебенях где-то, тут. Шпион, блядь, как Путин. КГБшник, блядь. Вот он сказал, что заказчики в Украине, когда заказывают людей, они берут похуй любого, и их не волнует жизнь того, кто будет это делать. Их не ебет. Они заказывают, говорит, ну, по деньгам наебывают или нет, он не сказал, не помню. Ну, наверное, платят, понятно уж.
но поймают его или нет, они за это не отвечают. Им до пизды. Вот такая тема. Получается, если вот он говорит примерно, если возьмем его трактовку, то получается СБУ, или кто там, я не знаю, разведка Украины работает через, не напрямую, говорит, ну, говорит, есть прямые, есть непрямые, есть еще посредники, как всегда один узбек говорил, посредник — это самая хуевая работа. Вот, получается, эти посредники похуй находят вот этого курьера, точнее не курьера, а повара, блядь, этого ебаного узбека, который лоханулся где-то, и, получается, делает эту грязную работу. И за деньги. И все. Там, получается, заказчик, нахуй, не знает, блядь, исполнителя, а знает только посредник все это дело. И исход какой? Заказчику похуй, получается. Что там дальше с ним произойдет? Поймают его или нет? Одноразовая система. Поэтому, я думаю, должно быть это звоночек, надеюсь, блядь, я донес это, вдруг меня, если услышат узбеки, кыргызы, таджики, хуйней такой не страдайте. Быстрых денег не бывает, туғандар. $100,000 табам дейді, блядь, нахуй. Мында отаң білен анаңны да сатырға әзір болсыға, енді, блядь, я думаю, это не дело. Преподнести там самокат куда-то припогнать, машину пригнать, блядь, потом человек умирает. Пойми, за $100,000 ты явно, блядь, не классную работу будешь делать. Это явно работа киллера. Получается, если даже ты 95-го года согласился под такую тему, ну, если так по человеческим, конституционным, там, вообще по исламу даже размышлять, ты убийца. Ты просто тупо убил 2 людей, блядь. Похуй, кто тебе сказал, блядь. Понимаете смысл? А с другой стороны, ты еще попадаешь под раздачу русских. Вот в чем какая подстава идет. Какая подстава? Ты полностью запятнал узбекский народ. Понимаете? До этого вот таджиков 4 так делали, уши резали, грубо говоря, яйца резали. А теперь узбек. Завтра, как всегда говорил, кыргыз будет, потом казах будет, еще кто-нибудь там, афганец, туркмен, азер. Ну так, потихоньку у всех будет они. Грузин будет, молдаван. Вот так. И после этого вы думаете, что вот эта хуйня, быстрые деньги, оно не, ну, такой, знаете, эгоистический маразм человека, блядь. Это то же самое на 200 тысяч рублей идти на войну. Он же думает только о себе, прокормить себя, разбогатеть на войне. А это, получается, на убийстве, и, как говорится, хочет разбогатеть. А он же знает, когда он подставляет самокат, ему же явно говорят, блядь, это сделай, это подключи, это. Он же явно знал, что он везет тротил, блядь, 200-300 грамм. Что на данном нужно понимать, блядь, на такие дела, туғандар, Башкортостан, Татарстан, я считаю, вы не должны подписываться, не говоря, что азиатам. Азиатам вообще нихуй делать сейчас в данный момент в России, блядь. Идите нахуй домой, блядь. Столько раз уже говорю вам, блядь. Яхшиликча гапырдым, блядь. Как вас, блядь, нахуй послать так, что вы, сука, не приехали обратно, блядь? Освободите нахуй эту пидорасию, блядь. На время. Потом Башкортостан, Татарстан лично сам за вами поеду. Сам вас завезу обратно, если хотите прям. Но Башкортостан, Татарстан придется любить. Это не пидорасия будет уже. И всякие ваши проделки там не прокатят нахуй. Вот так вот. Поэтому, туғандар, имейте в виду, что Башкортостан, Татарстан, если вы будете вот этой хуйней страдать, кого-то на заказ делать, делайте нахуй красиво, блядь. Делайте красиво. А не генералов нахуй, а делайте Хабирова, Минниханова, Шаймиева. Делайте красиво. И съебывайте сразу в Казахстан. И все, чисто работайте. Если шлясагис, блядь. Не сверкайтесь нахуй. А то, блядь, тут, понимаешь, блядь, и сделал, и на следующий день просыпаюсь, вот сегодня, уже поймали, блядь. И нам бетагляр, нахуй. Что за херня, блядь? Значит, блядь, нахуй, хуёво облажался, блядь, этот узбек. Шундыхаль.
Туланар, обидно, то, что, блядь, нахуй, человек, блядь, вроде бы доброе дело делает, в то же время, конечно, убивает людей, если оценивать с разных сторон, блядь, и в то же время, нахуй, сам еще ловится, блядь. Провал, блядь, провал. А заказчику похуй, потому что он не знает, знает только посредник, как говорил вот этот чувак, как его зовут, сука, друг Путина, блядь. Шундыхаль, Дуслар. Ну, на этой хуйне, наверное, будем заканчивать. Вы чё, это провокаторы слушают? И давай, ерла, бар нахуй, ерла, блядь, и нам баттаги нахуй. Слушаете, блядь, не слушаете, нахуй, путинососы ебучие, нахуй. Кутыризге бары келіп сігәбіз, блядь. И я не провокатор, я уничтожитель, ублюдок. Нехуй оскорблять меня. Пиши уничтожителем, нахуй. Уничтожитель Москвы я, блядь. Сука. Давайте. 5 сағат 16 минут болғанмын сіздің білән, Туланар. Вот второе, короче, видео у меня записывает. Вот 5 часов 16 минут, блядь. Вот. На 2 эфирах идет. Чтоб, блядь. Короче, этот. Нашекей. Торатовос. Скрин экрана делайте, запись экрана делайте. Можете все скачать вообще, если возможность есть. Голос скачайте. MP3 сделайте. Закидывайте везде. Шулай. Только сами не попадитесь. Аккуратно. Как не облажайтесь, как этот узбек, блядь. 95-го года. Пиздец. Вот так вот. Самое интересное, знаете, если вы что-то будете мутить, самое интересное, мутите так, чтобы, блядь, цельно нахуй. Кырдага кишлер ульмесен. Цельно делайте дела все. Вот так вот. Если метить нахуй, только Хабирова, Миниханова надо хибашить, блядь. Потому что, убрав их, я думаю, какой-то будет перестановка нахуй шахматные Башкортостана и Татарстана. И это тоже будет какой-то уже нам подход, легкий подход будет. Понимаете? Но это нужно делать очень, блядь, правильно, чтобы вы могли съебаться оттуда. Красиво надо делать это, очень красиво. Как бы невзначай, чтобы как будто само по себе нахуй. Вот и все. Вот так вот. А так, моя идея все равно та же. Вылазьте за границу, и мы зайдем сами уже. В полном обмундировании. Будем заходить сами по себе. Уже нас там никто не сможет ничего предъявить нахуй. Потому что вне закона мы будем, блядь. Нам похуй будет и Хабиров, и Путин, и их собаки нахуй. Поэтому безге олар, берседе безге никто не будет нахуй. Никого не будем мы слушать. Поэтому для этого безге халық керек. Башкорт һәм татарлар берләшеп шул этсеккәләрне полностью сигеп югалтырга. Башкортстаннан һәм Татарстаннан, и также каждый на своей территории. Поход на Москву. Вот так вот. Уничтожение и разнос Москвы. Полностью. До разоблачения, до, само собой, возвращения всех, как говорится, наших имущества, которые сохраняются в Москве. Само собой, вытащить эту суку Набиуллину, сказать нахуй, чтобы она быстренько нахуй посчитала, блядь, сколько бабла, блядь, пришло с Татарстана, с Башкортостана. Вот таких пидорасок надо будет живыми брать. Чтобы она быстренько раскидала нахуй нам, сколько бабло утекло туда из наших территорий. И чтобы все эти бабки вынести, обратно завести Башкортостан и Татарстанга. И раздать народу. В каком понимании? Как всегда я говорю, чтобы напоминаю опять в этом эфире, чтобы запись осталась. Раздать народу вот как раз вот вам напоминание того, что у этого человека мунча нету. А у людей дома нету. Понимаете? У кого нет дома, мунча, туалет, создать им условия. Вот на эти все деньги. Понимаете? Все, что ограблено от нас, вернуть
и создать условия для проживающих. В первую очередь, ни в казну, никуда ничего не надо сувать нахуй. В первую очередь, заткнуть дыры внутри населения. А потом уже потихоньку начать уже экономику обустраивать, создать новые паспорта, деньги, вот, войска в первую очередь, нормальную полицию, как их мы будем назвать, мы не знаем там, эскерлер, башкорт эскерлеры, татар эскерлеры, я не знаю как, солдаты это, да, будут вообще-то, а ментов как называть будем, блядь, хуй знает, надо придумать, башкорт исминда, татар исминда, не знаю, оларға нужно назвать название, вообще даже мы не знаем, как их перевести, даже вот это в голову сейчас не приходит, полицейский, как это будет, сука, на башкорт һәм татар тілінде, хз, блядь. Шулай, поэтому вот, шундай хәл. И самое главное, внутри Башкортостана и Татарстана нужно создать общую какую-то совместную армию, общую совместную, чтобы наши территории, как и с Казахстаном, не граничили. У нас как бы должно быть внутренняя армия и общая армия, чтобы она была сразу как бы, ну, формулировалась, если вдруг внезапно войдет кто-нибудь в нашу сторону, и мы как бы подключаем вот эту армию. А внутренняя армия уже внутри Башкортостана будет работать. А наружка, вот эта общая армия, она будет уже, ну, по границам хуярить защиту. Вот примерно так. Как бы 2-3 слоя нужно сделать защиту. Потому что у нас будет очень нелегкая жизнь. Потому что Москва, как говорится, будет кровоточить и захочет мстить. Поэтому без ёхшиттырып нахуй, лом кутена толкует иж была, злом, блядь. Чтоб он никогда нахуй больше не встал, блядь. От тяжести этого лома, блядь. Примерно так. Күтүннән тыгып аузынан чыгарга ломно, блядь. Һәрбер урыска, блядь. Дать понять, что никогда нахуй они в нашу сторону, блядь, строить империю не должны рыпаться. И в нашей жизни, и после нас. Никогда в жизни. Все. Надо заканчивать нахуй вообще колониями нахуй, этим полным ебанизмом. И мы должны построить правильную систему и правильную жизнь во всех регионах в этой пидорасии. И возвращаясь на карту, вот эта карта, которую я вижу в этом долбоебском эфире этого Вадима Сидорова, блядь, меня бесит это. Я буду искать эту карту, потом, может, я загружу куда-нибудь, посмотрим вместе. Эта карта не с той категории, которую я говорю вам. Это не в нашем компетенции, вообще не в моей трактовке нахуй эта карта, потому что там очень много душманов образовывается возле нас, если эта карта будет вот таким образом сформулирована, блядь, Европой. Да, мы будем реально бессильны. Нас с любой стороны могут ёбнуть. Вот так вот. Поэтому нет, территорию обязательно увеличивать будем. Обязательно. И большая часть там не отдана Казахстану. Отдать Казахстану всю часть. То, что у них вот иске китапларында язылган, бүтін шу жерлерні Казахстанға қайтарып берерге. Чтобы у нас было тыл, грубо говоря, из своих туганов, братьев, грубо говоря, да, казахов, а не узкожопых. Между біздің переулокларда, проулокларда бір қойдада урысны бір территориясы болмасқа тиіш. Но в той карте, розово-фиолетовой, сука, голубой карте какой-то, и главное, Казахстан и Китай, почему там вообще не при делах, серые какие-то там они. Пиздец, блядь. Они почему-то серые оба. Странно, блядь. Они как будто вдвоем сольются, как будто вот такая хуйня, блядь, нихуя. Почему у них цвета одинаковые, блядь? Как бы. И там только пидорасия эта вся разделена. Интересно, блядь. Каждая земля была завоевана, как говорится, всю жизнь.
И мы тоже так же можем завоевать. Вот и все. Вот так примерно. Шудыхан. А так, на следующем эфире посмотрим насчет этой карты. Я постараюсь поискать. Интересно эту карту. Где-то может же быть у них такая настоящая карта притом. Шулай, Дуслар. Ну и сенсор тогда. Так, Джитер. Вот ору здесь. Так, этот. Все, микрофон не буду говорить. Блять, люди спят. Время этот 2 часа ночи. Насчет мозги делать. Так, Игорь Беркиши. Ты на щеку, Дуслар? Точнее, у вас 6 утра, да, уже, блин, ё-моё. Ну, этот. Гутен Морген всем. А я этот пошел делать шляфен. Вот так. Так, 5,5 сағат, короче, мен сізді мына болғанмын, туғанлар, рахмет. Этот. Ну, кто не посмотрел сначала, иштіп қарағыз, если кому интересно. Торатығыз. Шулай. Так, ладно, давайте вот это закроем, пока людей нету здесь. Людей нету. Мында кеше әз болған, 18 кеше генә болған. Потому что этот новый этот YouTube, он кеше карамый аны бер нәрсәгәдер, белмим. Кермиләр. Ярар, рахмат, 25 кеше утыра. Мин ябам. Тыныч йокы бөтенегезгә.